Доброе утро, дорогие участники семинара. И, наверное, мы начнем, потому что уже время 10:09, поэтому логично начать уже мероприятие. Еще раз доброе утро, участники семинара. Меня зовут Григорий Константинович Чингисович. Я являюсь региональным координатором корпуса общественных наблюдателей. И для приветственного слова я хотел бы пригласить консультантный отдел дошкольного и общего образования Министерства образования и науки Республики Бурятия Екатерина Владимировна Малеева. Добрый день, уважаемые ребята. Я хочу поприветствовать вас на официальном Министерстве образования и науки Республики Бурятия, что вы принимаете сегодня в очень замечательном семинаре. Я думаю, что общественный корпус, федеральный общественный корпус в прошлом году и предыдущие годы очень хорошо отработали на государственной итоговой аттестации. И в этом году мы проводим такое данное мероприятие совместно с российским для того, чтобы выбрать кандидатуры для общественных наблюдателей. Сегодня вы послушаете семинар, прослушаете лекции и надеемся, что вы сделаете для себя определенный выбор. Поэтому я желаю вам сегодня удачи и нам хорошей работы. Спасибо. Для приветственного слова приглашается ведущий руководитель проектов Российского союза молодежи Татьяна Алексеевна Муртюкова. Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, мы уже можем называть вас коллегами, если вы пришли на обучение федеральных общественных наблюдателей. Вы все претендуете на данный статус, и мы очень надеемся, что данное обучение для вас будет продуктивным, потому что мы постарались сделать его максимально качественным. Приглашены все специалисты из Министерства образования и науки Республики Бурятия. Соответственно, все материалы мы расскажем, покажем, научим. И очень надеемся, что после завершения нашего семинара у нас пройдет итоговое тестирование, что вы его все удачно сдадите успешно и будете включены в состав федеральных общественных наблюдателей, корпуса общественных наблюдателей Республики Бурятия. Спасибо. Председатель Российского союза молодежи Республики Бурятия Батман Баевич Баджанимаев. Добрый день, уважаемые участники обучающего семинара общественных наблюдателей, участвующих в мониторинге государственной итоговой аттестации. От имени Бурятской региональной организации, Общероссийской общественной организации Российский союз молодежи хочу пожелать вам пройти успешно это обучение и стать компетентными людьми в этой сфере деятельности. Успехов всем! Спасибо. Скоро начнем. Я, пользуясь моментом, хотел бы наградить 7 самых лучших общественных наблюдателей, которые отличились в прошлом году. Конечно же, под ваши бурные аплодисменты. Благодарственным письмом за активную социальную и гражданскую позицию в обеспечении объективности проведения государственной итоговой аттестации, участие в общественном наблюдении, оперативном информировании обо всех нарушениях на объекте наблюдения и своевременном предоставлении отчета о своей работе в качестве общественного наблюдателя награждается Беремаева Ричарда Марковна.
вручается Афанасьевой Елизавете Ивановне. А благодарственное письмо вручается Барлуковой Дарье Николаевне. Ну, наверное, мы начинаем, и первым лектором у нас приглашается Екатерина Владимировна. Преподавательного поклона. И начинаем записывать блокноты, которые могли интересную информацию. Ну, начнем. Конечно, очень сложно будет вам воспринимать много у нас нормативных документов, но я думаю, что вам сегодня в практике где-то что-то, какая-то информация непонятна, значит, успеваете записывать. Но я думаю, что первое, то, что вы сами все проходили такую, значит, процедуру, это сдача ЕГЭ. Поднимите, пожалуйста, руку, кто вообще давал ЕГЭ? Большинство. Вы все проходили и были в качестве выпускников и участников государственной итоговой аттестации. Сейчас вы станете с другой стороны, посмотрите эту ситуацию, да? То есть насколько поменяется ваш статус. То есть статус ваш поменяется в сторону общественного наблюдателя. Не простого общественного наблюдателя, а имею в виду федерального общественного наблюдателя. То есть сейчас я вас познакомлю с основными нормативными документами, на которые нужно стоит обратить внимание. В первую очередь я хотела обратить на важные документы, которые регламентируют вообще государственную итоговую аттестацию. Это федеральный закон, значит, 273 нашего года о образовании Российской Федерации. Следующее – это постановление правительства Республики номер 755 о федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, обучающейся освоившей основную образовательную программу основного, общего и среднего общего образования. Данное постановление как раз дает возможность работать в информационной системе. То есть все ваши данные, которые вы, допустим, получали, когда сдавали экзамены, да, вы результаты свои получали, вы заходили в информационную систему, забивали свои данные и по ним получали результаты. То есть вот это вот постановление как раз и регламентирует вот эту деятельность. Следующий приказ – это Министерство образования об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. Следующий приказ – это об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего и среднего общего образования, а также Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады школьников. В данном приказе как раз регламентируется деятельность органов исполнительной власти, а у нас в Республике Бурятия является Министерство образования Республики Бурятия. Соответственно, здесь, когда мы, допустим, аккредитовываем общественных наблюдателей, то есть аккредитация проходит через нас. Следующий приказ Министерства просвещения России Рособорнадзора. В этом году вы, может быть, в курсе, но в этом году немножко изменился порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и изменился порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. То есть произошли изменения, но они не настолько глобальные. Единственное, что в этих приказах регламентируется вся деятельность, как проводится государственная итоговая аттестация, начиная с подготовки, организации, проведения и подведения всех итогов. Следующий момент, значит, я
бы хотела уточнить вам, вот этот приказ, значит, Министерства образования, просвещения об утверждении единого расписания продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому предмету. То есть вся деятельность и весь процесс проведения государственной итоговой аттестации, он регламентируется определенными нормативными документами, даже продолжительность экзамена. Следующий момент у нас это уже сами методические рекомендации. Методические рекомендации по осуществлению наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации. Ну, форма проведения государственной итоговой аттестации. Это единый государственный экзамен. Он проводится для учащихся, которые заканчивают 11 классов, то есть получили среднее общее образование. И у нас есть государственный выпускной экзамен. Это когда выпускники сдают у нас по щадящей немного форме. Это форма для обучающихся, которые выбираем их называющую форму ГВН. То есть у них определенные есть особенности при сдаче этих экзаменов. Они, конечно, немножко различаются. Единый государственный экзамен проводится с использованием контрольных материалов, которые представляют комплексы своей стандартизации в общей, значит, формы, а государственный выпускной экзамен, он проводится с использованием текстов, темы задания периода. Кто принимает государственный итоговый аттестацию? Давайте посмотрим, кто у нас принимает участие. В первую очередь, конечно же, Рособорнадзор. Дальше органы исполнительной власти, это министерство. Вот, касаемо нашего региона, это Министерство образования и Республики Бурятия. РЦОИ, государственная комиссия, руководители и организаторы ПП, технические специалисты, ассистенты, общественные наблюдатели, председатели предметной комиссии, члены предметной комиссии, председатели предметной комиссии и члены конфликтной комиссии. То есть, в принципе, когда вы организовали экзамены с участием сотрудников, вы с ними встречались. Это были организаторы, которые вас встречали, руководитель ПП, где вы сдавали экзамены. Ну, следующее – это права и обязанности общественного наблюдателя. Так, при присутствии на любом из этапов проведения государственной итоговой аттестации общественный наблюдатель должен иметь при себе, в первую очередь, это паспорт, то есть документ, удостоверяющий личность. Ну, в частности, паспорт. Дальше, удостоверение общественного наблюдателя. Ну, он имеет такую форму, где удостоверение указывается, на какой ПП вы направляетесь, дата указывается, значит, дата экзамена. И вот с таким удостоверением у нас общественные наблюдатели поступают, приходят на ППМ. Какие же обязанности общественного? Что он имеет, какие права? Так. Но в первую очередь он имеет право свободно перемещаться по местам проведения государственной итоговой аттестации. Это ПП. Что такое ПП? Это проведение экзаменов. С этим словом понятием, я думаю, что вы знакомы. РЦОЭ – это региональный центр обработки информации. Дальше по месту работы есть уже конфликтная комиссия у нас, предметные комиссии, где он может присутствовать. То есть он вправе присутствовать, перемещаться. Перемещаться в основном он может, если, например, на ПП, то он может перемещаться по всем помещениям. Также он вправе решать все возникающие вопросы на всех этапах проведения государственной итоговой аттестации с членами ГЭК, с руководителями ППМ, с руководителем РЦОЭ, с председателем предметной комиссии, с председателем конфликтной комиссии и с должностными лицами Рособорнадзора, а также у нас, например, в Республике Бурятия это комитет по надзору в сфере образования при Министерстве образования. Дальше. Следующий момент. В первую очередь, значит, в чем заключается деятельность общественного наблюдателя? Это фиксация нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации и отчет о работе общественного наблюдателя. Значит, когда общественный наблюдатель появляется на ППМ,
Значит, он фиксирует все нарушения, которые происходят. Но чтобы их фиксировать, эти нарушения, да, нужно знать, какой же сам порядок проведения государственной итоговой аттестации, как организовывается работа в ППМ. Чуть позже я об этом вам расскажу, но акцентировать я хотела на то, что при любом какие-то нарушения выявляют общественный наблюдатель, то он может направлять соответствующую информацию в Роспотребнадзор, в частности, в Министерство образования и в Комитет по надзору в сфере образования наш. Что мы составляем? У нас вот такой вот есть. Так, вообще в ППС существует форма какая-то, акт общественного наблюдателя, где указан перечень нарушений в ППМ. В этом перечне указаны все нарушения, которые могут быть, но это опыт многих лет при проведении государственной итоговой аттестации. Это форма 18 МАШ, которую мы называем ее, и, соответственно, в ней выявлены основные нарушения, которые чаще всего происходят в пунктах проведения экзаменов. Я их называть не буду, вот они практически все. Я вам покажу вам, что он состоит из нескольких блоков. Здесь строчка там, где выявление нарушений не выявлены, но остальные там прописаны, какие нарушения есть. А вы заметили там, что есть другое. То есть, если какие-то нарушения происходили на ППР, допустим, да, то в графе другое прописывает общественный наблюдатель, какие были нарушения, которые не входят в этот перечень. Пункт проведения экзамена. Основная наша деятельность и деятельность общественных наблюдателей происходит на пункте проведения экзамена. Во-первых, что такое пункт проведения экзамена? Это значит, помещение выделенное, место для проведения экзамена. В первую очередь это аудитория для участников, помещение для руководителя ПП, называется штаб ПП, помещение для медицинского работника ПП и помещение для общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ПП. До входа в ПП обязательно должен быть металлоискатель. Так как у нас оборудованы в Республике Бурятия 59 ПП, то, значит, многие ПП у нас оборудованы металлорамками, но чаще они у нас почему-то не используются, и поэтому в основном у нас на всех ПП это ручные металлоискатели. Дальше, какие еще помещения есть? Это места для хранения личных вещей, помещения для СМИ и помещения для сопровождающих представителей из образовательных организаций. В период подготовки к ПП, государственной итоговой аттестации, само готовится ПП. Мы бы хотели обратить вот такой вот по схеме ваше внимание, что должно находиться, какое помещение. Ну вот на картинке вы видите, допустим, да, что ПП может быть организовано не только начиная вот с входа, да, вот школа, обычно все ПП находятся в школах. Поэтому, если когда начинается вход, обычно вход не начинается сразу ПП со входа. То есть вы все, когда сдавали экзамен, вы сами проходили, видели, да? Что сначала там фойе, там вас встречают и так далее. В фойе обязательно вывешиваются списки для участников, да, то вы должны, если как общественный наблюдатель, вы должны проверить, насколько они уже вывешены, чтобы каждый участник мог увидеть свою аудиторию, где он будет сдавать экзамен и так далее. Следующий момент – это вход в ПП. Он может находиться и с первого этажа, а может находиться со второго этажа даже. Вот так, да? То есть в зависимости от условий каждого ПП, то есть в зависимости от школы. Дальше, до входа, значит, находится помещение, значит, для СМИ. В этом году порядок изменился. Раньше было помещение СМИ
ПП, и в этом году его изменили. Порядок, соответственно, помещений для СМИ находится до ПП. Какие еще помещения находятся до ПП? Посмотрите, помещения для сопровождающих, да? Дальше помещения для самих сотрудников, которые будут для сотрудников ПП, где они оставляют свои вещи для хранения. Следующий момент. До входа в ПП, там он ограничивается, это может представлять пару стол и так далее. Обязательно находятся представители МВД у нас, они обязательно присутствуют на всех экзаменах, они у нас смотрят за порядком, то есть за общественным порядком. Следующее. У нас находится определенный в ПП, значит, сотрудник, который находится, держит в руках металлоискатель. Ну, эту процедуру, я думаю, что все проходили через металлоискатель. Значит, вот это очень важный момент. Дело в том, что бывают такие ситуации, что, допустим, сотрудник пошел с металлоискателем где-то и ходит где-то в начале фойе. То есть такого допускать не должно. То есть он должен находиться до ПП, вот его место определено и все. Дальше. Организаторы, кто еще у нас находится, значит, подготавливаются другие помещения. У нас здесь, сейчас я вам скажу. Так вот. Это у нас, значит, штабик, значит, у нас в ходе обязательно средства видеонаблюдения во всех аудиториях находятся средства видеонаблюдения. Также находится в штабе видеонаблюдения. Ну, конечно, видеонаблюдение у нас не ведется ни в коридорах, ни в туалетах и так далее. То есть, в принципе, по закону это не разрешается. Следующий момент. Оповещение, значит. Значит, оборудуется штаб. Помещение, которое находится внутри ПП, из помещений называется для общественных наблюдателей. В принципе, как вы, если как федеральный общественный наблюдатель, можете находиться в этом помещении или вы можете находиться в штабе. Дальше. Обязательно штаб оборудован всей необходимой техникой. Там стоят компьютеры, их называем мы станции сканирования, станции авторизации и так далее. Все необходимое оборудование находится в штабе. Тут он ведется по видеонаблюдению. Что находится в аудитории? В аудитории находится, значит, оборудование помещение, да, где вы видите, расставляются все нумерации, то есть места для участников. Обязательно есть станция печати. Вы все прекрасно знаете, что у нас сейчас осуществляется контрольно-измерительные материалы, все приходят у нас удаленно, мы сразу же распечатываются они в аудитории. Дальше. Везде должны быть знаки, значит, такое вот объявление, что оповещение о ведении видеонаблюдения. Оно должно быть начинаться от входа в здание, то есть здание, когда уже здесь оно находится ППМ. Дальше находится оно практически во всех аудиториях должно быть, и находится оно в коридорах или в штабе. Вот это вот обязательное объявление о помещении. Следующее название. Предварительная подготовка помещений ПП. Но в первую очередь это помещение для работников образовательных организаций. Дальше помещение для представителей СМИ. Оно находится до входа в ПП. Дальше в здании, где расположен, значит, само ПП, выделяется место для хранения личных вещей. То есть, когда вы заходите в ПП, участник заходит, обычно это проходит у нас летом, обычно дети приносят с собой рюкзаки, там, куртки и так далее, то есть обязательно их раздевают в гардеробе и вещи свои оставляют в этой аудитории до ПП. Дальше кабинет руководителя с телефоном, сейфом, компьютером, принтером, столом для приема передачи материалов в зоне видеонаблюдения, пункт охраны правопорядка, также медицинский кабинет, помещение для общественных наблюдателей. И хотелось бы акцентировать ваше внимание, должны быть опечатаны все помещения, которые не задействованы при проведении ЕГЭ. То есть бывают такие моменты, когда на ППР определены, есть аудитории, они все заявлены, допустим, 15 аудиторий, да,
И бывает, что заявление, допустим, на экзамен, в зависимости от количества участников, может быть, допустим, вместо 15 заявлено 12 аудиторий. Значит, остальные 3 все аудитории, они должны быть опечатаны. То есть при проведении вот этого наблюдения вы обязательно должны акцентировать, тоже просматривать это, обращать на это внимание. Дальше везде, мы еще раз повторяю, что должны быть объявления, таблички оповещений о ведении видеонаблюдения. Так, на что особо нужно обращать внимание при подготовке аудитории в ПП? Необходимо, чтобы были убраны стенды и плакаты, которые соответствуют, допустим, идет предмет русский язык, то, соответственно, плакаты по предмету русского языка и такая информация практически не должна находиться. Обычно мы своим сотрудникам и руководителям ПП говорим, чтобы вообще сняли эти плакаты или их заклеили, там, чтобы они были, эта информация была недоступна. Дальше должно быть подготовлено все необходимое к проведению. Нужна бумага для печати. Дальше везде должно быть рабочее место с номером, черновики из расчета на каждого ученика дается 2 листа. Дальше часы должны быть находиться в поле зрения участников, то есть они обязательно, чаще всего находятся они перед участниками, да, где вот, доска, на которой прописываются все регионы, КВ и так далее, как заполняется у нас план регистрации, и обязательно висят часы, должны быть обязательными. Часы, мы говорим о том еще, что они сверяются с временем, которое находится на паке, то есть на компьютере. То есть они часы и время на компьютере должны совпадать. Обязательно должны быть у участников черные гелевые ручки. Очень много всегда споров возникает у нас по поводу гелевых ручек, но руководители ПП и организаторы они стараются, если у ребенка, допустим, бывали у нас такие случаи, когда дети приходили просто с ручкой, с черной пастой, и по ходу приходилось быстренько и всем менять. Поэтому мы еще раз обращаем на это внимание, что обязательно должны быть черные гелевые ручки. Следующий момент, у самих общественных наблюдателей, которые тоже приходят в ПП, у самих тоже должны быть черные гелевые ручки. Потому что все формы, которые они заполняете, вы потом отчетные, все заполняются черной гелевой ручкой. Дальше, следующий момент. Ну, здесь мы показываем, как должна быть расположена схема, да, аудитории. То есть доска, часы, значит, есть камеры наблюдения, они находятся по углам. У нас во всех аудиториях IP-камеры, соответственно, они очень хорошо ловят любой шорох, любые звуки. И охват камеры практически сразу же охватывает всю аудиторию. И даже если бывают случаи, и у нас и бывали случаи, когда дети пытались пользоваться телефонами и шпаргалками, это все прекрасно видно. И даже как вы там вздыхаете, кашляете во время экзамена, соответственно, все это слышно. Поэтому при положении, что мы обращаем особое внимание, обязательно должен быть стол для организаторов, где они распечатывают экзаменационные материалы, и они должны находиться в поле видимости камер. Дальше у нас рассадка детей идет, она особая рассадка, то есть она у нас уже спускается сверху, то есть она автоматическая. Если какие-то изменения происходят, то рассадка обязательно сама автоматически перестраивает. Это программное обеспечение, это от нас не зависит. То, в какую аудиторию ребенок попадет. Бывают такие случаи, что из одной школы, из разной школы как-то. Мы даже не знаем. Утром, когда руководитель ПП получает экзаменационный пакет руководителя, он даже не знает, где какой ребенок будет сидеть. Дальше. Ну вот, я для сравнения, как проходит рассадка в 9 классах, она немножко отличается. Здесь более свободно и видеонаблюдение, это по возможности. Дальше. Кто обязан находиться в день ПП, в день экзамена? В первую
это должен быть руководитель ППМ. Дальше члены ГЭК, организаторы. Кто из организаторов? Это организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, может быть у руководителя ПП помощник. Дальше дежурные должны быть на входе в ПП, дежурные на этажах, также технические специалисты. Кто еще обязан находиться? Это руководитель образовательной организации, на базе которого организован ПП, или уполномоченное лицо, но это бывает в очень крайнем случае, если, допустим, директор заболел. Почему находится руководитель? Потому что он отвечает за всю организацию, за своих сотрудников, которые работают на ПП в данный момент, проводят игры, и обязательно за все технические стороны. В случае, допустим, выключения света или там других технических неполадок. Обязательно присутствуют медицинский работник, работники полиции, а также представители обучающих, которые дают ГИАМ-ПП. То есть это сопровождающие лица, которые привели участников. Так, но ОГЭ я не буду говорить. Дальше. Также кто может находиться в ПП в день экзамена? Лица, осуществляющие контроль надзор за соблюдением установленного порядка. Это представители комитета по надзору в сфере образования Министерства образования Республики Бурятия, сами представители Роскомнадзора. Также у нас присутствуют общественные наблюдатели, есть аккредитованные общественные наблюдатели, которые из числа, допустим, организованы. Это у нас, допустим, родительская общественность и, конечно, присутствуют федеральные общественные наблюдатели. Могут присутствовать также представители СМИ, но они присутствуют до начала заполнения участниками государственной итоговой бланков регистрации. Как только начинает печать производится, то представители СМИ уже все удаляются. Могут принимать участие, находиться ассистенты. Это для случаев, если участник ОВЗ или ребенок-инвалид, или просто инвалид. Дальше. Время прихода в ППР. Особо обращаем ваше внимание, на какое время должны находиться работники, сотрудники. Руководитель ПП приходит на ПП примерно начиная с 7:30. Дальше члены ГЭК тоже они приходят в ПП с 7:30. Для чего? Для получения и передачи экзаменационных материалов и проведения государственной итоговой аттестации. То есть часть у нас диски, которые у нас поступают, они у нас поступают через спецсвязь. Соответственно, у нас есть члены ГЭК, которые по доставке, и они доставляют вот эти данные диски в ППМ. Дальше находится у нас организаторы ПП должны приходить не позже 8:15. Технические специалисты, допустим, по информатике и так далее, они приходят за 2 часа к экзамену. Медицинские работники должны приходить не позднее 8:30. Но участники ЕГЭ, они приходят у нас начиная с 9 часов. Дальше. Общественный наблюдатель должен прибыть в ПП не позднее, чем за 1 час до начала проведения экзамена. И находиться на ПП не менее 50% всего времени. Но так как вы у нас федеральный общественный наблюдатель, то вы находитесь от начала и до конца экзамена. Вплоть до того, когда у нас проходит сканирование и передача информационных материалов по сети интернет. Следующее. Для прохода в ПП общественный наблюдатель предъявляет документы, удостоверяющие личность, а также удостоверение общественного наблюдателя ставит подпись в форме ПП-07. Когда вы появляетесь на ПП, вы должны подойти к руководителю, и внизу находится до ПП организатора вне аудитории, который фиксирует всех, кто прибывает на ПП. Соответственно, вы должны будете подойти к организатору вне аудитории, себя назвать, что вы являетесь общественным наблюдателем. Но так как у нас есть уже форма у общественных наблюдателей, это синие футболки, в принципе, они вот выделяются. И уже когда федеральные общественные наблюдатели появляются у нас на пунктах, вот прекрасно уже и сотрудники видят, что это вот пришел федеральный общественный наблюдатель. Но в первую очередь вы должны представить свои документы, это паспорт и свое удостоверение, расписаться в форме 007, ПП-07, и вам должны выдать форму, называется МАШ-18, акт общественного мнения.
Дальше. Если общественный наблюдатель аккредитован за 3 дня до экзамена, его может быть не может быть не быть в списках РЦОИ. У нас бывают такие случаи, когда, допустим, кто-то заболел или нужно срочно поменять, да? То есть вот этот процесс регулируем мы, значит, мы издаем приказ, на основании приказа мы отправляем его или даем на руки, успеваем давать на руки общественным наблюдателям. Если не успеваем, то мы направляем этот приказ в ППЭ. И уже руководитель ППЭ знает, что кто к нему прибудет на экзамен. Дальше. Обязательно, значит, акт есть о результатах общественного наблюдения, вы его получаете и сдаете уже потом по окончании экзамена этот заполненный акт. Так. Все-таки еще раз хотела акцентировать ваше внимание. Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по ППЭ и в аудитории ППЭ, но при этом в одной аудитории находиться должно быть не более одного общественного наблюдателя. Имейте в виду, потому что бывают такие ситуации, когда начинается экзамен, и практически на каждую аудиторию бывают распределены общественные наблюдатели, которые аккредитованные. Они могут находиться в аудитории. Вы, как общественный наблюдатель, вы можете, когда прибываете на ППЭ, вы можете выбрать любую аудиторию, в которой вы можете находиться, да? Но вы можете свободно, допустим, чтобы у вас там двора не было обязательно. И еще акцентируем внимание, когда у нас общественный наблюдатель приходит, что обязательно есть определенная в аудитории выделенное место для общественников. Или аналогичная табличка, там общественный наблюдатель, вы садитесь, да? Ни в коем случае мы не должны садиться за места участников. Это будет считаться грубейшим нарушением. Поэтому обязательно перед началом, когда вы приходите, вы рассматриваете, где находится место для общественного наблюдателя. Поэтому можете, когда перемещаетесь по ППЭ, вы можете, допустим, посмотреть в этой аудитории, если находится аккредитованный общественный наблюдатель, то значит вы туда заходить не можете. То есть ни в коем случае внимание не должно быть находиться. Дальше. Общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, членам ГЭК и научным представителям по выполнению своих обязанностей и участия в ЕА. Ваша задача, допустим, бывают такие случаи, когда какое-то нарушение и так далее. Вы в первую очередь обращаетесь к членам ГЭК. Обязательно у нас есть представители комитета по надзору, да, которые там присутствуют. И все нарушения вы сразу же и руководитель ППЭ, и члену ГЭК вы сообщаете об этих всех нарушениях. Следующее. Значит, как происходит передача материалов в день проведения экзамена? Значит, член ГЭК даст материал, он приезжает на ПП не позднее, чем 7:30, передает члену ГЭК, который находится в ППР. Дальше член ГЭК передает экзаменационные материалы руководителю ППР. Потом уже руководитель не позднее, чем за 15 минут до начала экзамена в штабе передает экзаменационные материалы в аудиторию. Дальше, не позднее, чем за 15 минут, значит, когда он передал в аудиторию, и из аудитории потом все экзаменационные материалы и работы, экзаменационные работы, они все передаются руководителю ППЭ по окончании экзамена. Потом, значит, когда материалы все передали ППЭ, руководитель ППЭ передает техническому специалисту для сканирования экзаменационных материалов. Ну а дальше передаются они по сети интернет и передаются они членам ГЭК. А члены ГЭК уже по своему графику они передают экзаменационные материалы в аудиторию. Дальше. Ну, какие мероприятия проходят подготовительный день экзамена?
Но в первую очередь это передача информационных материалов в штабе, дальше организация входа сотрудниками ППР. Есть моменты, которые будут повторяться, поэтому я не думаю, что их нужно повторять несколько раз, потому что хотелось, чтобы вы запомнили. Вход в лиц ППР привлекает проведение государственной связи по предъявлению паспорта. То есть, когда участники поступают, обязательно у них в руках должно быть что? Паспорт, гелевые ручки, и они при входе должны предъявить паспорт, то есть свои документы. Дальше. Личные вещи все сотрудники и медицинские работники оставляют в специально выделенном помещении до входа в ППР. То есть организаторы аудитории они не могут проходить в аудиторию вместе с сумками, с телефонами и так далее. Все свои вещи они тоже оставляют до ППР. Не позднее 8:15 руководитель ППР проводит с ними инструктаж. То есть он проводит еще раз с ними инструктаж, как правильно проводить, как правильно зачитывать инструкции, какие особенности какого проведения предмета и так далее, длительности предмета, и еще раз напоминает им о своих обязанностях и так далее. При необходимости может быть перераспределение работников ППР. Бывают такие случаи, когда кто-то заболел, то сразу же происходит замена. Ну, конечно же, выдача ответственного организатора документов. В день проведения экзамена ППР могут использовать средства связи только определенной категории лиц, которые привлекаются к проведению государственной итоговой аттестации. Это в первую очередь руководитель ППР, члены ГЭК, руководители организации, представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, должностные лица Рособорнадзора и исполнительной власти. Все эти лица могут пользоваться средствами связи только в штабе. Ни в коем случае они не могут пользоваться в коридорах, в аудиториях и так далее. Все эти лица пользуются телефонами в штабе. И то только по служебной необходимости. Дальше, значит, что еще должно быть? Когда действие организатора не позднее 8:45 он должен вывесить на дверь аудитории один экземпляр списка участников для аудитории. Такого называется разбирательная деятельность. Дальше подготовить на доске информацию для проведения инструктажа по выполнению регистрационных бланков. При проведении по иностранным языкам он должен проверить работоспособность звукопроизводящего устройства. Дальше раздать черновики на рабочие места участников. Дальше допуск участников. Допуск участников начинается на ПП с 9:00. Член ГЭК в это время он контролирует допуск всех участников. Значит, организатор дежурный на входе проверяет документы, удостоверяющие личность, проверяет наличие участников в списках распределения, напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей, информирует о том, что следующая проверка будет производиться с использованием металлоискателя союзников. Но, в частности, у нас на школах определены сотрудники организаторов вне аудитории. Дальше участники проходят контроль при помощи металлоискателя. Если есть сигнал, участнику предлагается выложить металлические вещи. Но бывают такие случаи у нас, когда ремни, вот эти пуговички, закрылки на брюках, на юбках и так далее. Соответственно, они издают металлоискатель определенные звуки. Да? Ну, обычно просят, допустим, выложить мелочь. Обычно дети с собой носят разные металлические ключи, мелочи и так далее. То есть просят их выложить. Все должно проходить в корректной форме, чтобы не было такого у нас случая, чтобы, там, допустим, заставили что-то снять касаемо одежды и так далее. То есть все должно проходиться в корректной форме. Дальше, если у участника отсутствует документ, то обязательно сопровождающий составляет акт о идентификации личности. То есть он составляет его при присутствии члена ГЭК. Это форма ППР-20.
Дальше, с 9:15, значит, организатор уже на входе ПП проверяет документы еще раз, проверяет наличие списков и напоминает еще раз о необходимости дачи средств связи. Бывает такой акт о недопуске. Бывают случаи, когда выявлено наличие запрещенного предмета, которого у участника отказывается сдавать на хранение, или участник явился без паспорта, и личность не может быть подтверждена. Это бывает такой случай, когда у нас выпускники прошлых лет. Выпускники прошлых лет, когда приходят и забывают паспорт, мы уже не можем его подтвердить, его личность никто не может. Ни сопровождающего лица нет, соответственно, мы не можем его допустить в ПП. И если нет участников в списках распределения в данном ПП. Дальше. При использовании технологии дальше у нас происходит печать информационных материалов ПП. Действие члена ГЭП. В 9 часов 30 минут в штабе ПП он получает ключ доступа к информационным материалам. Вместе с техническим специалистом они проходят каждую аудиторию и активируют ключ доступа к информационным материалам. И также они запускают дальше автоматическую станцию, то есть станцию печати. То есть организаторы уже станция уже будет готова. То есть все это не происходит до начала экзамена. Дальше. Действие ответственного организатора. В чем его заключается действие? Это сверить реквизиты документа, удостоверяющие личность участника, уже когда он приходит в аудиторию, указать рабочее место участника, дальше он может оставить рядом с аудиторией, на которой участник внесет бутылку воды, или бывают лекарства и так далее, отметить явку и заполняют они ведомость коллекции персональных данных. Если в случае, допустим, бывает такие случаи несовпадения паспортных данных. Что должно быть находиться на рабочем столе участника? В первую очередь это должны находиться бланки, ХИМ, черновик, паспорт, ручка. Ну и если, допустим, ребенок в СОВЗ, ему необходимы какие-то определенные лекарства, соответственно, могут находиться лекарства. Ну и, конечно же, специальные технические средства. Но это только для лиц СОВЗ. Дальше. Дополнительные средства, которые разрешены на ЕГЭ. На математике может выпускаться линейка, физика, линейка, непрограммируемый калькулятор. У нас очень много всегда возникает вопросов с непрограммируемым калькулятором. Химия тоже непрограммируемый калькулятор, география, это линейка транспортир и непрограммируемый калькулятор. Также на рабочем столе бывают такие случаи, когда дети приносят с собой уведомления, но оно категорически запрещено, то есть ни в коем случае он приносить с собой уже не надо. Так. Разрешенные средства обучения, это по ОГЭ, они, конечно, отличаются, но на ГВЭ я хотела остановиться, это письменная форма. У нас бывает на БПЭ, когда дети сдают две формы, это ЕГЭ и ГВЭ. Что может быть разрешено участникам ГВЭ? На экзамене по русскому языку участники могут пользоваться орфографическими толковыми словарями. На экзамене по математике разрешается пользоваться линейкой, справочным материалом. На экзамене по географии разрешается пользоваться линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором. Дальше на экзамене по физике разрешается непрограммируемый калькулятор и линейка. На экзамене по химии разрешается непрограммируемый калькулятор. Я не буду вам 9 класс говорить, потому что в основном мы общественные организации федеральные производим на 11 класс. Так, и еще. Инструктаж участников в 9:50, не позднее. И не позже, и не раньше, 9:50, начало инструктажа. Это очень важно. В 10 часов, это тоже фиксируется все время, это будет нарушение, если, например, не вовремя вскрылся пакет с информационным материалом или раньше вскрылся. Ровно в 10 часов происходит вскрытие пакета с информационными материалами. И после вскрытия проходит вторая часть инструктажа. Дальше производится печать
экзаменационных материалов, обязательно организаторы аудитории, когда они производят печать, они проверяют качество. Бывают случаи, когда приостановилась печать, нестандартная ситуация, но в этом случае организаторы обучены, они знают, что делать. И начинается экзамен в том случае, когда уже все участники заполнили бланки регистрации. У нас экзамен должен начаться не позднее 10:45. Это самое максимальное время, в которое начинается экзамен. Дальше. При использовании технологий, значит, организаторы, они после подключения, значит, станции печати и ввода доступа токена членов, они в 10:00 закрывают пакет дисков и запускают печать экзаменационных материалов. В это время второй организатор, он, значит, проверяет качество печати и раскладывает экзаменационные материалы на специальном столе. Этот стол должен обязательно находиться в более видимости камеры. Следующее. Возможно, проблемы бывают разные, я уже говорила, да, бывают граф, принтер, может быть, заживал бумагу, бывали разные случаи. Поэтому здесь производится дополнительная печать и так далее, замена комплекта. И бывает у нас случаи, когда приходит бракованный диск, замена диска происходит, были у нас такие случаи, ну и производится дополнительная печать. Бывает, когда участники опаздывают, и есть такие случаи. В этом случае тоже производится дополнительная печать. Возможно, проблемы с качеством может быть замена комплекта при ЕГЭ-11 полностью заменяется комплект и замена клипа. Следующий момент. По иностранным языкам. Но вы прекрасно знаете, что у нас предметы разные, а проведение иностранного языка это очень специфичный предмет. Соответственно, он проводится в двух частях. Это письменная часть и говорение. Мы останавливаемся на том, что у нас идет часть говорения. По иностранным языкам, по письменной части, после проведения инструктажа производится проверка настройка аудиозаписи и повторное включение записи сначала. Длительность воспроизведения примерно 25-30 минут. Во время выполнения заданий, да, вот когда идет прослушивание аудиозаписи, и если участник опоздал, то, соответственно, его не допускают к экзамену. Допускают в том случае, когда аудиозапись все прослушали, только тогда опоздавший участник запускается в аудиторию. В этом случае. Бывают разные технические неполадки, бывает, что нужно, были такие случаи, когда фиксировался время при остановке времени, и потом заново начинался экзамен. Но это не более 15 минут. Дальше. Проведение ЕГЭ по русскому. В ходе инструктажа при проведении государственной аттестации организаторы проверяют правильное заполнение инструкционных полей. Дальше участникам объявляется продолжительность экзамена. Обязательно на доске должно быть указано время за начало экзамена и окончание. Оно фиксируется все на доске. Дальше. Бывают такие случаи, когда участнику выдали черновики 2 листа, и ему доски не хватает. Соответственно, организаторы должны по просьбе участника выдать ему достаточно листов для черновика. Дальше еще выдаются у нас дополнительные бланки. Бланки номер 2. Эти бланки распечатываются у нас заранее, находятся они в штабе в сейфе, и потом они выдаются, если нужны дополнительные бланки. Конечно же, они тоже участники просят этого организаторов. Очень важно, обращаем ваше внимание, что организаторы должны при выходе участников из аудитории проверить комплекты, составленных на рабочем столе участников инструкционных материалов и черновиков. То есть бывает, когда случае участник выходит в туалет, соответственно, заполняется форма 1204, фиксируется время начала его выхода и когда он возвращается.
И, соответственно, организатор должен проверить пакеты, что он все оставил на столе. Дальше они могут, участники, перемещаться в КП только в сопровождении одного из организаторов дня аудитории. То есть участники не могут они одни перемещаться по КП. Обязательно они должны перемещаться в сопровождении организаторов дня аудитории. Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ. Вне зависимости от того, опоздал он или он максимальное время опоздания обычно это 1,5 часа. Поэтому, если он опоздал на 15, 20, 30 минут, в это время, при этом время ему практически не продлевается. Вот, если длится экзамен математика 3,55, то, соответственно, вот начался и окончание, то есть он вместе со всеми заканчивает настолько, во сколько экзамен заканчивается. Время для него не продлевается. И повторный инструктаж для него не проводится, чтобы не мешать другим участникам. В случае проведения, вот, допустим, я уже говорила, что при аудировании, да, допуск опоздавших только после аудирования. Дальше при изложении то же самое. Если у нас, когда участники сдают, они слушают изложение, то же самое, пока не прослушают запись. У нас есть особая категория участников государственной итоговой аттестации. Это участники с ограниченными возможностями здоровья и участников детей-инвалидов и инвалидов. Дело в том, что в этом году у нас очень много таких участников. И есть участников, которые инвалиды, которые даже есть из-за 40 лет в этом году, поэтому для них создаются специальные условия. В первую очередь, это продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. Дальше, количество участников аудитории должно быть не более 12. Также должны быть подготовлены места для ассистентов. Данные участники могут иметь при себе лекарства, различные препараты, технические средства. Бывают такие случаи, когда были, допустим, девочка с болезнью диабета, у нее помпа, и, соответственно, были случаи, что нужно помпа автоматическая, нужно было ей отличаться в туалет. Или были такие случаи, когда при проходе через металлоискатель она писали на такой протокол, где писалось о том, что ей разрешалось проходить без металлоискателя, потому что это очень такое тонкое устройство, когда если проводятся частоты, и может быть произойти сбой. Дальше бывают такие случаи, когда у нас есть дети, которые приходят, необходимо им предоставляют компьютер, то есть они писать сами не могут, но могут, допустим, нажимать клавиши на компьютере. Для них предоставляются такие вот условия. Есть специальная даже клавиатура для этого. Да? И потом для них обязательно должен быть присутствовать ассистент. Этот ассистент, он переносит, допустим, может вместо него заполнить бланк регистрации, дальше и перенести его все ответы с компьютера на бланки его, где он решал, бланки ответов. Соответственно, вот обязательно присутствует это в разных случаях. Дальше является еще у нас инструкции для участников, которые с нарушением слуха и речи, да, тоже инструкции даются на бумажном листе. Ну, и подобно аудитории, у тех, которых нарушение, например, опорно-двигательного аппарата, все аудитории должны находиться на первом этаже. Бывает, когда у нас такие случаи есть, где есть специализированная рассадка, где у нас присутствуют дети-аутисты. То есть они сдают ЕГЭ, но им нужна специализированная рассадка, он не может сдавать в общей аудитории, ему нужна аудитория, где он сдает отдельно, один вместе с ассистентом. Дальше. Ну, бывают разные у нас аудитории, лица с ОВЗ, поэтому особенности проведения немножко отличаются. Сам экзамен практически длится 4 часа и более, да? Плюс еще 1,5 часа. Конечно, для таких участников создаются специальные условия для питания.
Для этого выделяется или отдельный стол, где может он значит, покушать, или готовится специальная аудитория. Ну, нарушение порядка. Лицам, задействованных в проведении государственной итоговой аттестации, в том числе и общественным наблюдателям и представителям СМИ, запрещается в первую очередь это фотографировать информационный материал, передавать участникам средства связи и электронную чувствительную технику, передавать участникам справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации, оказывать содействие участникам и выносить из аудитории ПП информационный материал на бумажном или электронном носителе. Это является грубейшим нарушением. Но, во всяком случае, у нас таких вот практически не было. Дальше, участник, что запрещено иметь участникам. В первую очередь мы говорим об уведомлениях. Но уже у нас в республике отработаны, у нас участники не берут с собой уведомления. Дальше электронно-вычислительную технику запрещено иметь с собой фото, аудио, видеоаппаратуру, запрещено иметь с собой справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения. Запрещается выносить из аудитории ПП информационные материалы на бумажном электронном носителе и фотографировать информационные материалы. Сотрудники назначенные, значит, проверяют наличие запрещенных предметов, и при появлении сигнала, допустим, когда появляется, да, они предлагают показать. Да. В случае, если отказывается участник, обычно приглашается член ГЭК и составляется акт. У нас таких случаев практически не бывает, поэтому мы стараемся провести такую работу, и школа поработает работу, чтобы это с собой все-таки не проносить. Вот у нас прошел сейчас досрочный этап, и у нас были 3 случая ударения экзаменов прошлых лет. Ну, один попытался принести с собой 2 случая средства связи, и одна это письменная заметка. Мы всегда говорим, что это все видно на камеру, это все видно, это все замечают, и поэтому не стоит рисковать. И поэтому ваша задача как общественных наблюдателей следить за порядком, за условиями и, конечно же, чтобы не было вот этих различных нарушений. Ну и то, что запрещено. Удаление участника. Значит, в случае нарушений, допустим, у участника письменных заметок и так далее, в первую очередь общественные наблюдатели, они обращаются к члену ГЭК, к руководителю УПР. Обязательно присутствует, если у нас представитель Россупернадзора, то представитель Россупернадзора. В первую очередь составляется акт удаления участника. Да? Здесь ставится отметка, что участник удален, и, соответственно, бывают разные случаи. Вот в этом году, выпускники прошлых лет, они были удалены без права передачи в этом году, то есть только через год. Если выпускники текущего года, у них есть возможность сдать, конечно, в другое время, но рисковать вообще, конечно, в этом случае не будет. Ваша задача, как общественных наблюдателей, если вы обнаружили, значит, да, вы сообщаете руководителю ПП, члену ГЭК, они свои уже действия знают, они составляют акт удаления, соответственно, там, представитель комитета по надзору составляет протокол и административный штраф. Штрафы бывают от 3000 и выше. Если это, конечно, совершенно видно. Бывает и досрочное завершение экзамена по уважительной причине. У нас были такие случаи, когда дети, допустим, во время экзамена кому-то становилось плохо. В этом случае предлагается участнику пройти медицинский кабинет. Обязательно там находится руководитель ПП, находится член ГЭК. И они составляют акт по форме, и фиксируют в своем журнале о том, что участник досрочно завершил экзамен. В этом случае обязательно участник, он должен предоставить, соответственно, потом подтверждающие документы, чтобы, допустим, его перевели на следующие резервные сроки. Но ваша задача как общественных наблюдателей посмотреть, насколько правильно все соблюдены, все правила оформления и так далее, то есть, чтобы ребенок потом мог их спокойно дать. Ну вот устная часть, английский язык, да.
Ну, здесь участник, почему мы говорим, потому что особенность какая, здесь немножко по-другому проводится. Если, например, экзамен по математике, все зашли в аудиторию, сели и выполняют 3 часа 55 минут. По иностранным языкам немножко специфика другая. Здесь есть, значит, он проходит в форме аудирования, значит, монологических языков, где обязательно бывают, значит, моменты такие, должна быть аудитория специальной подготовки и аудитория для самого поведения. Здесь вот два типа аудитории. Первая аудитория – это подготовка, где должно быть не более 25 учащихся. Здесь происходит печать бланков, заполняются бланки регистрации, и участники ожидают очереди сдачи экзамена. Значит, в аудитории проведения уже они заходят, когда в аудиторию, подготовлен компьютер, подключен к гарнитуру и установленным программой обеспечения рабочего места. Здесь должны быть особенности расположения мест. Здесь немножко другое, потому что здесь есть, называется, инстанции, и станции должны находиться на расстоянии друг от друга, чтобы участники друг другу не мешали при записи ответов. Здесь вот они могут быть располагаться, их может быть одна станция, может быть их максимально их может быть 4. То есть они находятся по разным углам помещения. Значит, схема аудирования происходит. Первое – это участники экзамена. Они распределяются по аудитории подготовки. Значит, организаторы аудитории контролируют явку и заполняют они бланки, ожидают своей сдачи экзамена. Потом они распределяются по аудитории проведения. Обязательно они все передвигаются с помощью, вернее, сопровождения организатора вне аудитории. Значит, участники экзамена уже в аудитории проведения, они распределяются по аудиториям, и здесь проверяется персональность, новых данных. Потом, значит, вводится номер бланка регистрации на компьютере, это там происходит, да, и происходит само аудирование. Значит, он производится запись, он, вернее, задание выполняет, задание там определенное время есть, выделяется ему, он все наговаривает, записывается, и потом уже, когда экзамен заканчивается, перемещается. Например, если в аудиторию заходит 3 человека, одновременно выходят все 3 человека, независимо от того, кто закончил раньше. Бывают такие случаи, когда один уже закончил, то он должен обязательно сидеть ждать остальных. То есть в аудиторию, если зашли все 3 участника и выходят одновременно тоже все 3 участника, вне зависимости от того, как они закончили по времени. Проведение ГВЭ я не буду останавливаться. Дальше действия организатора за 30 минут до завершения экзамена. Они должны, организаторы, предупредить участников экзамена, то, что экзамен завершается, за 15 минут до завершения экзамена, предупреждается, и за 5 минут. Это обязательно нужно, чтобы обязательно организаторы предупредили участников. Бывают такие случаи, когда у нас дети до последнего выполняют работу, бывает не успевают, не рассчитали время и прочее, и уже когда экзамен закончится, приходится некоторым организаторам прямо отнимать эти бланки, чтобы он их сдал. То есть, соответственно, чтобы это предупредить, еще раз предупреждаем за 30 минут, за 15 до 5 минут. После завершения экзамена действия организатора, значит, он в центре видимости видеонаблюдения объявляет, что экзамен выполнение дистанционной работы окончено. Они проходят поочередно с участниками, если они не закончили, еще собирают экзаменационные материалы. После сдачи они, значит, ставят подписи формы, свои формы и так далее. И в случае наличия незаполненных областей бланки номер 2 они ставят
символ Z. Упаковка экзаменационных материалов производится на специальном столе, и обязательно все должно происходить в поле видимости экрана. Дальше. При использовании технологии, значит, печати экзаменационных материалов, значит, да, после завершения, когда завершается еще экзамен, они формируют протокол печати экзаменационных материалов, заполняет этот протокол, и технический специалист потом собирает эти журналы. По завершении всей процедуры, значит, после всех этих процедур организаторы проходят штаб для передачи экзаменационных материалов, чтобы дать руководителю ППМ. Значит, бывает у нас еще апелляция. Значит, участник может подать апелляцию по нарушению процедуры проведения государственной итоговой аттестации. И есть вторая апелляция, это когда он не согласен с выставленными ответами. Я хотела акцентировать ваше внимание на апелляцию на нарушение процедуры порядка. Он может подать в этом случае, не выходя из ППМ. То есть, если участник считает, что его права были нарушены, соответственно, он должен написать апелляцию, но она должна быть написана, не выходя из ППМ. Значит, он заполняет бланк апелляции, получает от ответственного организатора, либо у члена ГЭК. Они заверяют, член ГЭК проверяет оба экземпляра своей подписи и передают один экземпляр участнику, один оставляет у себя. Дальше, по факту апелляции членом ГЭК создается комиссия для проведения проверки сведений изложенных апелляции. В состав комиссии входят любые лица, привлеченные к проведению государственной итоговой аттестации. По результатам проверки у нас составляется протокол. Апелляции и протокол, они в этот же день передаются в конкретную комиссию. По завершению проведения, после окончания, значит, руководитель ППМ принимает у ответственных организаторов все комплекты, получает от общественных наблюдателей акт общественного наблюдения о проведении государственной итоговой аттестации. Почему? Потому что когда потом уже начинается, они комплектуют все пакеты документов, все эти информационные материалы и работы, они сканируются и передаются по сети интернет, по защищенному каналу. Соответственно, и ваш акт, который вы будете заполнять, 18-я форма машина, тоже необходимо, ее нужно будет отсканировать и передать. Поэтому нужно сразу очень по окончании экзамена внимательно отработали, заполнили этот акт и сдали его руководителю ППМ. Значит, акт общественного наблюдения имеет примерно такую форму. Он, значит, чаще всего у нас приходит уже рассадка с утром, и, соответственно, обычно, если по приказу общественные наблюдатели распределены, то там уже в этом поле уже заполнены фамилии, имя, отчество и номер удостоверения общественного наблюдателя. Так. Ну, сама форма, да, там есть, если надо очень внимательно изучить эту форму вам, общественного наблюдателя, потому что есть там, допустим, первая строчка, это нарушение вне аудитории ППИ не выявлено. Или дальше идет выявленное нарушение ППИ, и дальше они все перечисляются. Если все хорошо в аудитории и так далее, или вне аудитории, то вы ставите крестик вот в самом верхнем углу, показатель, да? Если есть какие-то нарушения, то ставится галочка в поле, свободном поле, которое там указано. Дальше, если в случае общественный наблюдатель не явился, то есть специальное поле, где руководитель ППИ его заполняет, что это неявка. Вывеска, если бывают случаи, когда удаление общественного наблюдателя, то здесь ставится метка, что он удален. Ну и бывает, когда раздел выполняет его члену ГЭК, если в случае экзамен не состоялся, он и так и пишет, ставит метку, что экзамен не состоялся. Следующий. Значит, поле это нарушение в аудитории ПП не выявлено. Если все хорошо в аудитории, ставится крестик в данном поле. Если есть нарушение, то нужно очень внимательно проработать. И если нарушение, то ставится в том поле напротив
не выявлено нарушений. Ну и напоминаем еще раз, что обязательно выполняйте все черной белой ручкой. Так, еще раз мы вам показываем, что если нарушений нет, то ставится в этом поле, да? Внимательно нужно очень отчитывать, что становится. И следующий. Тоже, да, если нарушение нет, значит, все хорошо ставите там. Если какие-то нарушения, то в свободное поле ставите галочку здесь. То же самое при значит, нарушении и завершении. То же самое, да, поле. Следующий, значит, момент. Значит, сканирование информационных материалов ЕГЭ в штабе. Когда экзамен закончился, начинается следующая процедура проведения. Это сканирование информационных материалов. Все информационные материалы ЕГЭ сканируются в штабе. Что сканируется? Бланки участников, бланки, значит, это бланк регистрации, бланк ответов номер 1, бланк ответов номер 2, если там есть, бланк лист первый, лист второй, и также сканируются дополнительные бланки. Кроме этого, сканируются заполненные формы, это руководитель ППС заполняет. Одной из форм является это форма общественного объединения, называемая ППС 18 МАШ. Обязательно сканирование производит техническим специалистом на станции сканирования, которая не подключена к интернету. Дальше. Значит, по завершении экзамена и по перенаблюдению присутствие члена ГЭК, он, руководитель ППС, скрывает эти бланки, передает их техническому специалисту, и технический специалист уже их сканирует. Когда он отсканировал, вот эти бланки снова вкладывают в тот пакет, в котором они находились, и значит, оставляют на столе в поле видимости видеокамеры. Соответственно, когда все бланки отсканируются, значит, они потом значит, передаются в ЦОЭ согласно графику. Значит, по окончании сканирования приглашается также член ГЭК, все это проверяется, все это экспортируется у нас на станции сканирования, и потом уже руководитель ПП вместе с членом ГЭК и техническим специалистом они ждут подтверждения на ЦОЭ. Если уже что бланки получены в ЦОЭ, что успешно получены, то значит, все считается, что экзамен практически завершен. Так, по окончании уже всего экзамена член ГЭК снова совместно с руководителем пересчитывают все бланки, у них обратно упаковывают в раскрытые пакеты, и потом они доставляют их в ЦОЭ. Но я бы хотела, я думаю, что вы устали, немножко еще потерпите. Значит, Государственная инвестиционная комиссия у нас создается для проведения государственной итоговой аттестации в целях определения соответствия результатов освоения обучающимся основных образовательных программ, которые соответствуют требованиям федерального стандарта, а также координации и организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации и обеспечения соблюдения прав участников при проведении экзаменов. ГЭК осуществляет организацию и координацию работы по подготовке и проведению ГИА, обеспечение соблюдения прав участников при проведении ГИА. Также структура ГЭК у нас это есть председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК. Их должности у нас согласуются с Рособорнадзором. Дальше у нас есть ответственный секретарь и члены ГЭК, входящие в состав президиума, и члены ГЭК. В основном вам будет вы будете работать на ППР, вы будете работать с членами ГЭК.
Члены ГЭК, они практически полностью отвечают за организацию и координацию деятельности всего, значит, работы, всего ВПР. Задача ГЭК в чем заключается? Это организация и координация работы по подготовке проведения государственной итоговой аттестации у нас на территории субъекта, в частности, у нас в субъекте. Дальше обеспечивать соблюдение установленного порядка, а также обеспечение проведения прав участников ГИА. Что принимает такие в рамках подготовки принимает решение об оборудовании ПП-системы на подавление сигналов подвижной связи, принимает решение о проведении сканирования участников в штабе ПП, рассматривает информацию, представленную председателем предметной комиссии о нарушении экспертного установленного порядка, ну и рассматривает информацию от консультной комиссии, а также рассматривает все нарушения, которые происходят на пунктах проведения экзамена. Также рассматривается решение по апелляции, если участник не согласен, например, с процедурой проведения, или рассматривается несогласие с своими результатами. Значит, 1 марта следующего года принимает решение о проведении переподготовки отдельных организационных работ участников ГИА, запрашивают у полномоченных лиц необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы и сведения о лицах, присутствующих в ПП, и другие сведения о соблюдении порядка проведения государственной итоговой аттестации. Принимают торцой и уполномоченные организации, соответствующие данные результаты государственной итоговой аттестации и завершение проверки экзаменационных работ отдельных участников. В рамках подготовки государственной итоговой аттестации, он согласует, например, бывают случаи у нас, когда перевод задачи экзамена в другой ПП, но это у нас очень редкий случай, или на другой день, и предусмотрено расписание проведения ЕГЭ в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Ну, дай бог, у нас такой ситуации не было. Следующий момент. В рамках подготовки он согласует информацию представленной органам исполнительной власти о количестве участников дня. Также он необходимость создания условий для участников, которые должны учитывать состояние здоровья, особенности психофизического развития. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении ЕГЭ-ПП, который в тот же день передают сам ГЭК. Ну и осуществляет в соответствии с положением об этом порядке. Вот в частности, вы будете очень тесно работать с членами ГЭК, и мы бы хотели ознакомить, какие могут принимать решения члены ГЭК. Это об удалении с экзамена участников, не организаторов ПП и общественных наблюдателей, представителей семейных лиц, в случае выявления конкретных фактов нарушений ими установленного порядка, а также об остановке экзамена данных ПП или отдельной экзаменной аудитории в случае грубых нарушений, массовых искажений результатов для после образования председателя ГЭК или заместителя председателя ГЭК. Дальше член ГЭК может, несет ответственность за целостность и полноту сохранности своих пакетов с электронными носителями, также своевременность проведения проверки фактов нарушений установленного порядка и в случае подачи участникам для апелляции нарушений порядка проведения экзамена, представление всех материалов, рассмотрения апелляции в конфликтную комиссию в этот же день. Ну и также соблюдение информационной безопасности на всех этапах проведения ГИА, а также неисключительное информирование председателя ГЭК о факте консультации другого члена ГЭК. Ну, в общем-то, в принципе, особенности работы члена ГЭК это то, что соблюдение всего порядка проведения государственной итоговой аттестации. И он несет большую ответственность за проведение экзамена конкретно закрепленным за ним ПП. Бывает, что на члена ГЭК распределяется даже по ПП, и некоторые даже не знают, какой ПП они придут в этом случае. Ну вот, то, что я хотела рассказать, ознакомить, то, что, чем у нас особенности работы общественных наблюдателей на ПП и какие особенности работы государственной итоговой комиссии. Может быть, есть вопросы?
Я понимаю, что вот мы сейчас на вас выложили всю мою книгу, что должно быть. Уместить, конечно, все, что сказано в нормативных документах, это нереально. Но вообще есть четкая инструкция общественного наблюдателя, которую вам уже позже сами ребята все расскажут и объяснят. Моя задача была, конечно, сказать про нормативные документы, основные моменты. Да, ребята, не бойтесь, не стесняйтесь, задавайте вопросы, смело. Молодец. То есть перед тем, как у нас начнется вся работа, нам еще раз повторяют и расскажут, как это все работает. Потому что я могу все это забыть. Ну, конечно, я говорю, выпущенная информация 5 минут воспринимается, потом уже все забывается. Но в первую очередь, конечно же, у вас будут инструкции. В инструкции четко прописано, что действия, ответственности, что вправе делать общественный наблюдатель. Они все закреплены инструкциями. Дальше это будет у вас на руках, это ваша подсказка. Да? Следующий момент у вас будет акт общественного наблюдения. В акте общественного наблюдения практически все прописано. Там все основные моменты. Вот единственное, что вам, конечно, я думаю, что вам выдадут на руки, и вы это все увидите и прочитаете. Вообще все документы, они находятся в свободном доступе. У нас есть очень много сайтов. На сайте Министерства образования у вас все эти документы есть. Да? На сайте ФИПИ и ФЦП у нас даже есть, на ФИОКа тоже они расположены, на сайте Рособорнадзора. Но я думаю, что когда с вами еще дополнительно все равно будет проводиться какой-то инструктаж, и обязательно будет проводиться инструктаж когда вы будете приходить на аудиторию. Это очень важно, потому что наша задача сейчас вообще как общественные наблюдатели это провести, чтобы максимально, чтобы у нас прошло без нарушений и соблюдался порядок. То есть чтобы все дети у нас могли сдавали экзамены в равных условиях. То есть вы не переживайте, вас обязательно вам покажут, расскажут, как что нужно делать. Давайте еще вопросы, ребята. Девушка. Я хотела спросить по поводу апелляции. Когда я сдавала ЕГЭ, был момент, на инструктаже нам сказали, что мы русский язык пишем 3 часа и 55 минут, получилось так, что мы писали меньше, 3 часа 30 минут, где-то так. И за 10 минут до конца нас предупредили о том, что времени меньше, и получилось так, что сочинение кто-то не успел написать или сделал ошибку. И во время апелляции, не во время мы апелляцию подавали, если бы мы подали апелляцию, то нам дали бы пересдать, или что было в этом случае? В этом случае обязательно, да, если бывает нарушение установленного порядка, апелляция с процедуры поведения, то вы могли бы подать апелляцию, да, нарушение порядка поведения, соответственно, рассматривается это все перед конфликтной комиссией в этот же день, и конфликтная комиссия представляет все в ГЭК. Если по решению ГЭК, то могли бы, конечно, и надо пересдать в резервный день. По решению ГЭК. Не бойтесь, задавайте вопросы касаемо, вы будете, если общественные наблюдатели, вы должны владеть ситуацией, владеть информацией, как проводить, потому что если вы будете владеть этой информацией, соответственно, что-то непонятно, лучше сейчас задавайте вопросы. Ну, я делаю вывод, или мы так все хорошо поняли, или вообще ничего не поняли. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Несколько лет назад в некоторых школах снимали с дверей туалета, с петель двери туалета. Это возможно, можно было ли так сделать вообще? Нет, конечно. А почему тогда? Личный туалет, это вообще-то туалетная комната, это личное пространство. И, Это как изменили или такого вообще не было? Нет, вообще такого не было. Я первый раз слышу вообще об этом случае. То есть участник имеет право посещать туалет с закрытыми дверями, с закрытыми кабинами, это его личное пространство. Поэтому ничего этого не допускает.
частности, я думаю, что все сами проходили через процедуру, и, наверное, скорее всего, непонятно. Но вот немножко быть общественным наблюдателем совсем другая стезя, и это нужно знать, чтобы все порядок соблюдался, как правильно организатор или организовывает работу. Чаще всего у нас проблемы какие возникают в ППЭ. Это когда участники у нас перемещаются внутри ППЭ, например, когда его ведут из аудитории, сопровождают в туалет. Бывает, что без сопровождения. То есть вот в этом случае никак нельзя. Участник должен сопровождаться организатором вне аудитории, перемещаться в сопровождении его. В любом случае один он перемещаться не может. Бывают такие случаи, когда у нас организатор, допустим, вообще в аудитории может находиться только два организатора. Организатор, допустим, люди же, они тоже люди, им нужно сходить тоже в туалет и так далее. Поэтому один организатор вне аудитории, он заходит в аудиторию, остается, а другой уже выходит. Он стоит дома. То есть это тоже допускается. Пожалуйста. А мы будем вместо учителей или там тоже будут присутствовать учителя во время экзамена? То есть вы будете находиться в ППЭ, там будут руководитель ППЭ, вы не будете находиться вне учителей, читать инструктаж, ваша задача это не входит. Вы просто будете наблюдать, само слово наблюдатель, само за себя говорит, вы просто наблюдаете за процессом. Правильно наше все происходит, соблюдаются ли все правила и так далее. То есть вы не будете сами все проводить, ваша задача только наблюдать. Но в случае, если, конечно, есть выявленное нарушение, вы должны обязательно об этом сообщить членам руководителя ППЭ или представителю комитета по надзору. Там уже все действия принимает уже член ГЭК. Еще есть смелые задать вопрос? Ладно, если нет вопросов, то во время Кирилла Владимировича интересная и увлекательная лекция. Смотрите, ребята, я понимаю, что сразу понять это очень сложно, потому что, как сказал Кирилл Владимирович, 5 минут и все, информация больше не поступает в голову. Ну, это просто дано нам человеческий мозг. Природа. Смотрите, ребята, что я хотел бы сказать. Общественный наблюдатель чем отличается от других? Тем, что наблюдаем. Реально общественные наблюдатели, прежде всего, мы выступаем за участие, потому что мы все, обязательно все прошли ЕГЭ. Помним, как это было страшно, как это было, может быть, нервозно, очень много были ситуаций, всяких разных, нехороших. Все это мы знаем. И поэтому был создан корпус общественных наблюдателей, чтобы таких ситуаций как можно было меньше. Мы, прежде всего, в очередь выступаем за участников, чтобы участники не чувствовали себя, хотя бы как-то облегчить их, получается, стресс. Были же такие случаи, когда вы очень, как это сказать, да, испытывали давление, стресс во время ЕГЭ. Есть же такие? Поднимите руки. Честно. Давайте честными будем. Я тоже, например, испытывал стресс, давление. Так мало что, остальные крепко устойчивые. Стрессоустойчивые, крепкие. Отличненько. Молодцы. Рад, что у вас с нервами очень все в порядке, но у остальных последующих поколений с нервами уже не так хорошо, как у нас. И поэтому мы входим на ЕГЭ, стараемся поддержать участников, стараемся поддержать участников не только своим видом, но и футболкой синего цвета, цвет мира, цвет согласия и, в конце концов, просто хороший цвет. Я понимаю, что вы все устали, ребята. Сейчас будет небольшая такая разрядка, тренер. Да, все туда. Приглашается на сцену, импровизированную сцену, главный специалист отдела обработки информации ГБУ Цой Аюб Дмитриевич Орлович. Вашей бурной
Эдвин Арварович. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Иванович. Я главный специалист регионального центра обработки информации и отдела качественного образования. Региональный центр обработки информации занимается обработкой бланков, то есть все бланки и формы, которые приходят из ПП после экзамена, они приходят к нам, где в дальнейшем их при помощи машин, компьютеров обрабатываем, при помощи экспертов обрабатываем вторые части и в итоге получаем результаты ЕГЭ. Я сегодня расскажу о проведении и организации проведения единого государственного экзамена в ПП. ЕГЭ начинается с доставки экзаменационных материалов в ПП в день экзамена. Экзаменационный материал выставляется членом ГЭК. Также член ГЭК, кроме того, что отвечает за передачу экзаменационных материалов, он также отвечает и за распечатку. То есть неправильно распечатку, а получение ключа, который позже будет использоваться для расшифрования этих экзаменационных материалов. Экзаменационные материалы выглядят следующим образом. Это диски. Делятся диски на два вида. Это по 15 индивидуальных комплектов на одном диске и по 5 индивидуальных комплектов. То есть в зависимости от количества учащихся участников ЕГЭ в день экзамена по аудитории. Доставка экзаменационных материалов ПП осуществляется, делится, получается, также в ПП с количеством более 5 аудиторий и с количеством менее 5 аудиторий. Кроме того, что доставляется экзаменационный материал, также присутствуют упаковочные материалы, которые после экзамена используются для как раз таки упаковки использованных бланков и имок. Упаковочные материалы также делятся на несколько видов. Это сейф-пакеты стандартного размера, большие сейф-пакеты и также внутри возвратно-доставочные пакеты. Возвратно-доставочные пакеты используются для упаковки использованных бланков или для упаковки испорченных бракованных бланков, а также используются для упаковки использованных экзаменационных материалов, где в аудиториях, где детей находится меньше 7. Сейф-пакеты стандартного размера используются для упаковки использованных дисков, для упаковки как раз таки более мелких возвратно-доставочных пакетов с испорченными экзаменационными бланками, индивидуальными комплектами. И для аудитории, где количество детей больше 7 человек, используется стандартный сейф, также используется стандартный сейф-пакет. И последний тип упаковочных материалов — это большой сейф-пакет, который используется для упаковки уже стандартных сейф-пакетов с бракованными либо использованными, соответственно, разными экзаменационными материалами.
Явка ответственных лиц ПП осуществляется по следующему времени. То есть руководитель ПП должен находиться в ПП не позднее 7:30 утра. Технический специалист должен прийти в 7 утра, не позднее 7 утра и проверить техническое оснащение, то есть свои станции, видеонаблюдение в том числе. Так, дальше члены ГЭК приходят также не позднее 7:30. Ну и организаторы не позднее 8 часов. Общественные наблюдатели приходят не позднее, чем за 1 час до начала экзамена. Получается, член ГЭК передает экзаменационный материал руководителю ПП не позднее 7:30. То есть как только оказались в ПП. Он, кроме экзаменационного материала, также передает почтовый материал. Ну и руководитель ПП обязан проверить по описи, все ли экзаменационные материалы, достаточно ли экзаменационных материалов и заполнить форму 14.01. Акт приема передачи экзаменационных материалов. Кроме того, что получает экзаменационные материалы, также утром член ГЭК передает руководителю ПП автоматизированное осветление, то есть так называемые рассадки участников ЕГЭ с дополнительными формами для выполнения. То есть ну и организация технического оснащения ПП. То есть в ПП должно быть организовано место для сопровождающих участников ЯР, помещение для представителей средств массовой информации и специально выделенное место для хранения личных вещей участников экзамена. Само ПП должно состоять, конечно же, из аудитории, где будут сдавать участники экзамена, и штаба ПП, где будет проводиться получение ключа расшифрования и заполнение отчетных форм. Также должно находиться помещение для медицинских работников, пункт охраны правопорядка и помещение для общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ПП в день экзамена. На ПП должно быть оборудовано стационарные или переносные металлоискатели, средства видеонаблюдения и наклейки, уведомляющие о ведении видеонаблюдения, и наклейки, уведомляющие о запрете средств связи. Штаб же должен быть оборудован также видеонаблюдением, телефоном и станцией авторизации, то есть компьютером, через который будет получать ключ расшифрования. Естественно, перед экзаменом должна быть проведена готовность аудитории ПП. Все стенды с учебными материалами должны быть убраны из аудитории, должны быть оборудованы, в аудитории должны находиться часы, доступные каждому участнику ЕГЭ. Ну и остальные независимые аудитории должны быть опечатаны на время проведения экзамена. Ну и при проведении раздела говорения, то есть ЕГЭ, устного ЕГЭ по иностранным языкам, аудитория оборудуется компьютерами либо ноутбуками с микрофоном и наушниками. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ и непосредственно, которые находятся во время проведения экзамена, это руководитель и организаторы ПП,
руководитель общеобразовательной организации, либо директор школы, члены ГЭК, технические специалисты, медицинские работники и ассистенты, сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка. И, получается, учителя, да, которые сопровождают своих подопечных участников ЕГЭ на экзамене. Для участников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены ассистенты. Ассистентом может являться штатный сотрудник образовательной организации, в том числе специального коррекционного оздоровительного учреждения. Либо, если это ГП на дому, то может являться родитель. Учителя-предметники не могут являться ассистентами, если ребенок сдает экзамен по тому предмету, по которому учитель является специалистом. И, естественно, весь персональный состав ассистентов, и не только ассистентов, а вообще всех работников ПП утверждается органом исполнительной власти, Министерством образования и науки. Лица, имеющие право находиться в пункте проведения экзамена в день экзамена. Это представители средств массовой информации, присутствуют только до момента начала печати, то есть до начала экзамена. Нет, до начала печати экзаменационных материалов. Общественные наблюдатели, они осуществляют наблюдение за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, могут свободно перемещаться по ПП, могут присутствовать в аудитории проведения государственной итоговой аттестации на всем протяжении экзамена. В одной аудитории один общественный наблюдатель. Ну, так, я бы не советовал, конечно, блуждать по аудитории, просто сесть и наблюдать. Также общественные наблюдатели присутствуют при рассмотрении апелляции участника экзамена и фиксируют все нарушения с дальнейшей передачей в органы исполнительной власти и Рособорнадзор через органы исполнительной власти. Также на ПП имеют право находиться должностные лица Рособорнадзора, лица органы исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. Допуск всех вышеперечисленных лиц осуществляется только по наличию документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих их полномочия. То есть в случае общественных наблюдателей это проще правовой квалификации. Ну вот, контроль проведения экзаменов ПП. На слайде представлена форма 18 МАШ, непосредственно та форма, которую заполняют общественные наблюдатели по завершению экзамена. Эта форма является машиночитаемой, то есть она обрабатывается в ЦОИ, и в дальнейшем все эти данные будут завалированы. День проведения экзамена в период с момента входа в ПП и до окончания экзамена работникам ПП запрещается организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь, оказывать необходимую техническую помощь техническим специалистам. Сотрудникам ПП, лицам, имеющим право присутствовать в ПП, оказывают содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе и преподавателям, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь участникам с ограниченными возможностями здоровья, техническим специалистам выносить из аудитории и ПП информационные материалы на бумажных или электронных носителях.
фотографировать либо переписывать экзаменационные материалы. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, являются с экзаменом. Также среди форм, которые передаются утром в ПП Зарцой, есть форма ПП-07, это список работников ПП и общественных наблюдателей. На слайде она не заполнена, но в день экзамена все люди, которые присутствуют на экзамене, они должны сидеть вот в этой форме, в этой рассадке. Если их в этой рассадке нет, то они удаляются из ПП. Также можно заменить, если в день экзамена организатор той аудитории или не аудитории, либо другой какой-то работник ПП заболел, либо по каким-то иным причинам не может явиться в день экзамена, то по форме ПП 19 можно заменить работника из присутствия. Ну и как я ранее говорил, отсутствие работника ПП, общественного наблюдателя в списке распределения, либо отсутствие документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право отсутствовать в проведении экзамена, то их не допускают в ПП. Либо, если они не допускают в ПП. Если будут обнаружены посторонние ПП, то, конечно же, их требуется удалить, оформить взять объяснительную с организатором вне аудитории, который находится на входе, и составить акт с членом ГЭК. Действия руководителя ПП до начала экзамена. То есть до организации входа участников ПП проведения руководитель ПП проводит краткий инструктаж для организаторов. Организаторы получают формы ПП-05, 01, ПП-05-02. Это формы, то есть список участников единого государственного экзамена и непосредственно рассадка по местам, то есть с указанием в каждой фамилии место в аудитории. Формы ПП-1202 это форма ведомость коррекции персональных данных, 13.02, ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории. То есть, если во время экзамена обнаружилось, что паспорт поменяли, скажем так, и не соответствует, данный паспорт не соответствует данным в рассадке, следовательно, составляется, данный человек заносится в ведомость коррекции, то есть форму 13.02, с уже верными, то есть фактическими данными паспорта. Также есть следующая форма, как 12.04 МАШ. Это ведомость учета отсутствия участников по аудитории. То есть, записывается время, когда участник экзамена вышел, положил в туалет, и вернулся обратно в указанное время его отсутствия. И форма 12.03 это ведомость учета дополнительных планов ответа номер 2. Так, не менее чем за час до экзамена технический специалист должен проверить свое программное обеспечение, все свои станции, печати во всех аудиториях, проверить работоспособность техники, проверить
наличие доступа к специализированному федеральному порталу, чтобы, не дай бог, да, не подключиться в нужное время и не скачать ключ. Действия организаторов ПП до начала запуска участников экзамена, то есть не позднее вас с 45 организаторы получают требуемые ведомости свои, то есть форму 15.05, и проходят свои аудитории. Организаторы вне аудитории получают ведомости 0.6 и проходят на вход, то есть по ведомости ПП 06, они будут запускать участников в пункт проведения экзамена. До начала экзамена организаторам аудитории также необходимо проверить готовность аудитории к экзамену, в том числе готовность средств видеонаблюдения, проверить аудиторию при необходимости, вывести входа в аудиторию один экземпляр формы, ПП-05 01, где указан список участников экзамена в аудитории, раздать на рабочие места участников экзамена черновики со штампом образовательной организации, на базе которой расположен ПП. На каждого участника минимальное количество — это 2 листа. Оформить на доске образец заполнения регистрационных бланков. Подготовить необходимую информацию для заполнения бланков регистрации с использованием полученной руководителя ПП, у руководителя формы ПП-16, то есть расшифровка кодов образовательных организаций ПП. Так, до начала экзамена организаторам необходимо убедиться, что станция печати имеет правильные настройки, то есть создан правильный экзамен, выбран верный регион, код ПП, номер аудитории и прочее. Организация входа участников ПП. Запускать начинает с 9:00, день экзамена. Да? Проводится паспортный контроль. Организатор на входе проверяет документы личности участника, наличие его в списке распределения. Так. Организаторы вне аудитории сопровождают так выглядит форма ПП 0601, то есть распределение участников ПП по аудитории, которая находится на руках у организатора вне аудитории, которая находится на входе. Ну и, соответственно, разрешенные средства, которые могут использовать участники экзамена, это ручка, документы, удостоверяющие личность, средства, тут имелось в виду средства обучения и воспитания для детей с ОВЗ, внешнего возможности здоровья. Так, лекарства и питание при необходимости, специальные технические средства и черновики. Также по предметам могут на математику использоваться линейка, на физику линейка и непрограммируемый калькулятор, на химию непрограммируемый калькулятор, на географию линейка, транспортир и программируемый калькулятор. Как ранее было сказано, ПП должно быть оборудовано металлодетектором, через который проходят участники экзамена. Если участник экзамена по медицинским показаниям не может получать это обучение от металлодетектора, он должен предоставить справку для того, чтобы его освободили от этой процедуры. Так, бывает
стандартные ситуации, такие как отсутствие участника экзамена в организованном распределении, в случае может осуществить недопуск, во-первых, участника экзамена ПП и фиксация данного факта для дальнейшего принятия решения. Скорее всего, это будет пересдача произведения. И также, если человек, участник экзамена, не явился без документов, удостоверяющих личность, да, без паспорта, то он может писать экзамен, если его личность будет идентифицирована сопровождающим учителем. Также будет составлен акт сопровождающим присутствие члена ВУЗа. Выглядит так следующим образом. Если участник опоздал в ПП, он может писать экзамен, но ему не проводят инструктаж. Также составляется акт руководителем ПП, и далее участник допускается к экзамену. Время также не продлевается. Организаторы вне аудитории сопровождают участников в своей аудитории, где дальше по формам ПП-05 и ПП-02 рассаживают по аудитории организаторы в аудитории. Так выглядит форма 0.1. В 9:45 по местному времени, в 9:30 по местному времени в штабе ГП до 9:45 должны скачать ключ расшифрования экзаменационных материалов. После с этим ключом ключ доступа загружается на станции печати экзаменационных материалов в каждой аудитории, где в последующем будет проводиться печать материалов. Организаторы в аудитории, их всегда должно быть 2 человека, они должны всегда находиться в аудитории, либо, если нужно поменяться, организаторами вне аудитории. Во время начала экзамена один организатор выполняет печать экзаменационных материалов, второй проводит личный инструктаж участников экзамена. Из нарушений, да, возможно досрочное открытие доставочного пакета организатора в аудитории, то в данном случае следует взять объяснительную с организатора и составить акт о нарушении. И это второй, тоже пропущу. Также каждому участнику экзамена положено по 2 бланка, выдается сразу же 2 дополнительных бланка ответов номер 2. Организаторы обязаны проконтролировать выполнение прикрепления дополнительных бланков ответов номер 2 к бланкам ответам номер 2, которые изначально были распечатаны. Да, так выглядит ведомость форма ПП-1203, то есть ведомость использует дополнительных бланков ответов номер 2. Ну и непосредственно само проведение экзамена.
что, в принципе, уже по несколько рассказов, я тоже почему. Вот как раз ведомость 12.04 МАШ, ведомость учета времени отсутствия участника экзамена обязательно с заполнением. Данная ведомость также является машиночитаемой ведомостью, она обрабатывается, данные заносятся в базу. Возможно такое, что ПП будет не авто всех участников экзамена, что обязаны сделать руководители ПП. Они обязаны подождать 2 часа до того, перед тем, как смогут завершить, получается, экзамен. Если в течение 2 часов никто не появился, они спокойно могут ставить статус, что экзамен состоялся. Ну и возможно также ситуации, возможно включение средств видеонаблюдения во время экзамена. Что следует сделать? Это члену ВЭК, либо техническому специалисту связаться с компанией, да, организацией, отвечающей за видеонаблюдение. Возможно, да, самое неучитываемое прерывание связи это 15 минут. Если свыше 15 минут, то экзамен останавливается. Ну, возможно, 2 варианта удаления, да, скажем, покидания ПП. Это либо досрочное завершение экзамена по уважительным причинам, по которому также составляется акт досрочного завершения с указанием причин. В данном случае участник имеет право пересдать экзамен в резервные дни, если причина подтвердится. И второе, удаление участника за нарушение порядка проведения государственной аттестации. Это телефон, шпаргалка и тому подобные вещи. Схема работы с нарушениями выставлена на портале «Смотри ЕГЭ». Каждый ПП имеет доступ к порталу «Смотри ЕГЭ», где отображается как раз таки в прямом эфире ведется трансляция их аудиторий. Также там присутствуют наблюдатели, которые могут выставить нарушения по тому или иному поводу, заподозрить, передать это в ПП, где ПП уже будет принимать меры по отрабатыванию методов. Ну, организаторы обязаны за 30 и за 5 минут уведомить участников о завершении экзамена. Все эти бланки, получается, регламентируются, заносятся в форму, количество бланков выданных, количество принятых бланков обратно. И завершение экзамена в аудитории. Тут представлена схема упаковывания этих форм неиспользованных бланков, испорченных бланков, контрольных и использованных, в том числе и контрольных материалов. Все эти формы в дальнейшем заносятся руководителем ПП
региональный центр обработки информации, здравствуйте, Цой. Ну, наверное, закончим. Большое спасибо, Романович. Да, ребята, небольшой форс-мажорная ситуация произошла. Спасибо, Виктор Иванович. Ну, получается, есть, кто, получается, вот, ребята, вот здесь такой список, да, надо, чтобы все обязательно расписались. Почему? Потому что после этого будет увлекательный, получается, тренинг, семинар вместе с студентом социально-психологического факультета первого курса магистрата Алексея Буженаева, наверное, вы все знаете. Так, да, ребята, мы сейчас пустим вам в списке, он прикрепленный, чтобы единые все листы не потерялись. Мы понимаем, что уже часть из вас расписывалась, но приносим свои извинения. Просим расписаться еще раз. Соответственно, ищем себя в списке. Списки не по алфавитному порядку могут быть, поэтому просматривайте, пожалуйста, все листы, потому что все, кто прошел регистрацию, кого не было в списках, и дописывали, сюда, соответственно, сейчас уже впечатаны. Окей? Спасибо. наверное, музыку включить, чтобы интересно было. И не задерживайте у себя листы, расписались и передавайте, пожалуйста, дальше. Стараемся быстро, ребята. Надеюсь, этот список уже вот там, да, в конце? Нет? Ну, бывает. Хорошо, ребята, знаю, что все, в общем, телефоны сели, давайте немного разрядимся от таких тяжелых монотонных лекций, но довольно интересных лекций. Поэтому приглашаю к импровизированной сцене студента, моего очень хорошего друга Алексея Буженаева Константиновича. Всем привет, ребята! Ой, микрофон надо. Сегодня я всех очень рад вас видеть в этом зале. Правда, я не знаю, чем вы здесь сидели и занимались, потому что меня самого недавно позвали. Но сказали, нужно провести вам хороший, качественный тренинг, да? Поэтому, чтобы его сделать, я предлагаю, давайте будем работать немного в неформате. Все-таки мы молодежь,
Поэтому мы, ребята, веселые, активные, и чтобы наш тренинг прошел эффективно, я предлагаю вам всем друг другу бурно поаплодировать, всем вместе друг другу. Да-да, больше энергии, больше. Отлично. Ну что ж, так как нас сегодня народу довольно-таки много, я предлагаю нам сегодня разделиться на несколько групп. Сейчас попрошу поднять руки тех, кому до 18 лет, кому 17-18 лет. Есть такие? Поднимите руки вверх. До 18. Попрошу вас сейчас всех пройти ко мне. Все дружно проходим ко мне. 17 и 18 лет. Кому до 18 проходим ко мне сейчас. Выходим, встаем со своих мест и проходим ко мне. Быстрее, ничего страшного нет, я не кусаюсь. Давайте, 18-летние выходим ко мне. Еще раз, кто не понял, кому уже стукнуло 18, проходим ко мне. Бегом, быстрее, активнее. Теперь поднимаем руки те, кому есть 19 лет. Так, отлично, вижу. 19 лет тоже проходим ко мне, бегом делаем это так же быстро. Сейчас, ребята, ваша задача, да, ужасно простая. Вам нужно построиться в одну линию, в одну дружную линию. Не важно, по росту, не по росту, главное встать в одну ровную линию. Отлично, а теперь, я думаю, на урок физкультуры все ходили, да? Сейчас ваша задача рассчитаться на первый, второй, третий, четвертый. Поехали, начиная с самой первой. На первый, второй, третий, четвертый. 4 цифры, ничего сложного нету. Поехали еще раз. Так, еще раз, внимание. Ты у нас идешь третий, внимание. Давайте ему поаплодируем, что постараемся, парень. Еще раз, поехали. На первый, второй, третий, четвертый. Отлично, теперь я вас попрошу сместиться немного вот туда, поближе к двери. А теперь поднимите руки те, кому есть 20 лет. Кому здесь есть 20? Так, отлично, выходим ко мне. Кому есть 21? 21 кому есть? Так же выходим ко мне, быстрее. А кому больше 21? Есть такие? Поднимаем руки. Вижу. А вот те ребята, которые сидят, вам 24, 25, 26, да? У кого-то уже по трое, по четверо детей. Вот давайте еще раз, кому и сейчас есть 22 года, тоже поднимаем руки повыше. Нету таких? Хорошо, отлично. Сейчас, ребята, ваша задача также рассчитаться на первый, второй, третий и четвертый. Вот сюда поближе, давайте подвинемся. Отлично, цифры мы с вами запоминаем. Все, надеюсь, помнят свои цифры. Теперь попрошу всех тех остальных, кто остался, также встать и пройти вот сюда поближе ко мне. Все остальные, кто не вышел, не надо. Значит, что также проходим вот сюда. Побыстрее. Время у нас ограничено, поэтому давайте не будем сонными, постараемся сделать все как можно эффективнее и быстрее. Кто уже считает, что он на пенсии, также может выйти к нам вот сюда, в одну линию. Смотрим на вот эту замечательную Галину, сразу говорю, парня у нее нету, поэтому присматриваемся, дорогие друзья. Выстраиваемся также в одну дружную линию, смотрим, чтобы никто ни с кем у нас не перемешался. Те, кто уже рассчитался, попрошу вас сделать буквально 2 шага назад. Ну что, отлично. Надеюсь, урок физкультуры из вас точно никто не прогуливал. Давайте с вами рассчитаемся на первый, второй, третий, четвертый, начиная с самого первого, на себя молодой человек. Ребята, пока никто не уходит, пока не распишите. Отлично, что теперь попрошу всех первые номера, поднимите руки свои вверх, первые номера здесь есть. Отлично. Первые номера сегодня я вас закрепляю вот за вот этой очаровательной девушкой, попрошу вас их пройти за ней. Теперь вторые номера поднимаем свои руки вверх. Отлично, вижу.
Теперь кто у нас остался? Третьи номера, поднимаем руки, третьи номера здесь. Отлично. Третьи номера, вам сегодня повезло, потому что сегодня эта красотка нашла до вас время, проходим к ней. И четвертые номера у нас следуют к этим замечательным дамам в синих футболках. Быстрее, быстрее проходим вот сюда к ним. Так, отлично, ребята, на сегодня это ваши кураторы, которые будут с вами на протяжении всего тренинга. Отлично. А те ребята, кто у нас вообще не задействован, поднимите руки, пожалуйста, есть такие? Так и будете сидеть? Ну ладно, отлично. Сейчас, ребята, задача очень простая. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто у нас ездил в детские лагеря. Есть такие? Так, отлично, вижу. Сейчас задача максимально простая. Для начала нам с вами нужно хорошенько познакомиться. Для этого вас попрошу сейчас сыграть в очень простую игру под названием «Снежный ком». Сейчас, начиная от наших кураторов, куратор называет свое имя по часовой стрелке. Следующий человек, идущий по часовой стрелке, должен также представиться, но при этом назвать имя позади стоящего человека. Все понятно? Даю вам всем буквально 5 минут, чтобы друг с другом познакомиться. Поехали! Честно, ради обеда я бы только и остался.
нашему следующему этапу. Попрошу всех посмотреть сейчас на меня. Там взгляд, что все на меня посмотрели внимательно. Теперь попрошу вас всех подготовить свои смартфоны и достать их и поднять их вверх. Достаем свои телефоны, достаем и поднимаем их вверх. Теперь сейчас, все жду, пока все поднимут. Теперь мы с вами дружно заходим в свои заметки. Открываем свои заметки. Сейчас придется немного пописать. А те, у кого нет телефонов, берем свои блокноты и ручки. Даем на все про все. Буквально 20 секунд. Я говорю, это наше время подходит к концу. Быстрее достаем свои блокноты, телефоны, заметки, становимся обратно по своим группам и готовимся слушать, что мы с вами все-таки будем делать дальше. Отлично, ну что ж, пока ребята у нас регистрируются и подписываются, обращаюсь ко всем тем, кто сейчас стоит пока и ничего не делает. Внимание, открываем свои заметки и начинаем писать. 0800. Ставим Enter, делаем вниз, пишем под этим 0900. Я думаю, вы все поняли, что это время. Мы расписываем с вами время сегодняшнего дня, поэтому сейчас от 8 часов утра до 4 часов дня расписываем свое время. 08:00, ниже 09:00, потом 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Те, кто уже успели все заполнить, поднимаем свои руки вверх, чтобы я четко понимал, что вы успели это сделать. Так, отлично, уже половина у нас закончила, половина уже расписала все время на сегодняшний день. Теперь, ребята, попрошу вас всех внимательно посмотреть на своих товарищей, которые находятся в вашей команде. Все внимательно друг на друга посмотрели. Сейчас ваша задача назначить встречу с человеком из вашей команды на 8:00. Для этого мы подходим к нему, записываем его имя на 8 утра и делаем так, чтобы он записал имя ваше на это же время. Все понятно?
Даем буквально 7 минут тем, кто еще не успел закончить. Если кто-то из вас не может найти себе партнера, можем пройти в соседнюю команду и назначить встречу с ними, если найдутся люди. Отлично, у нас осталась буквально 1 минута, поэтому ускоряемся. Так, остается у нас буквально 30 секунд. Внимание, а теперь еще раз, пожалуйста, поднимите руки. Те, кто уже заполнил весь свой сегодняшний день, отлично, подавляющее количество из этих людей. Внимание, сейчас мы с вами едем дальше. Теперь прошу вас всех внимательно посмотреть на свои телефоны и на встречу, назначенную в 8 утра. Внимательно нашли глазами этого человека. Сейчас я дам ему буквально 1 минуту, чтобы обсудить ту тему, о которой я сейчас вам скажу. Внимание, идем. Первая встреча в 8 утра. Вкратце рассказать о себе. Поехали!
едем дальше. Встреча на 12:00. Рассказываем о своих друзьях. Рассказать о своих друзьях. И стоп, время вышло. Встреча на 13:00. Рассказываем о своих домашних животных. Отлично, стоп. Следующая встреча на 14:00. Рассказываем о своей семье. И стоп, внимание, следующая встреча, 15:00. Рассказать о том, кем я себя вижу через 5 лет. Кем я себя вижу через 5 лет. И время вышло, а теперь последняя встреча на 16:00. Рассказываем о своей заветной мечте. Поехали!
читаем, что там написано, не читаем. Как только вы взяли листочек, прислоняем его к себе, чтобы не было видно. Отлично, всем достались листочки, да? Отлично, вижу, что уже всем. Теперь, ребята, внимание, посмотрите на свои листочки и почитайте, что на них написано. На сегодня это ваши роли. Сегодня вы представляете этих людей. Внимание! Сегодня вы будете отыгрывать эти роли. Итак, задача следующая. Представьте, что на нашей планете произошел глобальный ядерный кризис. Случилось так, что вы с этой группой оказались в бункере. В бункере можно прожить целый год, чтобы выбраться на планету и продолжить человеческий род. Внимание, но среди вас есть такие роли, которые смогут помочь миру заново отстроиться и развиться. Все внимательно посмотрели на свои плюсы и минусы. Итак, в бункере припасов хватит только на 10 человек. И ваша задача сделать так, чтобы отстоять свою позицию и свою профессию, при этом остаться в бункере. За то, чтобы коллегиально решить, кто же из вас все-таки останется, внимание, всего у нас есть 10 мест. Даю вам на все про все 20 минут. Поехали!
Я даю еще буквально 20 секунд. Ну что ж, наше время подошло к концу. Предлагаю всем друг другу дружно поаплодировать. А те, кто у нас остался в руки, поаплодируют вдвойне и громче. Ребята, вы все большие молодцы. Теперь я предлагаю вам всем дружно пройти на свои места. Ребята, рассаживайтесь по своим местам. Можете, кстати, выкладывать хэштеги в инстаграме с хэштегами. На титульной странице вашего блокнота есть коммерсы, офишоты и так далее. С вами был Алексей Кушина. Давайте поаплодируем ему всем громко, громко, громко. Спасибо, Леша. А вы можете на меня подписаться, если сердечко не будет в инстаграме или ВКонтакте. Да, можете подписаться. Нужно подписаться, да. Так, смотрите, ребята. Мы на обед пойдем через минут 20-30. Сейчас мы выслушаем лекцию. Ребята, поднимите руки, пожалуйста, кто не расписался еще. Раз, два, очень много. Много вас. Другая группа расписался? Сядьте, пожалуйста, все, сядьте. И, пожалуйста, где получается список, ребята? Список где? Хорошо. Вот, сейчас список будет передаваться по рядам, получается, вы ребята, ближе сядьте, пожалуйста, ближе. Хорошо. Теперь приглашаются главный специалист отдела обработки информации Оксана Викторовна и Виктория Борисовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Говорю пару слов, поскольку в этом году нам всем с вами придется вместе работать в период проведения государственной итоговой аттестации. Я постараюсь кратко осветить эту тему о том, как работают предметные комиссии у нас в Республике Бурятия. В своей работе предметные комиссии руководствуются такими нормативными документами, как Федеральный закон об образовании, также приказы об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации как в 11 классах, так и в 9, ну и нормативными правовыми документами, разработанными Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений. Формирование предметной комиссии организуется ежегодно
и утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия. В Республике Бурятия формируется, вот видите, да, предметные комиссии по следующим предметам: русский язык, математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки. В этом году мы комиссию по иностранным языкам объединили. Сюда входит английский язык, немецкий, французский, испанский и китайский. И информатика. По данным предметам предусмотрена государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена ЕГЭ и основного государственного экзамена ОГЭ, также и ГБР, государственного экзамена. Численный состав комиссии определяется Министерством образования и науки, исходя из предполагаемого количества экзаменационных работ по соответствующему предмету в текущем году. В этом году, вы видите, у нас утверждено приказом в состав предметной комиссии входит 475 экспертов, из них 315 являются учителями образовательных организаций. Структура, состав и структура предметной комиссии. Членами предметной комиссии являются, во-первых, председатель, заместитель председателя и эксперты. Кандидатуры председателя предметной комиссии представляются на согласование в Рособорнадзор. А уже кандидатуры заместителей председателей и кандидаты эксперты утверждаются на уровне Республики Бурятия Министерством образования и науки. Также утверждается приказ. Состав предметной комиссии ежегодно утверждается. Я уже сказала, да, об этом. Формируется предметная комиссия уже после того, как специалисты, которые претендуют на должность экспертов, проходят квалификационные испытания и получают статусы. Какие статусы? Это ведущий эксперт, старший эксперт и основной эксперт. Ведущий эксперт, статус ведущего эксперта присваивается только председателю предметной комиссии и заместителю. Их функционал, что они могут осуществлять? Это руководство подготовкой и подготовку экспертов на региональном уровне, участвовать в перекрестных межрегиональных проектах, привлекаться к проверке и рассмотрению апелляций, консультировать экспертов предметной комиссии по вопросам оценивания развернутых ответов, осуществлять проверку и перепроверку ответов участников в качестве третьего эксперта, то есть в случае подачи апелляции. Старший эксперт – это практически тот же функционал, только он присваивается тем экспертам, которые прошли квалификационное испытание на уровне ведущего, но они не могут быть ведущими, поскольку у нас председатель и заместитель только. И присваивается статус старшего эксперта. И основной эксперт – это эксперт, который осуществляет первую и вторую проверку, участвует, также может участвовать в региональных, межрегиональных перекрестных проверках, также, но уже не может участвовать в проверках в качестве третьего эксперта. Статусы также присваиваются ежегодно. Статусы экспертов подтверждают ежегодно. Для присвоения этих статусов определяются некие требования. Это по образованию и по опыту работы. Это наличие высшего образования, также наличие опыта работы в организации, которая осуществляет образовательную деятельность не менее 3 лет для проверки экзаменационных работ ЕГЭ, ОГЭ, ГБР. Также необходимо наличие дополнительного образования профессионального, включающего в себя практические занятия не менее 18 часов. Положительные результаты по квалификационному испытанию.
По опыту оценивания развернутых работ также закрепляются требования. Ведущий эксперт должен иметь опыт не менее 3 лет оценивания развернутых объектов, старший эксперт не менее 2 лет, а основной эксперт может допускаться при отсутствии опыта работы. Здесь данные требования не предъявляются. Какие требования определяются к организации квалификационного испытания? Что это такое? То есть существует интернет-система эксперт ЕГЭ, в которой ежегодно все потенциальные эксперты, кандидаты в эксперты проходят тестирование, зачеты, обучение, и по результатам этого прохождения эксперты ЕГЭ, они получают статус. Также это ежегодно. Функции предметной комиссии. Предметная комиссия взаимодействует с Министерством образования и науки, с Государственной экзаменационной комиссией, с региональным центром обработки информации и конфликтной комиссией. И осуществляет следующие функции: принимает к рассмотрению обезличенные копии экзаменационных работ, осуществляет проверку ответов участников на задания с развернутым ответом, осуществляет перепроверку отдельных экзаменационных работ с ответами на задания выпускников прошлых лет, участвует в межрегиональной перекрестной проверке, как я уже говорила, да, составляет, направляет протоколы результатов проверок, фиксирует номера работ, которые вызвали затруднения при оценивании, для того, чтобы на следующий год уже провести обучение экспертов по данным вопросам. Предметная комиссия проверяет экзаменационные работы специально выделенных и оборудованных для целей помещений, позволяющих ограничивать доступ посторонних лиц и обеспечивать соблюдение режима информационной безопасности. В этих помещениях, где работает предметная комиссия, могут присутствовать члены Государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели, должностные лица Рособорнадзора, службы контроля надзора в сфере образования Республики Бурятия и руководитель регионального центра обработки информации. Распределение работ между экспертами перед проверкой, определение окончательных баллов за ответы участников на задания с развернутым ответом, а также определение необходимости перепроверки третьим экспертом осуществляется автоматизированно с использованием представленных Федеральным центром тестирования алгоритмов и программных средств. До начала проверки экзаменационных работ председатель получает в РЦУИ комплекты критериев оценивания, получает рабочие комплекты эксперта, которые включают в себя обеспеченные рамки, копии с развернутыми ответами участников экзамена, бланк-протокол проверки и список работы, бланк-протокол проверки заданий с устным ответом, это по иностранным языкам. Распределяет экспертов по рабочим местам, предоставленных аудитории, обеспечивает каждого эксперта данными комплектами критериев, но не ранее, чем за час до начала проверки. Непосредственно перед проверкой осуществляет оперативное согласование подходов к оцениванию между экспертами. То есть те критерии, которые они получают, прежде чем приступить к проверке, председатель вместе с членами комиссии обсуждает подходы к оцениванию. Так, во время проверки экзаменационных работ председатель консультирует экспертов по возникшим вопросам, принимает от экспертов рабочие комплекты с заполненными бланками, протоколами и передает специалисту, который обеспечивает технологическое сопровождение деятельности предметной комиссии. Также обеспечивает
обеспечивает получение для проверки экспертами необходимого количества рабочих конфликтов по мере проверки развернутых ответов. То есть председатель предметной комиссии получает определенное количество работ для проверки. По окончанию этой проверки он сдает в РЦУИ протоколы для обработки и получает следующее количество работ для дальнейшей проверки. И анализирует согласованность работы предметной комиссии. То есть работает стоп ЕГЭ, смотрит наличие количества работ, несущих рассогласованность между экспертами. Осуществляет отбор экзаменационных работ, которые вызвали сложности в оценивании для проведения обучения экспертов предметной комиссии в следующем году. Во время проверки экзаменационных работ эксперты заполняют бланки протоколов с внесением результатов оценивания по каждой экзаменационной работе, подписывают обязательно указанные бланки и передают председателю и заместителю председателя предметной комиссии для дальнейшей работы. С целью соблюдения режима информационной безопасности во время работы членам предметной комиссии запрещается самостоятельно изменять рабочие места, пользоваться, иметь при себе средства связи, фото, видеоаппаратуру, без уважительной причины покидать аудиторию, переговариваться. По завершении работы запрещается выносить из помещений, где осуществлялась проверка, рабочие комплекты, а также критерии оценивания. В случае, если эксперт покидает аудиторию, он должен сдать критерии и рабочий комплект эксперта на хранение председателю или его заместителю. По завершению проверки экзаменационных работ председатель предметной комиссии сдает в РЦОИ ответственному сотруднику все комплекты критериев, выданные для проведения проверки, по количеству членов комиссии под роспись. То есть как получает под роспись критерии оценивания, так и сдает обратно. Это по окончанию проверки. На основании полученных от специалиста, который обрабатывает протоколы, председатель комиссии составляет табель рабочего времени для оплаты. Все бланки протоколы комиссии хранятся в ЦОИ до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, как документы и материалы строгой отчетности. И по истечению указанного срока уничтожается в установленном порядке. То есть в этом году у нас пройдет государственная итоговая аттестация, все бланки протокола будут храниться до 1 марта 2020 года. Другие использованные экспертами материалы уничтожаются в ЦОИ по завершении проверки. Ну, вот кратко то, как работает предметная комиссия, на основании чего порядок функционал. У меня все. Вопросы есть? Спасибо за внимание. Добрый день. Я вам расскажу немного о работе конфликтной комиссии. Я смотрю, вы все, можно сказать, вчерашние студенты, года 2-3 назад все сдавали экзамен, единый государственный экзамен. И прекрасно знаете всю эту процедуру. Оксана Викторовна вам сейчас рассказала о том, как проверяется работа, как работает предметная комиссия, да, при проверке экзаменационных работ. Я расскажу вам немного, коротко о том, как работает конфликтная комиссия. Что такое конфликтная комиссия? Это комиссия, которая организовывает проверку работ по вашим заявлениям на апелляцию. Итак, организация работы конфликтной комиссии в субъекте Российской Федерации, то есть в Республике Бурятия.
Во-первых, нормативная база. Нормативная база – это порядок проведения ГИА по образовательную программу среднего общего образования на основании приказа Минпросвещения России от 7 ноября 2018 года. В этом порядке по приему и рассмотрению апелляции это часть 9. Далее методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъектов Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и положение о конфликтной комиссии по субъекте РФ при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Состав и структура конфликтной комиссии. Это представители органов исполнительной власти, учредителей, органы местного самоуправления, образовательных организаций, научных, общественных организаций и объединений и иных организаций. В конфликтную комиссию не могут входить члены ГЭК и эксперты, члены предметной комиссии. Они могут только присутствовать при рассмотрении апелляций. Структура конфликтной комиссии в Республике Бурятия – это председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены комиссии. Как правило, их бывает не больше 10. Что является полномочиями и функциями конфликтной комиссии? Функции конфликтной комиссии – это прием и рассмотрение апелляций, принятие решения по итогам рассмотрения апелляций, обращение в ФИПИ за разъяснениями по критериям оценивания, информирование апеллянтов, информирование ГЭК, информирование РЦОИ о принятых решениях. В полномочия конфликтной комиссии входит запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, привлекать к работе конфликтной комиссии экспертов, членов предметной комиссии по соответствующему предмету. Оксана Викторовна подробно вам рассказала, каким образом это происходит. Далее, организация работы конфликтной комиссии. Это обязанности работников определены правилами. Все правила указаны в порядке, указаны в методических рекомендациях и указаны в положении о конфликтной комиссии. Принятие решения конфликтной комиссии осуществляется путем голосования. Должно присутствовать не менее 1/3 состава конфликтной комиссии, и при равенстве голосов голос председателя является решающим. Каким образом оформляется решение конфликтной комиссии? Указывается, то есть выходит протокол рассмотрения апелляции, указываются причины, удовлетворены или не удовлетворены, и заверяется подписями членов конфликтной комиссии, РЦОИ и предметной комиссии. Конфликтная комиссия не привлекает к рассмотрению апелляции лиц, ранее участвовавших в организации или проведении экзамена, и лиц, ранее проверявших экзаменационную работу апеллянта. И в итоге отчетными документами конфликтной комиссии являются апелляции участников ГИА, журнал регистрации апелляции, протоколы заседаний конфликтной комиссии, заключение по результатам служебного расследования, заключение экспертов предметной комиссии и заявление об отзыве апелляции. Как было ранее сказано, все документы хранятся у нас до 1 марта следующего года. Далее на слайде вы можете посмотреть работу конфликтной комиссии. Какие бывают, то есть сроки рассмотрения апелляций? Какие вообще бывают апелляции? Да? Они бывают двух видов. Это о нарушении порядка и о несогласии с выставленными баллами. Сроки рассмотрения апелляции о нарушении порядка в течение 2 рабочих дней с момента поступления в конфликтную комиссию, а несогласие с выставленными баллами в течение 4 рабочих дней с момента поступления в конфликтную комиссию. Далее можно на слайде можно посмотреть, каким образом проходит прием заявления на апелляцию, то есть это регистрация в журнале, далее формирование графика рассмотрения и согласование его с председателем конфликтной комиссии и информирование апеллянтов, как у них будет проходить заседание конфликтной комиссии
и рассматриваться ваша апелляция. На слайде видны документы, то есть формы, да, на основании которых мы проводим заседание конфликтной комиссии. Это ваш план заявления, который апеллянт подает в конфликтную комиссию. Далее на слайде можно посмотреть, каким образом ведется документация конфликтной комиссии, решение конфликтной комиссии, либо отклонение апелляции, либо удовлетворение апелляции. И после рассмотрения апелляции конфликтная комиссия передает документы в ГЭК, далее в РЦОИ вносит изменения в РИС, и по истечении того, как информация ушла в Федеральный центр тестирования, и они нам подтвердили, ГЭК опубликовывает протокол либо об изменении ваших результатов, либо о том, что они остались в том же виде. Здесь нужно понимать, да, что апелляцию баллы на апелляцию могут как поднять, так и уменьшить, потому что ваша работа рассматривается еще раз. Я думаю, это вот вся такая информация, коротко о том, каким образом организована работа конфликтной комиссии в Республике Бурятия. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то можно смело задавать. Нет вопросов? Отлично, спасибо. Ребята, как я обещал, да, и следует по программе у нас обед. Давайте, прежде чем пойти на обед, давайте все вместе сделаем общую фотографию. Вы не против? Список все расписались, ребята? Есть кто не расписался? Передай, пожалуйста. Все? Точно расписались? Наверное. Ну ладно. Вот, проходите, пожалуйста. Кроме тех, кого проговариваешь. Все, расписываемся, когда Хорошо, все остальные давайте сюда присоединяемся. Здесь делаем общую фотографию. Мальчики, парни впереди, девушки на второй ряд. Ребята, сумки здесь оставляйте, потому что здесь мы закроем, все нормально будет. Ваши вещи не украдут, телефоны, цепочки, украшения не украдут. Плотнее, ребята, еще ближе, ближе, ближе. Вы же играли вместе игры, там, кого-то выкидывали, кого-то убивали. Давайте ближе. Ближе, 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 ребята. И все здесь расписались? Все расписались? Девушки, мальчики, девочки. Отлично. Садись, 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 садись. Решается? Правильно. Саша. Так вот же? Иди сюда, смотри. Давайте 3-4 скажем бузы. 3-4! Бузы! Давайте еще раз. 3-4! Бузы! Как бузы? Бузы же национальное блюдо. Вы что? 3-4! Бузы! Есть не хотите? Да. Все возможно. Так, ладно, давайте сейчас нас посчитаем вас всех вместе. Давайте встаньте так, пожалуйста. Я посчитаю, потому что мы определенное количество
Марина. Все расписались? Ждать. Завтра через. В общем, около 60 человек. Все вместе спускаемся вниз. Столовую вы знаете, где на самом этаже. Марина вас проводит, вот девочка в синем. Все идем вместе на обед. Сумки оставляйте здесь, потому что мы вернемся. Вы расписывались, так что мы знаем, кто лежит. Так вот, после хорошего обеда учить. И поэтому приглашается директор РЦОИ Шмидова Джавеля Кимова. Ваши, конечно, Я надеюсь, меня слышно, да? Постараюсь вас не усыпить, потому что я так чувствую, вы все после обеда настроены на послеобеденный отдых. Немножечко поправлю, поскольку я с радостью сообщаю, что я не директор РЦОИ. обманули меня. Почему с радостью? Потому что была такая шутка, что раньше пугали Бабой Ягой, а теперь Бабой Ягой, а сейчас Бабой Ягой, да? Так вот, Баба Яга в Республике Бурятия у нас родная Валерия Сергеевна, начальник отдела обработки информации государственного бюджетного учреждения, Центра оценки качества и обработки информации. Я являюсь директором учреждения. Но поскольку у нас сейчас идут экзамены, я ее имени вас приветствую, в том числе, поэтому прийти она не может. Я постараюсь коротко рассказать о структуре организации РЦОИ, о том, как мы с вами должны были построить работу, потому что надеюсь, что та категория людей, которая, не испугавшись после обеденного такого сонного настроения, подошла сюда и сейчас будет работать. Ну, для начала несколько слов по нормативке, да, потому что без этого невозможно. Говорят, чем меньше телефон, тем больше времени на его поиск. Чем меньше гаджет, тем сложнее с ним обращаться. Ну, давайте с нормативки. Нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность РЦОИ, они, в принципе, по большому счету не отличаются от той нормативки, о которой вам на предыдущих лекциях говорили мои коллеги. Почему это так важно? Ребята, вот ЕГЭ, я всегда это говорю родителям, всегда говорю это и самим выпускникам, это технология. Ну вот нельзя переносить гаджеты, да? Ну значит нельзя. Нельзя пользоваться телефоном, значит нельзя. Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, Бога ради, пожалуйста, приносите. Поэтому без знаний нормативных актов достаточно сложно разобраться во всех этих многочисленных ограничениях, можно или нельзя. Чтобы вам было понятнее, я, наверное, буду каждый свой такой вброс примерно употреблять. Ну вот, например, 3 года назад приезжают к нам общественные наблюдатели, приехали они из, не знаю каких регионов, а это была сборная команда, но приехали они к нам из Тувы. Значит, впечатлившись проведением единого государственного экзамена в Туве, они уже с наточенными пиками приезжают сюда и начинаются. Берет блокнот молодой человек, заходит в аудиторию. Можно пользоваться блокнотом общественного наблюдателя или нет? Или это считается недопустимым письменным, вернее, недопустимым наличием письменной заметки? Вопрос, да? Звонят нам, мы, естественно, отсылаем нормативки. Ну, вот таких примеров можно привести много. Телефон. Безусловно, общественному наблюдателю необходимо постоянно быть на связи. Где он может пользоваться телефоном? Так вот, во всех этих нормативных актах достаточно четко регламентировано ваше поведение и ваши действия во время проведения единого государственного экзамена, как в пунктах проведения экзамена, так и в РЦОИ. Я прошу прощения, если буду вдруг повторяться, я думаю, что вам неоднократно об этом уже сегодня говорили, но повторением обучения, думаю, что лишним это не будет. Другой момент, опять-таки связанный с необходимым знанием нормативной документации, это регламент действий общественного наблюдателя при выявлении каких-либо нарушений. К счастью, не у нас, но в целом по стране были случаи, когда приходит общественный наблюдатель, фиксирует с его точки зрения нарушения и начинает удалять только с экзамена. Уважаемые коллеги, вот я говорю коллеги, потому что у нас с вами одно общее большое дело, да, это
сдачи государственной итоговой аттестации, поэтому в этом деле мы коллеги. Поэтому я и хочу спросить, может ли общественный наблюдатель взять на себя функцию члена КЭТ и настаивать, и удалить ребенка с экзамена? Вот это все вопросы, которые требуют обсуждения, в том числе в ходе сегодняшнего семинара. Это все те вопросы, которые четко прописаны в нормативной документации. Еще раз повторю, алгоритм действия общественного наблюдателя как в ПП, так и в РЦОИ, порядок его действий, его допустимые пределы каких-либо выявления нарушений и фиксации действий, это все прописано в нормативной базе. Вся эта нормативная база здесь у нас присутствует. Непосредственно РЦОИ занимается обеспечением деятельности по эксплуатации лиц и взаимодействию с федеральной системой и обработкой самих работ участников экзамена. У нас на самом деле огромный функционал, очень много чего мы должны делать. Здесь я останавливаюсь только на тех двух моментах, которые так или иначе связаны с общественными наблюдателями. Ну, казалось бы, что такое обеспечение деятельности по эксплуатации лиц и вообще какое отношение имеете вы, уважаемые, да, общественные наблюдатели, к РИС. Это региональная информационная система, куда заносятся фамилии, имена, отчества и паспортные данные всех участников экзамена. Фиксируются все экзамены, на которые они приходят. Фиксируются работники пунктов проведения экзамена, которые принимают участие в этих экзаменах, вплоть до четкого указания, где, в какой аудитории, за каким местом и за каким столом сидит участник, и кто в этой аудитории является организатором в пункте проведения экзамена. И в эту же систему мы вносим и данные об общественных наблюдателях. То есть общественный наблюдатель – это лицо, зарегистрированное в нашей информационной системе, и его статус на этом дне профессионально, и его статус, он закреплен именно нахождению в этой системе. К чему это я все говорю? К тому, что вы не можете, лежа вечером в постели, вдруг решить, что завтра вы бы хотели поприсутствовать на экзамене по литературе в таком-то ПП. Список общественных наблюдателей с четким, опять-таки, распределением дней экзамена и пунктов проведения экзамена, в которых они должны присутствовать, должен находиться в РЦОИ не менее чем за неделю до начала экзамена. Я все понимаю, бывают какие-то экстренные случаи, когда общественный наблюдатель не может подойти, когда вдруг что-то произошло и возникла экстренная необходимость увеличить количество общественных наблюдателей в каком-то пункте проведения экзамена. Ну, бывает такое, да? Например, Витя тут ходил, он должен помнить. 2 года назад поступил сигнал у нас от родителей Селенгинского района о том, что в одном из пунктов приема экзамена в Селенгинском районе планируется, ну, не могу сказать, что акция, но организация некоего такого несанкционированного доступа к контрольно-измерительным материалам с целью помощи участникам ЕГЭ. Естественно, возникает необходимость принять превентивные меры, то есть пресечь на корню, проще говоря. Мы тут же собираем общественных наблюдателей, фиксируем это все в информационной системе, и они едут туда не просто потому, что вот захотелось, а потому что у них есть четкое распределение. Опять-таки, к чему это я? Потому что, ребята, убедительная просьба не перебегать с места на место, не перебегать из ПП в ПП, не менять произвольно даты экзамена. У нас даже в этом году всего 3 ПП у нас участвовало на досрочном этапе, и то приехали общественные наблюдатели в ПП, а их туда не пускали. И вот возникает вопрос, кто виноват? Нехорошие руководители ПП, которые их не пускали, бестолковый работник РЦОИ, который их туда не внес, или не совсем внимательный общественный наблюдатель, который перепутал дни экзамена. Речь идет не о поиске, да, ответа на наш любимый вопрос, кто виноват, и второй любимый, что делать. Речь идет о том, что у нас человеческий фактор никто не отменял, и все, естественно, такое может быть. Решить вопрос этот можно, не перегибая палку и не доводя до открытого конфликта. То есть, ну, раз уж пришел общественный наблюдатель, имеет смысл сразу же выстроить цепочку. Вы звоните Чингису,
прошу прощения, ГСР Чингисович звонит нам, мы либо вносим этого человека в систему и допускаем на ВП, либо все-таки настаиваем на том, чтобы соблюсти легитимность, и он придет на тот экзамен, который был зафиксирован. Вот такого рода случаи у нас уже были, поэтому еще раз обращаюсь к вам и говорю о том, что формирование РИС – это дело очень кропотливое и очень сложное. Еще вот сейчас далее показывая, объясню, вот, формирование РИС и информационный обмен с федеральной системой, он процесс очень длительный и сложный. То есть репликация проходит каждые 4 часа, ну, то есть не постоянно. Мы вас вносим, в федеральной системе вы отражаетесь только через 4 часа. С учетом разницы времени с Москвой, это такая проблема достаточно серьезная. Мы автоматизированным образом делаем рассадку. Если мы вносим туда хотя бы одного человека, я имею в виду общественного наблюдателя, вся рассадка уничтожается и назначается по новой. Это тоже требует времени. Поэтому надеюсь, что я вас убедила в том, что необходима четкая фиксация вас на определенный день, на определенный пункт проведения экзамена. И желательно это без каких-либо серьезных причин не менять. Думаю, что убедила. Ну, чтобы усилить, да, тот момент, о котором я говорила, покажу, что вот формирование и ведение РИС проходит в строгом соответствии с правилами формирования РИС, с порядком проведения ГИА, с планом графика предоставления информации. Так вот, еще раз, в плане графики назначение общественных наблюдателей проходит не в день экзамена, а как минимум, прошу заметить, как минимум за 3 дня. Поэтому желательно все-таки для нас, если этот процесс пройдет заранее, если этот процесс пройдет, ну, хотя бы за неделю до начала всех экзаменов. Планирование ЕГЭ, проскочила, ну, объясню так, это целый комплекс мероприятий, которые направлены на структурирование этой информации. И включая в себя ладно, видимо, я буду отдельно, а картинки отдельно от меня. Вот, ребятки, хочу сказать, что у нас есть модуль, надеюсь, что он сейчас отобразится. Этот модуль называется «Мониторинг подготовки и проведения экзаменов проведения». Это я все возвращаюсь к тому, что надо заранее, да, регистрироваться. В этом модуле отражается вплоть до секунды каждое телодвижение, которое сделано по отношению к этой информационной системе. То есть, если мы вас накануне экзамена поменяли, федеральный центр не будет спрашивать нас, почему мы вносим вас в последний день. Это однозначно будет расцениваться как недоработка региона по назначению общественных наблюдателей. Ну, то есть мы не можем сказать, что это вы сами поменяли. Да? Будет считаться, что контакта между общественными наблюдателями и органами исполнительной власти на данном этапе не произошло. Поэтому убедительная просьба все-таки за этим процессом, ну, такой внутренний самоконтроль включить. Далее. На ПП, когда вы приходите, там есть член ГЭК. Член ГЭК у нас это человек, у которого есть так называемый токен, это специальный ключ шифрования, и без него доступ к расшифровке дисков просто-напросто невозможен. Раньше у нас были бумажные носители, было достаточно сложно, скажем так, поскольку избежать несанкционированного доступа к контрольно-измерительным материалам требовало определенных усилий. И здесь я обращаюсь к общественным наблюдателям, которые раньше с нами работали, должна сказать им огромное спасибо, потому что в этом они нам оказывали неоценимую помощь. Сейчас в этом нет необходимости, вся информация в зашифрованном виде из РЦОИ передается на дисках через, опять-таки, членов ГЭК, и уже непосредственно во время экзамена происходит расшифровка и распечатка экзаменационных материалов. В это время общественные наблюдатели должны находиться в аудитории.
относясь к той же нормативной документации, о которой я вам говорила, напомню, что на этапе проведения экзамена в аудитории может быть не более каких? Ну, наверное, надо вам над этим еще поработать, да, общественных наблюдателей. Опять-таки, почему об этом говорю? Был у нас случай, когда 3 общественных наблюдателя пришли в одну аудиторию, и никто не смог убедить их в том, что это есть нарушение. Им пришлось звонить в РЦО, и нам пришлось выкатывать порядок, направлять его в ПП, но это заняло достаточно длительное время. Это как раз все те же общественные наблюдатели, которые приехали к нам из других регионов через Тувинскую республику. Далее. После ПП все обработанные материалы сканируются и направляются в РЦОИ. Поэтому обращаю ваше внимание, что общественные наблюдатели у нас присутствуют не только в ПП, но и в РЦОИ на этапе обработки. Но больше я говорила, что буду апеллировать к примеру. Сразу скажу, опять-таки, мы с этого года полностью перешли на новые технологии, и все пункты проведения экзамена процесс сканирования производят в штабе ПП. На этом этапе, безусловно, общественные наблюдатели, присутствующие в ПП, должны быть от начала и до конца. Это процесс длительный, достаточно сложный, сложный как технологически, так и организационно, но этот процесс он просто необходим. А вот на этапе расшифровки, поскольку это все в электронном виде, здесь вот роль общественного наблюдателя в РЦОИ, она сводится просто к наблюдению. Тем не менее, у общественного наблюдателя есть право присутствовать и на процессе обработки, и на процессе распечатки. Ну, как общественные наблюдатели работают с предметными комиссиями, вам уже утром рассказали, поэтому я повторяться не буду. Если раньше процесс приемки материалов в РЦОИ происходил вручную, и здесь общественные наблюдатели, присутствующие, наверное, помнят, да, им до 4 часов утра иногда приходилось с нами сидеть, потому что это было очень долго. Теперь это все технологически ускорено, гораздо проще делается. Тем не менее, присутствовать в РЦОИ вы, конечно, можете. Но, хочу сразу заметить, к машинам вас не допустят. Не допустят по 3 причинам. Первое, да, здесь находятся персональные данные, у вас нет доступа к работе с персональными данными. Это первое. И второй момент. Все наши машины, они находятся в сети, на каждой из этих машин есть отдельный сертификат ФСБ, и поэтому доступ к этим машинам крайне ограниченному числу лиц. То есть присутствовать вы можете, работать за этими машинами нет. После того, как в РЦОИ происходит обработка этих материалов, начинается процесс верификации. Процесс верификации, он менее, скажем так, сложен, чем администрирование проектов. У нас есть общественные наблюдатели, которые иногда просятся поверифицировать, но, к сожалению, этого мы разрешить тоже не можем. Не можем по той простой причине, что верификации мы людей обучаем. Это не просто, как кажется на первый взгляд. Здесь нужно иметь определенные навыки. У нас уже есть костяк людей, которые работают несколько лет, которых мы ежегодно привлекаем к этой процедуре. Но присутствовать, вплоть до того, что сидеть рядом с верификатором и смотреть, правильно ли он распознает знаки, общественные наблюдатели могут. Далее, после того, как процесс распечатки произошел, верификация прошла, это все пускается на печать для того, чтобы отдать членам предметной комиссии. И это все тоже делается в РЦОИ. Ну вот, упорно не желающие слушаться презентации, тут где-то в одном месте сейчас, надеюсь, нам покажет. Да? После того, как распечатываются материалы, в пункт, прошу прощения, в РЦОИ приходит либо председатель комиссии, либо заместитель председателя комиссии. Здесь общественные наблюдатели тоже могут оказывать определенные услуги контроля за соблюдением порядка, чтобы кто попало не брал эти материалы, не уносил и так далее. Ну, в принципе, там везде, на каждом этапе видеонаблюдения, сейчас об этом мы еще отдельно поговорим,
Поэтому здесь вопросов, как правило, не возникает. Но тем не менее, я поскольку вижу, что процентов, наверное, 60 это новые люди, чтобы потом каждому в ЦОИ в КП не объяснять, что он может делать, что не может, я на этом подробно останавливаюсь. Еще раз, приходит председатель или заместитель председателя комиссии, под роспись забирает критерии для оценивания и по акту забирает материалы для проверки. Эти материалы запечатываются и в запечатанном виде доставляются в аудиторию, где начинается проверка. Сразу оговорюсь, что и РЦОИ, и пункт, где непосредственно идет проверка, они все обеспечены видеонаблюдением. И те коллеги, которые будут работать в ситуационном центре, они имеют возможность наблюдать за этим не только онлайн, да, то есть вживую, но и офлайн, то есть через сеть интернет. И вот тут хочу еще обратить внимание на один момент. Я вот не случайно сразу поправила, да, сказав, что я не являюсь руководителем РЦОИ. Дело в том, что наша организация занимается оценкой качества, то есть не только государственной итоговой аттестации, не только ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому у нас несколько отделов, и когда начинается ЕГЭ, это не значит, что жизнь должна везде замереть. У нас был случай, когда общественный наблюдатель пытался воспрепятствовать проходу работников нашего учреждения на рабочее место, мотивируя тем, что у него нет доступа к ЕГЭ. Совершенно верно, у него нет доступа к ЕГЭ, но он к нему и выступать, скажем так, не собирался. Он идет на свое рабочее место. Поэтому здесь, наверное, тоже нам с вами нужно будет достигать какого-то консенсуса. Поэтому те, кто будет работать и осуществлять функции общественного наблюдателя непосредственно в РЦОИ, мы с вами до начала ТРИА соберемся, пройдем по учреждению, посмотрим, где и как происходит процесс сканирования, верификации, распечатки, с тем, чтобы у вас было четкое понимание, да, где есть видеонаблюдение и идет процесс обработки экзаменационных материалов, а где идет совершенно нормальный, повседневный рабочий процесс. Приемка и учет экзаменационных материалов, о которых я уже сказала, происходит в РЦОИ. Каждый работник РЦОИ, привлеченный, имеется в виду сканировщик и верификатор, это люди, которые прошли обучение, получили сертификат, имеют допуск к работе с данной техникой. Каждый из них написал согласие о обработке персональных данных, каждый из них подписал согласие и обязательства о неразглашении тех персональных данных, доступ к которым у него появился. Поэтому в данном случае к ним особо никаких вопросов не возникает, но я еще раз повторюсь, сказав, что каждый из общественных наблюдателей имеет право, простите за тавтологию, наблюдать за работой как администраторов проектов, так и верификаторов. После того, как появляются оценки, у каждого сдающего государственную итоговую аттестацию есть возможность подать апелляцию. Апелляция подается либо на нарушение порядка проведения ЕГЭ, либо на несогласие с результатами. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, да? Апелляция о несогласии с нарушением порядка – это только в пункте проведения экзамена. И только до того момента, когда ребенок вышел за пределы пункта. У нас уже был случай 2 года назад по обществознанию, когда дети сначала написали, потом решили, что вот что-то было там нарушено, и написали апелляцию, что вот организатор в аудитории ходила и громко топала каблуками, поэтому она им мешала, и вот они не согласны с тем, что ЕГЭ прошел в нормальном режиме и просят провести апелляцию. Безусловно, это имеет место быть, и это было бы принято членами ЕГЭ, если бы это было написано во время экзамена, до того, как они, я имею в виду дети, которые написали апелляцию, покинули пункт проведения экзамена. Вот это тоже, пожалуйста, имейте в виду, потому что к вам обязательно будут апеллировать, да? Обязательно будут обращаться с такого рода вопросами. Если вы сами, сидя в аудитории, считаете, что порядок нарушается, в первую очередь, конечно, нужно переговорить с руководителем ПП и с членом Государственной экзаменационной комиссии. Может быть, это не такое нарушение,
о котором нужно сразу, да, сигнализировать и бить в колокола. Может быть, это можно каким-то образом нивелировать. То есть для начала мы все пытаемся решить в пользу ребенка, в пользу сдающего. Ну вот, например, у нас был мальчик на досрочном этапе с проблемами желудочно-кишечного тракта. Ему каждые 2 часа нужно ему принимать пищу. Почему-то сочли это нарушением, что он в медицинском кабинете принимает пищу. Тем не менее, у него было разрешение врача, были подтвержденные документы, то есть данное нарушение фактически нарушением не являлось, и на этапе выяснения этот вопрос был урегулирован. Поэтому я вот призываю к тому, чтобы к этим вещам относиться с пониманием. А вот если они не согласны с результатами, они пишут апелляцию уже в РЦОИ, и на этапе проверки апелляции общественные наблюдатели тоже могут присутствовать. Они могут присутствовать при разборе работы, они могут присутствовать при работе конфликтной комиссии. Более того, мы всегда открыты, приглашаем, вы можете присутствовать и при распечатке этих работ, чтобы убедиться в том, что распечатывается именно эта работа. Ну, хотя, наверное, это лишнее, поскольку тут никаких шагов влево-вправо невозможно, но тем не менее, если есть интерес, это все можно, конечно, посмотреть. Ну и помимо этого у нас есть еще перекрестная проверка, просто для того, чтобы вы знали, что не все работы проверяются у нас в РЦОИ, часть работ проверяется в других регионах, точно так же, как и мы проверяем иногда работы из другого региона. Ну вот, собственно, все, что я хотела рассказать, но, к сожалению, не показать, да, о работе РЦОИ. Если, так даже чуть дольше я заняла ваше время, если есть ко мне какие-то вопросы об организации работы именно регионального центра обработки информации, я отвечу. Если будут вопросы возникать другие, через Гасера Чингисовича, наверное, эти вопросы можно нам переслать, да? Мы всегда на связи, но тут я все-таки постараюсь это листать. Не хочет он со мной дружить. А можно каким-то образом этот процесс ускорить и предпоследний слайд, там где наши телефоны. Значит, телефоны, это телефоны горячей линии и сотовые телефоны руководителя регионального центра обработки информации, я уже сказала, да, родная Людмила Сергеевна, эти телефоны включены круглосуточно. Звонить, поэтому по ним можно всегда. Ну, у нас уже достаточно четко отработанный алгоритм действий, как при выявлении нарушения, так и при выявлении каких-либо, ну, вот таких, да, скажем так, незапланированных форс-мажоров. Общественные наблюдатели сразу звонят своему региональному куратору, куратор связывается, ну, в зависимости от проблемы, которая возникла либо с нами, либо с органами исполнительной власти, ну и затем мы эту проблему по мере возможности решаем. Ну и вот тут все так проскочило, а у меня там в серединке был еще такой слайд, который все время показывает экс-директор Федерального центра тестирования, несколько человечков, связанные одной цепью, которые тянут в разные стороны. И выдержка из басни Крылова: когда в товарищах согласия нет, на лады дело не идет. Я хочу сказать еще раз, что у нас с вами у всех одно дело, это дело называется организационное обеспечение государственной итоговой аттестации. И хочется надеяться, что, делая это дело, мы с вами будем все-таки двигаться в одной связке. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. А чтобы вы не уснули, мы сейчас вам буквально 2 ролика покажем. Ролики, которые предварят выступление, связанное с организацией видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена. Это максимально, да? Что их нам приходили?
сфере образования Рособорнадзора. У нас своих роликов тоже очень много таких. Я сознательно не стала показывать ролик, касающийся Республики Бурятия. Ага, вот организатор, видимо, вышел и началось, да? Если вы так сделаете. Ну ладно, достаточно там зависло. К чему я показываю, что роль общественного наблюдателя на самом деле это очень ответственно и очень серьезно. 4 года назад в Республике Бурятия был такой случай, может быть, и у вас он на слуху, когда была попытка более 100 человек лишить аттестатов, в результате ограничились 15. Но вот эти 15 это было там уже просто что-то невообразимое. Там просто нельзя было закрыть глаза на такого рода нарушения. И я на 100% уверена, если бы в данном пункте проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели, это явилось бы сдерживающим фактором. На самом деле, вот все, что здесь делается таким образом, это медвежья услуга. Ребенок вместо того, чтобы готовиться к экзамену, надеется на какие-то не совсем правильные вещи и на дополнительные источники информации, пользоваться которыми нельзя. И присутствие общественного наблюдателя, как в пункте проведения экзамена, так и в региональном центре обработки информации, это гарант объективности проведения государственного экзамена, ну и в какой-то степени гарант стабильности развития системы образования, как бы высокопарно это ни звучало. Удачи нам с вами всем в предстоящей эпопее. Ну и еще раз повторюсь, что я буду рада всех вас видеть как в пунктах проведения экзамена, так и у нас в региональном центре обработки информации. Спасибо большое. Слово для приветствия предоставляется председателю комитета по надзору и контролю в сфере образования Патру Мазажаковичу. Добрый день, ребята, уважаемая Татьяна Алексеевна. Я очень рад вас приветствовать у нас в регионе. Мы очень рады тому, что федеральный центр выпускает действительно и уделяет огромное влияние на развитие корпуса общественных наблюдателей у нас в регионе. Спасибо вам большое. Ну и, ребята, я вот о чем хочу сказать. Собственно говоря, наш комитет по надзору и контролю, да, в сфере образования не исполняет перечень федеральных полномочий. И вот, когда нарушение поведения происходит, вот, удаление, там, за письменные заметки, мобильные телефоны, да, тогда, собственно, все дела нам передаются, и дальше мы начинаем работать согласно кодексу административных правонарушений, подаем материалы и, собственно, все вот эти вот карающие меры, такие очень серьезные, страшные, и, не дай бог, если кто-то касался, кто-то этого коснется. Ну, собственно, у нас такая работа. Я хочу сказать, что у нас в прошлые годы, да, у нас ситуационный центр насчитывал 10 машин. 10 машин, 10 человек, собственно, из вашего корпуса, с корпуса федеральных общественных наблюдателей, у нас находились в СИС. Да. Сейчас у нас на досрочном периоде также СИС работал, ваши ребята были, работали, дальше как скажет. В этом году мы увеличиваем количество машин в ситуационном центре и, соответственно, количество общественных наблюдателей, которые будут работать, до 30 человек. И наш министр, собственно, на совещании Рособорнадзора, итоговое совещание в Казани, недавно в Туле, он еще раз подтвердил, что Республика Бурятия увеличивает количество федеральных общественных наблюдателей, которые будут работать в ситуационном центре, до 30 человек. И здесь сразу стоит вопрос, конечно, именно в вашем профессионализме, да, и в вашем, как говорится, вашей принципиальности. Для чего мы все это делаем? Вы знаете, что президент Российской Федерации, да, указом, да, поручением, да, системе образования страны было дано задание войти в десятку лучших систем образования
образования у них. Но мы с вами этого сделать не сможем, если мы не обладаем достоверной информацией о состоянии системы образования. А состояние системы образования, это значит, в первую очередь, конечно, о состоянии успеваемости наших с вами школьников. Государственная итоговая аттестация является одной из диагностических процедур. Диагностическая процедура, вот как вы писали, пишете, знаете, в вашей школе было, не было, но я тут уже зацепили, всероссийские проверочные работы, сейчас посмотрим, да, вот так, практически во всех классах. Национальное исследование качества образования. Все идет по линии Рособорнадзора. Государственная итоговая аттестация 9 и 11 классов является такой же диагностической, независимой процедурой оценивания качества знаний учащихся. Вы понимаете, если мы с вами не настроим объективность этих процедур, но сейчас мы говорим о государственной итоговой аттестации, в частности, в формате единый государственный экзамен. Если мы с вами не настроим объективность, тогда мы с вами не сможем узнать реальную картину о состоянии успеваемости наших школьников. Если мы не будем знать достоверной картины, тогда мы не сможем принять адекватных управленческих, административных, кадровых, методических решений для того, чтобы скорректировать западающие места в успеваемости наших школьников. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу сказать, что, как Джамиля Химовна сказала об этом, и, наверное, неоднократно сегодня повторяла, на вас ложится большая ответственность. Причем вы знаете, что президент сказал, Федеральная служба по надзору под козырек исполнять, идет директива к нам, и непосредственно на местах мы с вами работаем. Непосредственно мы с вами, вы как федеральный общественный наблюдатель, являетесь основными проводниками именно вот этой государственной политики. Основной сейчас лейтмотив, как был недавно ВКС, буквально 10 дней назад, Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, он еще раз сказал, он подчеркнул, что основным лейтмотивом кампании государственной итоговой аттестации 2019 года, так же, как и был в прошлых годах, остается обеспечение объективности проведения государственной итоговой аттестации. Объективность проведения. Поэтому вы и, собственно говоря, эта идея с федеральным общественным наблюдателем, которая сейчас показала свою эффективность по стране, да, она сейчас набирает обороты. Корпус растет. У нас в регионе в этом году также корпус растет. Почему? Потому что вы понимаете, что гайки дальше закручиваются именно в плане объективности. Если ребенок пришел, я не говорю, что по процедуре там все усложняется, на самом деле те изменения в процедуре проведения ЕГЭ, которые в этом году были внесены, они не имеют принципиального характера. Здесь основным является объективность, обеспечение объективности. Поэтому вы, федеральные общественные наблюдатели, будущие, да, без 5 минут, так скажем, да, вы являетесь, вот как раз таки ваша функция именно обеспечить объективность. Поэтому здесь я вас попрошу в этом году отработать максимально эффективно, объективно, принципиально, внимательно. Я попрошу, вот я видеоролик смотрел, я сам лично неоднократно на портале смотрели, мы просматривали видео, когда позорно близко отрабатывали. Я знаю, что это такое. И понятно, что там 3,5-4 часа экзамен идет, бывает не всегда может быть так комфортно, да, смотреть в один экран. Но я вас попрошу все-таки к этому очень ответственно отнестись. И мерки, которые вы будете ставить, да, замечания, которые у вас будут, чтобы они были взвешены и предельно корректны. Потому что я хочу вас сразу настроить. Здесь, если какое-то нарушение видели, ну, оно, как правило, бывает явно. Если оно явно, тогда сразу ставим. Если там есть, если что-то там непонятно, то
взвесить все это дело. И я также хочу сказать о корректности вашей работы. Необходимо, чтобы ваша работа была корректной. Корректной в плане чего? В плане того, что когда вы заходите в ПП, присутствуете, являете документ, да, заходите, но вы знаете, что организаторы аудитории, организаторы вне аудитории, руководители ПП, да, система, технические специалисты, да, которые там присутствуют, и вы в том числе, когда присутствуете, не забывайте, что вы делаете одно общее дело. Общее дело. Не надо вступать в конфликт или накалять ситуацию, там, или что-то такое. Были такие случаи, да, конечно, мы их регулировали, но я вас попрошу в этом отношении тоже очень внимательно следить, предельно корректно. Но для этого, в первую очередь, вам необходимо на зубок изучить порядок проведения государственных выборов. На зубок. Каждый из вас должен быть профессионалом. И, собственно, мы на это очень надеемся, да, что и вот эта учеба сейчас проходит, и вы знаете, что есть порядок, вы просто его вызубрите, знаете, что вы можете делать. И каждое должностное лицо в пункте проведения экзамена, что должно делать, что обязано делать, и какие запреты существуют. Это дело первой необходимости. Поэтому, и, кстати, еще Сергей Сергеевич на досрочном этапе говорил, что федеральные общественные наблюдатели они гораздо эффективнее работают, чем региональные общественные наблюдатели. Да. И это тоже, как бы, спасибо за такой настрой, да, и мотивацию. И я вас попрошу также вот, к этому числу отнестись, да, и свою работу сделать принципиально, качественно и, самое главное, корректно. Самое главное, корректно. Ну и в этом году мы планируем, кстати, если в курсе, там все хочу сказать, что мы в этом году планируем наши выезды, да, присутствие в пункте проведения экзамена, корректировать, избрать там, да, общественных наблюдателей. Я вот такое пожелание есть, да, вот мы хотим вот, взаимодействовать для эффективности. Потому что мы, собственно, знаем все больные места, знаем, какие районы у нас проблемные, из года в год. А у нас комитет сотрудников не так много, а пункт проведения экзамена у нас в этом году 56, 59. Да. Поэтому мы не можем ответ на ответ, к сожалению, да, и призываем корпус федеральных общественных наблюдателей нам прийти на помощь. Да. И мы тогда, если мы будем как бы, так, слаженно командно работать, тогда, я думаю, вот, кампания 2019 года мы максимально эффективно завершим. И также я вот такое пожелание, да, я об этом говорил, неоднократно. Это очень бы хотелось, чтобы вы передали федеральному институту оценки качественного образования, да, Рособорнадзор за это отвечает. Модерация одобрения методов. Вот это вот, я думаю, проблема, да, потому что, видите, мы метки ставим, и они не всегда одобряются. И мы не знаем критериев одобрения этих методов. Если бы мы знали критерии одобрения этих методов, тогда мы бы, конечно, лишние всякие разные методы не ставили. Мы бы уже нацеленно работали именно согласно этим критериям. Сейчас из-за того, что этих критерий нет, и мы как бы, так, ставим, думаем, пойдет и пойдет. Вот хотелось бы все-таки чтобы это работало. Потому что мы занимаемся тоже федеральным онлайн-наблюдением. У нас федеральные ситуационные центры созданы. И в этом году также мы создали федеральный ситуационный центр по городу Москве, который будет конкурировать с Российской Федерацией на 200 рабочих мест, соответственно. И одним из направлений тоже является модерация, соответственно, наши же онлайн-наблюдатели, нашими модераторами.
Вот, и если четко, допустим, не видно что-либо на камеру, то есть просто руки, да, то такие метки, как правило, не одобряют. То есть нужно хотя бы какой-нибудь факт, который был зафиксирован на камере. Я понял. Да, с этого года ну, какая-то такая политика просто соответственно. И я вот, собственно, и сказал нашим действительно фонам, то, что нарушение должно быть явно. Потому что даже когда материал к нам придет, когда вы знаете, не знаете, но материалы у нас, если дети совершеннолетние, передаются в суды, и когда у нас идет слушание, мы, как правило, приносим диск на судебное заседание и показываем, что это явно нарушение. Если это не явно, тогда мы, как правило, за это не беремся, потому что все равно суд будет проигрывать. Поэтому, друзья, нужно явность смотреть. И причем эта явность, она, к сожалению, зависит от разрешения камеры. Потому что иногда, ну, сейчас у нас камеры вроде такие нормальные. Но в самом начале, когда я начиналось только, там пикселей было мало, и там, собственно, разрешение стало или мобильник это, или паспорт, или шоколадка, или что-то непонятное. И еще вот такое одно пожелание, да, у нас, значит, еще что-то сказать. Я насколько понял, график выездов федеральных общественных наблюдателей в районе, он будет тоже, да? Нет, в СИЦ, когда идет наблюдение аудитории, там в случайном порядке. СИЦ, смотрите, который у вас СИЦ, я не знаю, каким образом, если это федеральный СИЦ, то есть они выходят в какие-то Российского союза молодежи, и наблюдатели, которые сидят в ситуационном центре, они никогда не смотрят свой субъект. Именно поэтому они федеральные. То есть в Республику Бурятию они никогда свой смотреть не будут, будут другие. У них есть определенное задание на сайте, на портале Смотри, которые выставляют наш руководитель по онлайн-наблюдению. Как в региональном ситуационном центре вы наблюдаете свой регион, свои наблюдатели из Республики Бурятии, только в Республику Бурятию смотрят, все помните, да. И тут уже, соответственно, куратор у вас посетитель, который отвечает, все равно, как каждому органу исполнительной власти, есть человек, который занимается курированием, он, соответственно, распределяет его другим образом. Но мы с федеральной точки зрения сюда не лезем, потому что у нас это наше же обучение, наши пароли и полностью все наш контроль и наши задания, а регионально мы не сталкиваемся. Именно Российский союз молодежи. Понял, да, спасибо. Но Тимур Макарович, тут у нас получается, что нужно. То есть мы регионально можем по больным точкам сами посмотреть. Да, регионально вы самостоятельно распределяете, куда вам нужно смотреть. Мы в региональный ситуационный центр никак не касаемся. Вы нам не отчитываете, ну не вы, а региональный координатор за ребят в ситуационном центре нам никак не отчитывается за выходы и так далее. У нас это нигде не проходит, Роспотребнадзор, вы не отчитываете за ваши региональные сети. Хорошо, все понятно. Тогда, значит, в этом году мы будем смотреть, делать акценты на больные места. На больные места, и, собственно, из первых уст мы это услышали, нам добро дали, поэтому в этом году будем работать точечно. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу пожелать вам успехов в этой работе и отнестись к этой работе со всей ответственностью. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. И приглашается следующий лектор. Это специалист отдела оценки качества образования Цоя Литвиенко Елена Викторовна. Добрый день. Я хотела познакомить вас с методическими рекомендациями по организации наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году. В соответствии с пунктом 57 порядка аудитории и помещений для руководителя БП оборудуются средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять
осуществляющийся трансляцию проведения экзамена в сети интернет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. Объектами видеонаблюдения являются помещения для проведения экзаменов ПП аудитории, которые должны иметь отметку онлайн в региональной информационной системе. Штаб ПП, помещение РЦОИ, задействованное в процедурах подготовки, проведения и обработки его результатов, помещение для работы предметных и конфликтных комиссий. Для осуществления оснащения помещений ПП, РЦОИ, работы конфликтных предметных комиссий средствами видеонаблюдения используются ПАКи, программно-аппаратный комплекс, IP-камеры, средства видеонаблюдения в следующем составе. 2 камеры видеонаблюдения, крепление для камер, персональный компьютер или ноутбук при необходимости, кабель питания, мышь, источник бесперебойного питания для персонального компьютера, USB-удлинитель, оборудование для подключения к сети интернет при необходимости. ПАК, IP-камеры и иные средства видеонаблюдения должны обеспечивать сохранение видеоизображения, трансляцию видеоизображений в сети интернет, журналирование действий, которые совершаются в отношении оборудования. Конфигурация ПАК, IP-камер и иных средств видеонаблюдения должны исключать возможность подмены информации, гарантировать ее достоверность и целостность, защиту данных от несанкционированного доступа к информации. Рекомендуется выводить видеотрансляции со всех видеокамер ПП на отдельно стоящий персональный компьютер, находящийся в штабе ПП. Применять CCTV решения. Это процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений. Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях ПП и штабе ПП с соблюдением следующих требований. В каждой аудитории ПП и штабе должно быть установлено не менее 2 камер видеонаблюдения. Камеры следует устанавливать в аудитории таким образом, чтобы в образ видеокамеры, в обзор видеокамеры не попадали все участники ЕГЭ. Номер рабочих мест участников, организаторов аудитории, процесс печати экзаменационных материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов, обзор камер видеонаблюдения, при котором участники ЕГЭ видны только со спины, недопустим. Камеры видеонаблюдения следует устанавливать в штабе ПП, чтобы просматривать все помещения и входную дверь. В обзор камеры должны попадать место хранения экзаменационных материалов, сейф, станция авторизации, процесс передачи экзаменационных материалов организаторами руководителю ПП, процесс сканирования экзаменационных материалов и завершению экзамена, включая компьютер и сканер, процесс передачи экзаменационных материалов сотрудникам специализированной организации, осуществляющей перевозку экзаменационных материалов. Высота установки камер видеонаблюдения не менее 2 метров от пола. Обзор камеры не должен загораживать различные предметы мебели, например, цветы или шторы. Видеозапись должна содержать следующую информацию. Номер ПП, соответствующий номеру ПП в федеральной информационной системе, номер аудитории, соответствующий номеру аудитории, дату экзамена в соответствии с расписанием ГИА текущего года, утвержденные нормативным правовым актом, и местное время. Средства видеонаблюдения размещаются в помещениях РЦОИ, работы конфликтных комиссий и предметных комиссий с соблюдением следующих требований. Должно быть установлено также не менее 2 камер видеонаблюдения. Камеры должны быть установлены так, чтобы помещение просматривалось полностью. В обзор не должны попадать в процесс получения экзаменационных материалов в электронном виде из ПП, процесс передачи членами ГЭК или сотрудниками специализированной организации, осуществляющей перевозку экзаменационных материалов, ответственным сотрудникам РЦОИ, все места размещения и хранения экзаменационных материалов, процесс верификации, процесс сканирования экзаменационных материалов, дверь помещения, в котором хранятся материалы, путь перемещения материалов из одного помещения в другое, процесс работы предметной комиссии и процесс работы конфликтной комиссии. Обзор
Обзор камеры не должен загораживать также различные предметы. Видеозапись должна содержать следующую информацию: код ЦОИ, номер аудитории, дату, местное время. Трансляция видеозапись в помещении штаба ПП начинается не позднее 7:30 и завершается после завершения сканирования и передачи экзаменационных материалов ЦОИ или передачи всех материалов специализированной организации по доставке экзаменационных материалов или члену ГЭС, но не ранее 15:00. В день проведения экзамена из аудитории ПП организуется онлайн-трансляция хода проведения ЕГЭ. Трансляция осуществляется в режиме реального времени с 8:00 до 17:00 по местному времени или до момента завершения зачитывания организатором данных протокола о проведении экзамена в аудитории. Просмотр онлайн-трансляции производится на портале смотри.eg.ру. Доступ к порталу предоставляется ограниченному кругу людей. При низком пропускной способности канала связи видеозапись должна быть размещена на смотри.eg.ру в течение 15 календарных дней со дня проведения соответствующего экзамена. Запись видеоизображения может производиться на жесткий диск ПАК, карту памяти и регистратор для камер. В случае отсутствия подключения к сети интернет осуществляется видеозапись экзамена с последующим размещением на портале. Оборудование для осуществления видеозаписи может быть передано оператору для проведения технических работ по акту времени передачи. Трансляция на Смотри.ЕГЭ из помещения АРЦОИ, помещений работы конфликтных комиссий и предметных комиссий производится в отношении всех помещений, задействованных в процессах подготовки к проведению ГИА, обработки результатов проведения ГИА, проверки экзаменационных работ участников ГИА, организации и работы конфликтных комиссий, хранения экзаменационных материалов. Перед каждым периодом ЕГЭ проводится тестирование систем видеонаблюдения. Сроки проведения тестирования определяются Рособорнадзором. В определенные даты на портал транслируются все аудитории и штабы ПП, которые будут задействованы в соответствующий период ГИА, помещения РСОИ, помещения работы конфликтных комиссий и предметных комиссий. Исключение составляют офлайн-аудитории, перечень которых согласован Рособорнадзором. Трансляция из аудитории и штаба ПП, помещения РСОИ, помещения работы конфликтных комиссий и предметных комиссий, подключенных к внутренней системе мониторинга, производится в период с 9:00 по местному времени по 18:00 по московскому времени. Для проведения тестирования рекомендуется использовать CCTV решения. В этом случае технической возможности установки по CCTV решения в штабе использовать аналогичное решение посредством входа на портал под логином и паролем для ПП. Тестирование систем видеонаблюдения проводится в целях проведения нагрузочного тестирования на систему, проверка работоспособности обновленного программного обеспечения и обновленных функций портала, проверка работоспособности камер, в том числе проверки наличия видео и аудиозаписи на камерах, проверки корректности информации о ПП, аудиториях ПП, штабах, внесенной во внутреннюю систему мониторинга, проверка корректности ракурсов камер, проверка наличия достаточного заряда питания на блоках бесперебойного питания. Во время проведения тестирования необходимо осуществлять следующие действия. Проверка актуальности версии программного обеспечения для ПАК и CCTV решения, запуск камер видеонаблюдения, проверку наличия достаточного заряда питания на батарее, бесперебойного питания, трансляции из каждой аудитории ПП, штаба, помещения РЦОИ, соответствие ракурсов камер настоящей методической рекомендации, корректность отображения времени, часовой разницы по отношению к московскому времени, корректность отображения кодов аудитории и кодов ПП, корректность адреса ПП и его координат на карте, поставить отметки в отношении каждой аудитории о соответствии или несоответствии требованиям методических рекомендаций, в случае несоответствия указать суть проблем для последующего их устранения. В региональном
трансляции из всех аудиторий штабов УП, запланированных для проведения экзаменов в соответствующий период ГИА. Помещение РЦО и помещение для работы конфликтных и предметных комиссий на портал. Проверку наличия и содержания отметок в отношении всех аудиторий штабов УП, участвующих в тестировании. Осуществить сбор информации о выявленных несоответствиях для организации их устранения. Проверить отработку отметок и о выявленных несоответствиях, которые устранены в ходе тестирования. Проверить корректность отработки. В случае обнаружения при проведении тестирования технических сбоев при трансляции некоторых ракурсов камер, несоответствие информации о КП, аудиториях, о проведении тестирования и организовать работу по устранению выявленных недостатков в течение 5 рабочих дней со дня завершения тестирования. По завершению устранения обнаруженных в ходе тестирования нарушений необходимо подписать протокол тестирования. Во всех аудиториях КП, оснащенных средствами видеонаблюдения, должна быть размещена информация о том, что в данной аудитории будет видеонаблюдение. За один день до начала экзамена КП технический специалист совместно с руководителем КП проводит тестирование, в ходе которого необходимо включить запись видеоизображения и звука, проверить через монитор ПАК или посредством CCTV решения работу камер видеонаблюдения, проверить соответствие ракурсов камер настоящим методическим рекомендациям, убедиться, что ПАК или иные средства видеонаблюдения установлено точное местное время. За день до экзамена необходимо проверить зарядку стационарного блока бесперебойного питания или батареи питания, входящих в состав ПАК, до состояния 100% или не менее 6 часов. На средствах видеонаблюдения должно вестись журналирование действий, которое совершается в отношении оборудования в электронном виде посредством имеющихся настроек оборудования или программных средств. В акте готовности КП 01 руководитель КП делает отметку о том, что КП оборудован средством видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства к использованию указанных технических средств. В день экзамена руководитель КП дает указание техническому специалисту произвести включение режима записи в аудитории и штабе КП, проверить работоспособность средств видеонаблюдения во всех аудиториях и штабе КП. Не позднее, чем за 1 час до начала экзамена в аудитории КП, технический специалист должен убедиться, что режим записи включен и ракурс камер соответствует настоящим методическим рекомендациям. Контроль за фактом ведения видеозаписи и звукозаписи во время экзамена осуществляется организаторами в аудитории КП или помещении штаба КП посредством использования портала или CCTV решений техническим специалистом. При возникновении нештатных ситуаций в аудитории организатор или технический специалист информирует члена ГЭК о возникших проблемах. Ответственность за дальнейшие действия возлагается на члена ГЭК. Член ГЭК должен связаться с оператором, получить инструкции по проведению безотлагательных действий по восстановлению работы средств видеонаблюдения. Если в течение 15 минут после получения инструкции не удается восстановить работоспособность средств видеонаблюдения, член ГЭК по согласованию с председателем ГЭК останавливает экзамен в соответствии с пунктом 37 порядка с последующим аннулированием результатов экзамена в соответствии с пунктом 86 порядка и повторного допуска обучающихся выпускников прошлых лет к сдаче экзамена. По факту неисправного соответствия, отключения средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена член ГЭК составляет акт, который в тот же день передается председателю ГЭК. Технический специалист совместно с оператором должны произвести работу по восстановлению работоспособности средств видеонаблюдения. По окончании экзамена в аудитории руководитель КП дает указание выключить режим записи видеозаписи техническому специалисту. После окончания экзамена технический специалист обязан визуально проверить работоспособность средств видеонаблюдения во всех аудиториях КП. После окончания всех экзаменов в соответствии с расписанием ГИА технический
специалисты осуществляли включение средств видеонаблюдения по согласованию с региональным координатором. Спасибо большое, Елена Игоревна. Следующим лектором у нас выступает ведущий специалист комитета по надзору и контролю Тимур Батмутарович Зырянов. Добрый день. Меня зовут Тимур Батмутарович Зырянов. Я ведущий специалист комитета по надзору и контролю среды образования, и по совместительству я являюсь куратором СИЦ. Тут очень много было сказано слово СИЦ. СИЦ, что вообще такое из себя представляет этот СИЦ? СИЦ — это помещение, где находятся машины, компьютеры, подключенные к сети интернета. На этих машинах работаете, надеюсь, будете работать вы, определенные общественные наблюдатели на портале «Смотри ЕГЭ». И в соответствии с порядком проведения ЕГЭ вы работаете, ставите метки и наблюдаете за ходом проведения экзамена. У нас СИЦ расположен на базе Бурятского республиканского института образовательной политики. Это блок находится напротив столичного, если вы знаете, советской администрации. Какие вообще задачи перед нами стоят? Перед нами стоят задачи: первое — это обеспечение порядка проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена. Как вы уже поняли, все общественные наблюдатели у нас делятся на два типа. Первый — это онлайн общественные наблюдатели, и второй — это обычные общественные наблюдатели, которые находятся непосредственно в пункте проведения экзамена. По сравнению с обычными общественными наблюдателями, у нас у онлайн общественных наблюдателей есть преимущество. То есть общественный наблюдатель обычно, он может одновременно находиться в одной аудитории, в одном купе. То есть он приходит в один купе и одновременно может наблюдать за поведением в одной конкретной аудитории. У онлайн общественного наблюдателя максимально может наблюдать за 6 аудиториями. При этом все эти 6 аудиторий могут находиться в 6 разных пунктах проведения экзамена. Поэтому онлайн-общественное наблюдение у нас помогает охватить наибольшее количество пунктов проведения экзамена. Как вы уже поняли, основным документом, который вам нужно будет знать для является порядок проведения экзамена, в частности, вещи, которые запрещено иметь при себе лицам, которые находятся в пункте проведения экзамена. По системе наблюдения вы уже наблюдали, вам уже рассказали, то есть в каждой аудитории у нас находится 2 камеры. При этом сейчас у нас в Республике Бурятия организована печать экзаменационных материалов в аудитории. Поэтому, помимо того, что вы должны видеть как организатор всех участников, вы должны еще увидеть, чтобы на камеру попадали станции печати, где печатаются сами материалы. Помимо этого, вы можете наблюдать за Федеральным центром обработки информации и помещением, где находится у нас предметная комиссия, либо конфликтная комиссия. Все трансляции у нас начинаются в 8 утра. При этом вам необходимо быть в ситуационном центре в 9 часов. То есть в 9 часов вы приходите в СИЦ, при этом у вас, как аккредитованных общественных наблюдателей, должно быть при себе удостоверение общественного наблюдателя и удостоверение личности, чтобы сверить, что это действительно являетесь вы. Все общественное наблюдение у нас начинается в 9 утра, при этом заканчивается оно по-разному. То есть это зависит либо от продолжительности экзамена, либо от того, как закончится экзамен, как закончить ЕТИ. Например, у нас есть английский язык устный, где на одного участника у нас отводится 15 минут. И все зависит от количества участников. Либо у нас есть основные предметы, которые 3:55 проводятся.
При этом, как вы знаете, в порядке проведения есть у нас ограниченные возможности здоровья, для них у нас есть особые условия, то есть они могут сдавать экзамен с продлением, но на 1,5 часа. То есть 3:55 еще плюс 1,5 часа. И все это время мы должны с вами обеспечить видеонаблюдение за этой аудиторией. Что еще? Слайд сам показать. Вот это. На данном слайде сам портал. Для вас будут доступны 3 вкладки. Это прямой эфир, видеоархив и нарушение. Основная ваша работа будет связана с прямым эфиром. Здесь максимально вы можете наблюдать одновременно 6 аудиторий. Получается, на этой вкладке вы смотрите все эти 6 аудиторий, при этом технически вы можете ставить на паузу изображение, либо перематывать назад. Также у нас реализована функция прослушивания, то есть все аудитории, как все камеры, оснащены еще микрофоном. То есть если у вас есть какие-то сомнения, подозрения, вы можете также прослушать звук из аудитории. Если у вас есть подозрения на нарушение порядка, телефон, шпаргалка, подсказки, разговоры между участниками, разговоры организаторов и так далее, в первую очередь вы должны обратиться с этим ко мне, как куратору, участникам платформы, поднимайте руку, и по формам мы смотрим, действительно есть нарушение, нет нарушения, после этого мы ставим метки. Метки у нас бывают разных типов. Основные типы меток, получается, это телефон, посторонние разговоры, шпаргалки, подсказки и прочее. Получается, телефон — это понятно. Наличие телефона либо у участников, либо у организаторов, всех лиц, кто находится у нас в пункте проведения экзамена. Шпаргалка тоже понятно. Любые письменные записки, помимо тех материалов, которые выдаются в пункте проведения экзамена. Посторонние, то есть это лица, которые не находятся, при этом вы должны знать, что у нас находится в пункте проведения экзамена, помимо федеральных общественных наблюдателей, которые у нас отмечены специальной формой, это футболки и бейджики не обязательно. У нас могут находиться сотрудники Рособорнадзора, нашего комитета по надзору в сфере образования, также общественные наблюдатели, которые идут от школ, и сотрудники Рособорнадзора, федеральных общественных наблюдателей. Но при этом все должны быть бейджики. Если вы заметили человека, у которого нет бейджика, то вы можете поставить метку посторонние. Далее разговоры. Понятно, разговоры это между участниками, организаторами, подсказки. То же самое, если вы видите, что организатор подсказывает. При этом важно заметить, что по процедуре проведения государственной итоговой аттестации, если участник просит дополнительный бланк ответа, все данные в него вносит организатор, то есть он подходит к участнику и переносит данные в дополнительный бланк ответа при помощи участника. При этом поэтому надо быть очень внимательным. И сам камера, получается, если не видно, камера не работает, не видно участников экзамена, либо станции печати КИМ, ставится эта метка. Но, получается, перед проведением основного этапа ЕГЭ у нас проводится видеотестирование, в котором мы отрабатываем все ракурсы камер, поэтому таких меток у нас в ЕГЭ не наблюдалось. И самое такое широкое — это прочее. Под прочее у нас попадают все оставшиеся категории. Все, что не входит в это, то есть это пересадка детей, то есть дети сидели на одном месте и начали перемещаться, перемещение по аудитории, либо по пункту проведения экзамена. То есть если он выходит без сопровождения, если это видно на камеру, либо во время экзамена дети начинают перемещаться по аудитории, либо выходят, либо просто пересаживаются с одного места в другое. Вот. Во всех этих случаях ставится место прочее.
Что еще я могу сказать? При работе с этим порталом вы должны помнить, что все данные, все, что там находится, это является собственностью Рособорнадзора. Поэтому никаких съемок, использования материалов не допускается. Перед началом наблюдения вам будет выдано уведомление о запрете использования всех видеоматериалов и так далее, что вы можете, что вы не можете делать, и вы будете ознакомлены под этот код нашей личной комиссии. Ну все, есть вопросы? Если нет вопросов, спасибо, Тимур Макарович. Одна из самых, наконец-то, долгожданных, крайних лекций осталась. Практическое занятие заполнения отчетности по итогам проведения мониторинга ГИА 2019. Ну ладно, лекция по организации работы федеральных общественных наблюдателей, осуществляемых очные общественные наблюдения государственных итогов аттестации в 2019 году. Приглашаются ведущие руководители проектов Татьяна Алексеевна Маклюкова. Наша, конечно же, гордая. Что, всем еще раз привет. Мы тут с вами уже целый день, и нам было очень много прочитано нормативной базы. Это сделано не просто так, не потому что мы хотели вас слишком нагрузить, загрузить, заставить уснуть, не знаю, либо еще что-нибудь. Это сделано для того, что действительно вся информация, о которой мы проговорили, она очень важна, и без этой информации работа общественных наблюдателей не строится. Сейчас я вам расскажу по уже вашей работе как федеральных общественных наблюдателей. То есть мы соберем в один большой блок, в одну систему, чем же занимаемся лично мы на пункте из всего того, что нам рассказали. Уже показывал вам орган исполнительной власти, Министерство образования. Конечно же, наши основные документы вы должны их знать, вы должны их читать. Это действительно очень важно, потому что без знания нормативных документов вам будет очень сложно работать. Это же, конечно, федеральный закон об образовании Российской Федерации, он огромный. Вам, естественно, не нужно полностью знакомиться с системой образования Российской Федерации, если вам это не интересно, конечно. Но то, что касается ЕГЭ, почитать можно. Вот следующие два документа, эти документы читать нужно полностью. Это те документы, которые касаются порядка проведения ГИА. Это, соответственно, приказ Министерства просвещения об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Этот приказ касается полностью порядка проведения, что должно быть расположено, каким образом, что должно быть организовано, время и так далее. И непосредственно для вас, как для общественных наблюдателей, это методическая рекомендация Рособорнадзора по осуществлению общественного наблюдения. Данные методические рекомендации, они касаются всех 4 объектов наблюдения, на которые может выходить общественный наблюдатель. Общественные наблюдатели имеют право присутствовать на пунктах проведения экзамена. Это, соответственно, самое массовое и то, куда вы будете постоянно выходить. То есть то место, в которых непосредственно участники сдают экзамен, пишут его. Вторым объектом мониторинга является РЦО, или региональный центр обработки информации. В РЦО хранятся материалы и также обрабатывается часть Б ответов, так как часть А сейчас убрали, осталась одна часть Б. Вот ее проверяет компьютер, это все происходит в РЦОе. Следующим моментом мониторинга являются предметные комиссии. Предметные комиссии непосредственно уже те места, в которых проверяют развернутые ответы участников. Там собираются предметные комиссии, они утверждаются приказом Министерства образования, в данном случае у вас Республики Бурятия, и, соответственно, проверяют. И есть у нас еще конфликтные комиссии, сегодня тоже о них говорили, это те лица, те комиссии, которые рассматривают апелляции. Мы тоже сегодня остановимся на этих двух видах, хотя у вас была отдельная лекция, мы вскользь про них проговорим.
Соответственно, на все эти 4 объекта мониторинга общественный наблюдатель имеет право выходить. Объясните, пожалуйста. Кто же у нас такой общественный наблюдатель и кто может им стать? Это в первую очередь гражданин Российской Федерации. Это очень важно, потому что если вы граждане другой страны, аккредитовать вас, к сожалению, не можем, потому что это будет нарушение федерального законодательства. Почему так сделали? Да? На выборах могут наблюдать и иностранные граждане, но образование это является основным направлением государства. Соответственно, в государстве должны наблюдать граждане. Вам обязательно должно быть больше 18 лет. Вы должны быть старше 18 лет, совершеннолетние, чтобы вы могли выйти на пункты проведения экзамена. Ну и, конечно же, вы должны обязательно пройти обучение, что мы сегодня с вами делаем, и должны успешно сдать тестирование, которое мы тоже после моей лекции пройдем с вами. Если вы будете внимательно слушать, то тест он несложный, состоит из 20 вопросов. Вам нужно правильно ответить на 17 из них, чтобы войти в состав федеральных общественных наблюдателей. Вопросы они действительно несложные. Все, о чем вас спрашивает тест, соответственно, мы сейчас с вами рассмотрим. Дальше, пожалуйста. Значит, федеральные общественные наблюдатели, да, но и не только федеральные общественные наблюдатели, но и все общественные наблюдатели, они должны прийти на пункт проведения экзамена не позднее, чем за 1 час до начала экзамена. Не позднее, чем за 1 час до начала экзамена, это 9:00. В 9:01 орган исполнительной власти, член ГЭК, имеет полное право не пустить вас на пункт, потому что вы нарушаете порядок. Соответственно, до 9 мы должны явиться на пункт. Лучше приходить заранее, к 8, к 8:30, вы потом поймете почему, потому что у нас есть ряд обязанностей, которые мы должны посмотреть. Если мы придем в 9 часов, мы, соответственно, ничего не успеем. Когда мы приходим на пункты, все знают, да, что это школа, как правило, да, организованные пункты на школах. Но при этом школа – это не полностью пункт проведения экзамена. Школа – это лишь здание, где данный экзамен проводится, помещение. Пункт проведения экзамена начинается с рамок металлоискателя. Вот как только участники и вы прошли через рамки металлоискателя, тогда вы в пункте. До этого вы просто в школе. Соответственно, мы приходим до 9 утра. При себе общественный наблюдатель обязательно должен иметь документы, удостоверяющие личность. Это паспорт. С ксерокопией паспорта вас на пункт не пустят. Это должен быть оригинал. Есть только один документ, который заменяет паспорт. Это справка из УФМС о замене паспорта. При этом справка должна быть официально подписана, с вашей фотографией, с предыдущими паспортными данными и так далее. Все остальные документы, они не пройдут. И, конечно же, это удостоверение общественного наблюдателя, которое вам выдаст Министерство образования при аккредитации, также ГСР, как ваш региональный координатор. Вы уже договоритесь, каким образом вы получаете удостоверение. Обязательно это с собой 2 важных документа, которые с собой берем. Что должно быть расположено до входа в пункт проведения экзамена, то есть в школе, просто в здании. Ну, во-первых, при входе в здание должны быть вывешены списки участников, которые в данной школе зарегистрированы. Сейчас я открою их. Но вы должны понимать, что если вы пришли в 8 утра на пункт, списков может не быть, в связи с тем, что в 9:15 начинается инструктаж для организаторов, да, еще все там ходят, занимаются распечаткой и так далее. Соответственно, списков не будет. Но если это не нарушение, но если к 9 часам, когда участники непосредственно входят на пункт, тогда нету списка. Вот в 9 утра это уже является нарушением, и вы должны четко разграничивать это по времени. В какой момент является нарушением, в какой не является. Соответственно, списки. Проходим дальше в школу.
До входа в пункт проведения экзамена у нас должны быть расположены 4 аудитории. Это аудитория для сопровождающих. Так как вы все знаете, вы тоже сдавали экзамены, что когда участники приходят на пункты, с ними приходят учителя. Вот они должны их где-то ожидать, для них должна быть организована аудитория. Также аудитория для хранения личных вещей участников, так как вам уже орган исполнительной власти говорит, что на пункт с собой участники берут только документы, удостоверяющие личность, черную гелевую филярную ручку и те предметы, которые разрешены порядком проведения ЕГЭ. Соответственно, все остальное они вставляют до входа в ППФ. Также аудитория для хранения личных вещей организаторов. Под организаторами мы здесь понимаем в чистом виде организаторы, которые находятся в аудитории, организаторы вне аудитории, технические специалисты, медицинский работник, директор школы. Все эти люди оставляют свои личные вещи до входа в пункт проведения экзамена. Мобильные телефоны они при себе иметь не могут. И также у нас есть аудитория для СМИ. С этого года новым порядком проведения ЕГЭ она вынесена до входа в ППФ, потому что все прошлые годы она находилась в самом пункте. Но это действительно было не нужно, в связи с тем, что СМИ находятся на пункте только до момента печати первого КИМ на пункте проведения экзамена. В дальнейшем они покидают полностью пункт, даже не ту аудиторию, в которой уже печать началась, а полностью уходят, и на пункт они больше зайти не могут. То есть это такая кратковременная категория лиц, которые присутствуют на пункте. Можно следующий? Соответственно, когда вы пришли на пункт проведения экзамена, все это посмотрели, вы должны тоже пройти процедуру проверки документов. Все лица, которые присутствуют на пункте, они обозначены в форме ПП 007. Это список сотрудников пункта проведения экзамена, которые в этот день имеют право находиться на пункте проведения экзамена. Если вдруг кого-то из организаторов, технических специалистов, общественных наблюдателей, про них мы сейчас отдельно проговорим, в этом приказе нету, на пункт они не допускаются, так как их не внесла база. Соответственно, но если эта замена происходит, то замена не на любого организатора. Он тоже сегодня в исполнительной власти говорил, что организаторы иллюзий могут заболеть, да, мы это понимаем. Они не просто приглашаются другой организатор, с утра позвонили, прийти, пожалуйста, на пункт. Нет. Есть список резервных организаторов, они также утверждены региональным центром обработки информации, которые имеют право заменить организатора, который заболел. Общественный наблюдатель. Вам сегодня тоже про это говорили, что иногда общественный наблюдатель по каким-то либо причинам в эту форму не попадают. Это может быть техническая ошибка, это может быть ошибка того сотрудника, который вбивал вас в базу. Но что вам делать? Вы, естественно, приходите на пункт, у вас есть аккредитация, в удостоверении у вас прописано, что сегодня, 27 числа, вы находитесь в какой-нибудь лицее. Вы приходите, а в приказе вас нет. Член ГЭК вам, конечно же, говорит: извините, но вы сегодня на пункт не заходите. В данном случае мы с пункта не уходим, из здания школы, да, мы еще не в пункте. Мы обязательно звоним региональному координатору и говорим, что ПП такой-то меня не пускает, потому что меня нет в списках. В этом случае ГСР он свяжется с Министерством образования, и вы попадете на пункт, потому что у вас есть аккредитация. Если же вдруг Министерство образования по какой-либо причине отвергнет и скажет, что ГСР, давай все-таки они пойдут домой, несмотря на то, что вы аккредитованы, то он напишет нам, федеральный центр, и мы, соответственно, свяжемся с Рособорнадзором уже напрямую и вас пропустят. То есть в этом случае общественные наблюдатели на пункт допускаются. Если же вдруг вы проходите на пункт без проверки документов, это, конечно, классно, что вас, в принципе, пускают на пункты, да, вы не ошиблись, но это нарушение, потому что вы можете туда быть не аккредитованы, вы просто решили пойти с подружкой.
а вас пускают. Нет, такого не должно быть. И если вас пустили, да, вы со своей стороны ничего не нарушаете, у вас есть аккредитация, но документы не проверили, мы запишем это в отчете как нарушение. Заходим на пункты. В пункте у нас есть 5 категорий аудитории, которые организованы. Самое главное — это штаб. Штаб — это вообще сердце всего пункта. В штабе происходит вся основная организационная работа, распечатка документов, сканирование, завершение экзамена, то есть все это происходит в штабе. Все удаления, составление актов и так далее. Также у нас есть, соответственно, аудитории, в которых проводится непосредственно экзамен. Максимально на одном пункте может быть организовано 25 аудиторий. Может быть одна, но максимально 25. Также аудитории не задействованы для проведения экзамена, так как мы понимаем, что школы, не все школы стоят из 25 кабинетов, это много этажей, кабинетов. Вот все остальные кабинеты, которые не используются для экзамена, они в обязательном порядке должны быть закрыты и опечатаны. Также у нас в пункте расположена комната для общественных наблюдателей. Мы потом, я вам расскажу, как ей пользоваться и вообще зачем она нужна, и медицинский кабинет. Соответственно, когда мы пришли на пункт, в первую очередь нас должны проводить в штаб пункта проведения экзамена. На пункт мы с собой берем личные вещи, включаем мобильный телефон. Естественно, мы можем пользоваться с ней с оговоркой только в штабе пункта проведения экзамена. Соответственно, мы идем в штаб для того, чтобы оставить свои личные вещи. С этого года тоже порядок был поэтому изменен. Теперь в местах хранения личных вещей членов ГЭК, руководителя пункта, общественных наблюдателей расположены в штабе пункта проведения экзамена. В прошлом году всех общественных наблюдателей сначала отправляли в комнату для общественных наблюдателей, чтобы они там оставили свои вещи. Но с этого года так вам предложить не могут. Вы тогда говорите, что в соответствии с порядком место хранения личных вещей общественных наблюдателей расположено в штабе. Проводите меня, пожалуйста, туда. Соответственно, мы заходим в штаб. Можно следующий слайд. В штабе мы оставляем все свои личные вещи, включая мобильный телефон. Мобильный телефон мы сразу ставим на беззвучный режим. Причем желательно, чтобы это был не беззвучный с вибрацией, а он у каждого называется по-разному, тихий и так далее. Я больше не знаю вариаций на самом деле. Вот, но знаешь, что у всех по-разному. Чтобы, если вдруг вам решили позвонить, никаких лишних звуков ваш телефон не издавал. Для чего? Ну, во-первых, в штабе ведется сама работа, чтобы не отвлекал членов руководителя, и также иногда аудитории расположены близко к штабу, чтобы ваша вибрация, иногда телефоны вибрируют так, что такое ощущение, что есть какой-нибудь там. Вот, чтобы такой звук не издавал ваш телефон, соответственно, ставим на режим тихий. Также желательно сразу выкладывать под камеру в штабе, чтобы у онлайн-наблюдателя не возникало вопросов. Если вдруг у вас электронные часы, они просто электронные, с почтом, Xiaomi, еще миллион фирм сейчас делают часы умные, вы либо же оставляете их дома, либо же снимаете в штабе. Почему? На камерах видеонаблюдения непонятно, есть у вас интернет на часах, нет у вас интернета, возможно ли туда скинуть какую-либо информацию или нет. Онлайн-наблюдатель видит, что это нарушение, что у вас запрещенное средство связи. Соответственно, чтобы не было к федеральным общественным наблюдателям претензий, и чтобы, не дай бог, вас не удалили с пункта, мы, соответственно, снимаем такие часы и оставляем. Либо же дома, либо в штабе. К штабу у нас предъявляются тоже определенные требования. Соответственно, когда мы выкладываем свои личные вещи, мы смотрим штаб на наполняемость. Ну, конечно же, в штабе должно быть не менее 2 камер видеонаблюдения. Это может быть одна камера, но только в случае, если она охватывает полностью штаб пункта проведения экзамена. Как это можно проверить? Ну, в штабе это 100% всегда.
выведен отдельный монитор с камерой со всего пункта проведения экзамена. Соответственно, мы попросим технического специалиста, чтобы он нам показал штаб. И мы смотрим, все ли видно, что должно быть видно, все остальные вещи, которые должны находиться в штабе. Соответственно, камера. Также в штабе должен быть расположен сейф, либо же металлический шкаф. Он 100% должен быть виден на камере очень хорошо, потому что если он находится в слепой зоне, это является нарушением. А шкаф, он всегда должен быть закрыт и опечатан. Если шкаф закрыт, но не опечатан, опечатан, но не закрыт, то это нарушение. Ключи от сейфа всегда находятся у руководителя пункта. Соответственно, в сейфе хранятся все экзаменационные материалы. Это сейф-пакет с дисками первоначально. И после завершения экзамена не все работы сразу могут увозиться в РЦОИ. Соответственно, они тогда хранятся в сейфе. Поэтому должен быть на камерах. Также в штабе должна быть телефонная связь. Это стационарный телефон. Это тоже очень важно, потому что иногда ставят глушилки. Тогда все мобильные телефоны не работают. Но и у вас, да, есть обязанность, допустим, отчитываться региональному координатору. И у руководителей пункта, у членов ГЭК есть тоже свои обязательства перед министерством. Если вдруг случится нарушение, либо же у них какая-то форс-мажорная ситуация, они тоже должны не отчитаться. Соответственно, они это делают через стационарный телефон. Кто имеет право пользоваться стационарным телефоном, ну, исходя этого, и мобильными телефонами? Это 5 категорий лиц, которые имеют право пользоваться мобильным телефоном в пункте проведения, но, естественно, с оговоркой только в штабе пункта проведения экзамена и при необходимости. Но это мы, да, общественные наблюдатели. Общественные наблюдатели вообще не делятся на 2 категории, да, вам говорили про онлайн с присутствием. Это, да, бесспорно, но мы сейчас их делим на другие 2 категории. Это региональные наблюдатели и федеральные наблюдатели. Чем отличаются? Честно, по правам, обязанностям, ответственностям ничем. Официально, нормативно такого закрепления нету. Но все-таки одно между ними различие есть. Федеральные наблюдатели, да, то есть вы, кто вот сейчас присутствуете, вы федеральные наблюдатели. Вы выходите под эгидой Российского союза молодежи. И, соответственно, вы отчитываетесь Российскому союзу молодежи. У вас есть специальный отчет. Мы сегодня тоже его с вами рассмотрим после лекции сразу же. Региональные наблюдатели, они с Российским союзом молодежи никак не связаны. Как правило, это представители от родителей. Это либо же родители выпускников будущих лет, либо же родители тех участников, которые уже сдали ЕГЭ, им просто интересно, вот им, они там, допустим, не работают, либо у них есть свободное время, им интересно, как проходит процедура. Соответственно, они напрямую идут в Министерство образования, аккредитуются, министерство их обучает, и они выходят как общественные наблюдатели. Вы это делаете через Российский союз молодежи. Вот, соответственно, общественный наблюдатель, независимо региональный, федеральный, имеет право пользоваться мобильным телефоном, его при себе иметь, но только в штабе. Вторая категория лиц – это руководитель пункта, естественно. Руководитель пункта, он всегда один. Один человек, который носит такое звание. Соответственно, он тоже может иметь для себя мобильный телефон и использовать его в штабе. Третья категория лиц – это члены Государственной экзаменационной комиссии, члены ГЭК. Членов ГЭК на пункте может быть несколько. Это там 2, 3, 5, 6, несколько членов ГЭК. Вот все они, не какой-то один, а все те лица, которые имеют статус члена ГЭК, они могут иметь при себе мобильный телефон. Также у нас в Российском союзе молодежи есть такая категория, как федеральные эксперты. Вот федеральные эксперты, они тоже могут при себе иметь мобильный телефон, но им, как правило, присваивается статус члена ГЭК, то есть они для нас федеральные эксперты, для вас на пункте они члены ГЭК. Вот, они, соответственно, тоже имеют право иметь при себе мобильный телефон. И есть у нас 2 категории, которые могут быть на пункте, а могут не быть на пункте. То есть вот эти общественные наблюдатели,
член ГЭК и руководитель пункта, это всегда присутствует на пункте 100%. Четвертая категория – это представители органа исполнительной власти субъекта. В вашем случае это Министерство образования Республики Бурятия. Данные представители могут приехать на пункт, могут не приехать. Они могут приехать и уехать в любое время, потому что они контрольный орган по отношению к пунктам, соответственно, у них больше полномочий по приезду на пункт. Вот они, если приезжают, тоже имеют право пользоваться мобильным телефоном в штабе. И, естественно, это представители органа, представители Рособорнадзора. Рособорнадзора как федерального, и также вашего местного, и представители сейчас вам читали лекцию, и был начальник Оборнадзора Республики Бурятия. Вот эти лица, они тоже могут быть на пункте, могут не быть. Если есть, то приезжают и уезжают в любое время. Соответственно, тоже имеют право пользоваться мобильным телефоном. Вот все вот эти 5 категорий лиц, они, соответственно, имеют право пользоваться и стационарным телефоном по необходимости. Но к ним сюда еще добавляется технический специалист. Он не имеет права пользоваться мобильным телефоном, у него его нету, но стационарным ему разрешено пользоваться. Не всегда, он не может позвонить посреди экзамена просто так. Он по стационарному телефону завершает экзамен, в связи с тем, что экзамен завершается сканированием. После он звонит в ЦОИ, там все верификаторы, мы тоже сегодня рассказывали, и они должны подтвердить качество печати. Вот это делает технический специалист по завершению экзамена по стационарному телефону. Также в аудитории в штабе должны быть расположены место хранения личных вещей, да, что мы с вами уже проговаривали. Это просто будут, наверное, стулья, парты, никакого специального, там, не знаю, ширмы и так далее, просто какое-то место, куда можно положить вещи. Также обязательно должен быть принтер, персональный компьютер, в связи с тем, что экзамен завершается сканированием. Компьютер, да, нужен для него. Принтер – это резервная станция печати. Сейчас процедура проведения ЕГЭ такова, что в каждой аудитории 3 участника печатают материалы, задания. Соответственно, в каждой аудитории находится станция печати. Со станцией печати с принтером может что-либо случиться. Его чинить не будут. Сразу заменят полностью станции печати. Вот, соответственно, резервный принтер должен находиться в штабе. В связи с тем, что не могут просто принести из дома принтер. Все станции печати, на которых разрешено печатать, они зарегистрированы в Рособорнадзоре, и для каждой есть определенные диски. И если вдруг в аудитории меняют станцию печати, то все диски с экзаменационными материалами заменяют на резервные. Основной диск на резервной станции распечатать не могут. Это будет являться нарушением. Ну, вы можете об этом не узнать, да, резервный, там, не резервный, непонятно для вас будет. Но когда они печатают это, в Рособорнадзоре отражается, какая станция печатает и какой печатный диск. Соответственно, тогда оттуда уже поступит звонок, и экзамен, скорее всего, будет аннулирован из-за халатности организаторов. Также в пункте проведения экзамена должен быть сканер. Да, уже проговорила, экзамен завершается сканированием. Нужна техника, на которой сканируется. И также должен быть стол пустой, который попадает под камеры, на котором будет осуществляться приемка материалов. Приемка материалов из аудитории. Соответственно, тоже должно быть место. По всему пункту проведения экзамена, ну и, соответственно, в штабе висит информация. Во-первых, о том, что ведется видеонаблюдение, использование мобильных средств связи запрещено. И также информация, которая носит технический характер, это коды ПП, коды аудитории. Штаб всегда кодируется как 3 семерки. Для чего эта информация? Она должна быть видна на камерах. Когда смотрят онлайн-наблюдатели, они должны понимать, что же они смотрят. Конечно, в базе системы «Смотри ЕГЭ» они открывают определенные аудитории, они понимают, какая это нумерация, но вдруг произошла какая-то техническая ошибка. Поэтому на камерах всегда должна быть дана информация. Когда мы пришли, посмотрели полностью штаб, оставили свои личные вещи, нам осталось посмотреть,
оставшиеся аудитории. Давайте следующий слайд. Соответственно, мы пойдем в самый главный массовой этой аудитории, предписанной для проведения экзамена. Помним, да, что у нас их может быть на пункте 25, не более 25. Соответственно, нам нужно посмотреть самостоятельно, лично каждую аудиторию. Несмотря на то, что вы можете быть на пункте подбора, допустим, федеральных, еще 5 региональных, не знаю, и так далее, но мы смотрим лично каждую аудиторию. Соответственно, именно для этого нам необходимо прийти раньше, чтобы у нас было время, а у нас есть время только до 9 часов утра, чтобы проверить все аудитории, выявить нарушения по организации, если они будут, и чтобы их устранили. Аудитория. Ну, во-первых, перед входом в аудиторию должны быть вывешены списки участников, которые зарегистрированы именно в данную аудиторию. Но также помним, если в 8 утра придем, списков не будет. В 8:15 списков тоже не будет, потому что только начинается инструктаж для организаторов, и на этом инструктаже руководитель клуба и члены ГЭК выдают им данные списки. Но к 9 часам списки должны висеть перед входом. Точно так же камера видеонаблюдения. 2 либо же 1 камера. Как смотрим, в каждой аудитории, как правило, стоит персональный компьютер, куда выведено наблюдение с данной аудиторией. Соответственно, мы подходим к компьютеру, смотрим, все ли видно, и мы обязательно должны видеть себя. Запись должна вестись в режиме онлайн. Если мы стоим перед камерой, и в течение 5 минут мы себя не видим, стоит обратиться к руководителю пункта, потому что запись не может отставать, вестись офлайн. Запись, она даже ведется не офлайн, но в ограниченном доступе только у детей с ОВЗ, если они сидят в отдельной аудитории. То есть их вот, да, как сегодня говорили про онлайн-наблюдение, если вы придете в региональный ситуационный центр, откроете аудиторию, детей с ОВЗ вы никогда не найдете, потому что вам такой доступ закрыт. Детей с ОВЗ могут осматривать только сотрудники Рособорнадзора. По определенной вещи, да, которые обладают этим статусом. Соответственно, просто общественный наблюдатель посмотреть за ними не может. Не знаю, почему так сделано, по какой причине, но вот так. Но в аудитории с ОВЗ у них транслируется на их компьютер также в аудитории. В одной аудитории также может находиться не более 20 участников. Нет, знаете, я перепутала. 20 аудиторий в пункте, 25 участников в аудитории. Да, простите. В одной аудитории может быть зарегистрировано не более 25 участников и на пункте 20 аудиторий. Соответственно, на каждом столе должна стоять индивидуальная табличка с порядковым номером участника. Это 1А, Б, В. Нумерация, то есть А, всегда начинается от окна. Соответственно, если нумерация стоит от двери, это является нарушением. Также в аудитории вся справочная информация, которая касается не только этого предмета, а просто носит справочный характер, в связи с тем, что мы понимаем, что школы, у них всегда есть какая-то информация. Но с этого года, по новому порядку, вся справочная информация должна быть убрана или завешена. Не опираясь на то, это касается этого экзамена, либо же не касается. Если пишем русский в кабинете химии, таблицы Менделеева там висеть не должно. Точно так же вся формул, портретов и так далее. Также в аудитории должен быть компьютер, еще один персональный принтер. Они должны обязательно попадать под камеры, то есть то место, в котором будет проходить печать информационных материалов непосредственно. Также должен быть отдельный стол, пустой, он не относится к платным участникам, который попадает под камеры. На этот стол раскладывают те экзаменационные материалы, которые печатают. Тоже обязательно под камерой. В аудитории должны находиться часы. Знаете, часы — это одно из самых распространенных нарушений. Часы должны находиться в зоне видимости участника. Если часы висят по одной из стен сбоку, а я сижу на последней партии по этой стене,
какое бы зрение у меня не было, я эти часы не увижу. Иногда бывает так, что часы висят прямо передо мной, по центру, но они с вот такусеньким циферблатом из последней парты есть вариант, что я их тоже не увижу. ЕГЭ это не школа, в которой преподаватель рассаживает, кто повыше и хорошо видит назад, у кого плохое зрение и пониже вперед. Нет. Там распределяет машина, компьютер, Цой, ему все равно какого зрения, он не проверяет вас на зрение. Он рассаживает по своему какому-то языку программирования, который ему ввели. Соответственно, мы не знаем, какой участник сядет на какую парту, и для этого мы подходим к члену ВЭК, либо же руководитель пункта, а это только две категории лиц, с которыми мы взаимодействуем. Не организаторы, не технические специалисты, не медработники. Всем этим людям мы не говорим, что они нарушают порядок. Мы не даем им указания по устранению. Нет, мы не имеем на это права. Только член ВЭК и руководитель пункта. Только они решают такие вопросы, принимают решения и дают соответствующее распоряжение. Также в аудитории должна быть оформлена доска. Доска должна быть оформлена по тем показателям, по тем полям, которые есть в регистрационных бланках участников. Это сделано для того, чтобы участники, соответственно, правильно могли написать название предмета. Все, писали ЕГЭ, знают, что практически ни один предмет полностью не влезает. Там, не знаю, история какая-нибудь влезет, география уже нет, но только география. Вот, соответственно, как правильно сократить, как правильно написать код образовательной организации, как правильно указать класс, школу, пункт и так далее. Все это прописано на доске и проговаривается организаторами. Также шкафы. Знаете, очень много недопонимания в отношении шкафов. Должны быть они закрыты и опечатаны, не должны быть они опечатаны. Ну, в связи с тем, что шкафы не все возможно закрыть, но опечатать возможно все. Соответственно, если вы заходите в аудиторию, и аудитория, шкафы открыты, на них никакой печати нету, вы должны посмотреть, что находится в шкафах. Если шкафы пустые, либо, не знаю, там находится какая-то канцелярия, то шкафы могут быть открыты. Но в случае, если в шкафах есть какая-либо справочная информация, помните, что любая справочная информация, не только по тому предмету, который сдается, в этом случае шкаф 100% должен быть опечатан. Если это шкаф со стеклянными дверцами, и за ним тоже есть какая-либо справочная информация, то эти дверцы, понятно, что снимать и выносить шкаф никто не будет, но должно быть завешено. Также в аудитории должно быть расположено место для общественного наблюдателя. Тоже сегодня проговаривали. Это обычный стул, на нем либо же на спинке, либо же сверху на шкафу висит общественный наблюдатель. Все. Соответственно, мы можем тут передвигать. Иногда бывает такое, что там уборщица, может быть, подвинула, либо же сами организаторы так поставили. Вот сидите вы, и прям перед вами сидит участник. Так мы не сидим. Во-первых, это для вас некомфортно, согласитесь, что некомфортно. Во-вторых, это максимально некомфортно для участника, потому что ему в спину дышит человек, не классно. Соответственно, мы стул передвигаем. Вперед не ставим, то есть мы лицом к ним не сидим, это всегда сзади, как нам удобно, чтобы не закрывало обзор. По аудитории мы не ходим, то есть мы заходим в аудиторию в определенное время, мы сейчас до этого дойдем, и мы сидим на стуле. Мы не ходим между рядов, не заглядываем к участникам, нет. Такого мы делать не можем, только сидеть можем и наблюдать со своего стула, своего рабочего места. Соответственно, также по всему пункту таблички о том, что ведется видеонаблюдение, использование мобильных средств связи запрещено, и та кодировка, которая висит на первых рядах. На эти моменты мы все проверяем полностью все аудитории. Аудитории, которые не задействованы для проведения экзамена, они должны быть закрыты и опечатаны. Если одно из этих условий не выполняется, это нарушение, об этом мы отражаем в отчете. Если нет опечатки, либо же не закрыто, но с опечаткой, подходим к члену руководителя пункта и говорим. Также иногда аудитории и закрыты, и опечатаны, вроде бы все классно, но за дверьми находятся люди. Такого тоже не должно быть.
Иногда бывает, что приходят учителя, проверяют свои тетради, сидят, их закрывают и опечатывают, но они там сидят. Нет, это посторонние лица на пункте, они не имеют права находиться в нем, даже за закрытыми и опечатанными дверями. Соответственно, мы покажем это как нарушение и сообщим члену ГЭК и руководителю пункта. Комната медицинского работника. К этой комнате мы не предъявляем никаких требований, мы не смотрим на таблетки, на кушетки, еще на что-нибудь. Нет. Главное условие, чтобы там не было шпаргалок, мобильных телефонов и личных вещей медработников. Что делают иногда медработники? Они приносят свои личные вещи с собой, кладут их в шкаф, закрывают, печатают и говорят: ну вот. Нет, я их спрятал. Но как бы открыть шкаф и снять пломбу – дело 10 секунд. Соответственно, мы не можем оставить их личные вещи наедине с их владельцем. Мы просим их спустить вниз место хранения личных вещей организатора. Комната для общественного наблюдателя. Комната для общественного наблюдателя к ней тоже не предъявляется никаких требований. И вообще в комнате для общественного наблюдателя она должна быть, но мы там с вами не находимся. Возможно, для нас там проведут инструктаж, руководитель пункта соберет всех наблюдателей, но не больше. В этой комнате мы не можем пользоваться мобильными телефонами. Камер там нету, ничего нету. Просто посидеть, но мы пришли не сидеть на пункте. Соответственно, там мы не находимся, но она обязательно должна быть. Следующий слайд. Когда мы, соответственно, посмотрели все эти аудитории, да, все проверили, в 9 часов мы с вами спускаемся вниз с членами ГЭК, чтобы посмотреть, как проводится вход в пункт проведения экзамена, как он осуществляется. Но помню, что в пункт проведения экзамена можно зайти и выйти из него только тогда, когда мы выходим с пункта. Из рамок металлоискателя мы не выходим, всегда находимся внутри. Что происходит? В 9 часов участников начинают запускать в школу, то есть в здание, да, сначала. При этом входе у нас должны проверить документы, удостоверяющие личность участников. Обязательно. Зачем? Очень много нарушений и в этом году, и в прошлом году, и с года в год за подмену личности. Когда паспорт приносит совсем другой человек, кто приходит. Не тот человек, чей паспорт показывает. Это нарушение, таких участников на пункт не допускают. Участники с утра волнуются, переживают, у них экзамен, еще мама там говорит: не зашли в ПТУ, пойдешь, фу-фу-фу. Он еще больше переживает. И бывает, что они забывают паспорт. Что делаем? Соответственно, если паспорт забыл выпускник этого года, он приходит сопровождающий. В данном случае сопровождающий по решению члена ГЭК, он берет на себя ответственность, что именно этот человек является Ивановым Иваном Ивановичем. Тогда сопровождающий составляет акт об идентификации личности, и участник на пункт проходит без паспорта. Если же это выпускник прошлых лет, никакой сопровождающий подтвердить его личность не может. Без паспорта на пункт он не допускается. Соответственно, он либо же звонит кому-то, либо же едет сам и берет паспорт из дома. Точно так же, как для общественных наблюдателей, участники со справкой от ФМС на пункт допускаются. Когда участники прошли, они, соответственно, оставляют свои личные вещи в местах хранения, оставляют абсолютно все, да, как мы уже говорили, представители органов исполнительной власти, берут с собой только мобильный телефон, черные гелевые капиллярные ручки, те предметы, которые разрешено, линейка, транспортированный программируемый калькулятор и питание лекарства при необходимости. Ни листы регистрации, ни телефоны, ни шпаргалки, ни иные часы, ни еще что-либо они брать с собой не могут. Соответственно, начинается процедура досмотра на металлоискатель. Можете следующую фотографию? Соответственно, процедура на металлоискатель. На металлоискатель проверяет обычный организатор. Это не полиция, не член ГЭК, не общественный наблюдатель. Мы не имеем на это права. Мы только наблюдаем в пункте. Это просто организаторы, которые назначают руководителя пункта. Как правило, это организаторы из числа внеаудиторных,
в связи с тем, что аудитория, она работает с ребятами, они не могут, да, отлучаться из аудитории. А в коридоре, которые находятся, могут осуществить досмотр. Если на камере висит какой-то запрещенный предмет, да, мобильный телефон, все об этом понимают, участника разворачивают, он идет, кладет снова свои личные вещи в мобильный телефон, либо включен на другое средство связи и проходит снова на металлоискатель. В случае, если уже все понимают, что у него есть именно запрещенное средство связи, что это у него не пуговки висят и так далее, да, не всегда, кстати, металлоискатели звенят на пуговки, ну, и там на другие предметы цепочки. От чего это зависит? От той частоты, которую восстанавливают в пункте проведения. Если металлоискатель настроен только на определенную холму, только и словит. Если они там повышают холму, то он реагирует на все металлические предметы. На ступинаторы в туфлях, на цепочки, на косточки, на ремни и так далее. Но на ремни, кстати, звенят везде, потому что ремень, бляшка, там слишком много металла. Так вот, если все понимают, что это запрещенный предмет, член ГЭК по своему решению может принять и составить акт о недопуске участника в пункт проведения экзамена. Соответственно, этот участник в этот день на пункт не зайдет, и экзамен он писать не будет из-за запрещенного следствия связи. Могу вам сразу честно сказать, знаете, я в проекте работаю 5 лет, такого акта не видела ни разу. Что делает организатор? Как правило, они пропускают такого участника, при этом проговаривая, что вы берете на себя полную ответственность за наличие запрещенных средств связи, в случае, если они будут обнаружены в пункте, вы будете с него удалены. Так они поступают. Но вообще знаете, что может составить акт о недопуске участия. Все территории, соответственно, проходят. Что происходит дальше? Дальше может быть два вида развития событий. Один из них я видела только один раз в своей жизни, я немножко так смутилась, когда я его увидела, поэтому теперь о нем всем рассказываю, не знаю, как у вас проходит экзамен в этом плане. Но первый, самый распространенный, когда всех участников разводят по аудиториям. По аудиториям, в которой они зарегистрированы. Это самый распространенный способ. Также приходят еще раз проверяют документы, удостоверяющие личность, и организаторы рассаживают их на те места, в которые они зарегистрированы. Второй способ, он менее распространен. Это когда участникам разрешают немножечко по пункту погулять. Они их не заводят в аудитории. Погулять это не значит, что они ходят самостоятельно в хаотичном там порядке, но и также не значит, что их водят за руку от кабинета к кабинету. Участники должны находиться в видимости организаторов извне аудитории. Соответственно, если, допустим, участник идет в уборную, а уборная следующая дверка от аудитории, его за руку никто не поведет, в кабинку не запрет. Нет, он должен находиться в поле видимости. Если же участнику нужно зайти в зал, спуститься на другой этаж, тогда да, его полностью сопровождает от начала до конца. Ну и возвращает, соответственно. Если же я его вижу, то я его за руку водить не буду. Ну не мы, да, не я, а организатор, не аудитория. А можно следующий слайд? Соответственно, в 9:40 ответственный организатор из аудитории, он получает сейф-пакеты с дисками в составе пункта проведения экзамена. Да, я сказала ответственный организатор. В каждой аудитории должно находиться не менее 2 организаторов. Один ответственный, второй просто вместе с организатором. Чем отличается? Полномочия у них одни и те же, они занимаются одним и тем же, но при этом ответственный организатор, он просто заполняет все документы и протоколы. Ответственного организатора назначает руководитель пункта самостоятельно. То есть ЦОИ автоматически распределяет, какой организатор с кем, в какой аудитории находится, но ответственно назначает руководитель пункта. Вот этот ответственный получает сейф-пакеты. Как мы уже говорили, сейф-пакеты есть по 5 заданий на диске и по 15 заданий на диске, и проходит свою аудиторию. Есть еще с этого года, ну, возможно, в следующие годы это будет распространенная уже процедура, 8 субъектов вошли в тестовый режим, и
Сейчас диски не привозятся, а материал получается через интернет. Когда не получается через интернет, технический специалист, который в определенное время заходит в определенный какой-то портал защищенный и скачивает экзаменационные материалы на флешку. И тогда, соответственно, с флешкой в них входит в аудиторию. Ничего организатору не выдается. Но у вас еще покажут вам CCF-пакет. Общественные наблюдатели в аудиторию заходят в 9:45. Мы должны быть в аудитории. В одной аудитории может находиться не более одного общественного наблюдателя. Неважно, региональный, федеральный, помню, да, что статус общественный наблюдатель. Соответственно, только один на аудиторию. Не менее 2 организаторов. Почему не менее? Их в один момент может стать 3, например. Какой-то случай, ну, самый распространенный, да, организаторы тоже люди, им нужно там выйти, поесть, в туалет и так далее. При выходе организатора из аудитории он приглашает организатора извне аудитории, тот заходит, их становится 3, и только тогда организатор покидает аудиторию. То есть 2 всегда должно находиться, поэтому не менее. Если было бы просто 2, то когда их становилось 3 при замене, это было бы уже нарушение. Но общественный наблюдатель всегда только 1. Если же 20 аудиторий в пункте, но 20 наблюдателей никогда не приходит. Соответственно, вы перед началом экзамена распределяетесь общественными наблюдателями, кто в какую аудиторию пойдет. Если аудитории больше, чем общественных наблюдателей, то вы отлично рассаживаетесь по аудиториям, у каждого своя, конфликта не возникает. Бывают случаи, когда наблюдателей больше, чем аудитории. В этом случае мы заранее с общественными наблюдателями другими проговариваем, кто в какую аудиторию идет и в какое время. Так как общественный наблюдатель может меняться аудиториями, может заходить в любую аудиторию. Единственное, что он не может делать, это возвращаться в ту же аудиторию, с которой он вышел. Если вы посидели в одной аудитории, вернуться туда же вы уже все не можете. В любую другую пустую без наблюдателя, пожалуйста, проходите. Соответственно, в 9:45 проходите в аудиторию. В 9:50, да, не ранее, не позднее, как уже говорила Вик, начинается первый инструктаж. Первый инструктаж, он очень чисто технический характер, а можно следующий слайд. Там рассказывают, что сегодня такое-то число, проводим такой-то экзамен, вы при себе можете иметь то-то, то-то, результаты вы получите тогда-то, тогда-то, и на этом инструктаже рассказывают про апелляции. Сегодня тоже была посвящена лекция, по-моему, да, у вас прям отдельная по апелляциям, по работе конфликтных комиссий. Соответственно, есть 2 вида апелляций. Апелляция, самая распространенная, несогласие с выставленными баллами. Она подается участникам в течение 2 рабочих дней после объявления результатов. Подается в орган исполнительной власти субъекта. У вас, да, в нашем случае, Министерство образования Республики Бурятия. Соответственно, в течение 3 рабочих дней в Министерстве это обработает и соберется конфликтная комиссия. На конфликтной комиссии может быть балл как уменьшен, увеличен и также оставлен без изменения. И второй вид апелляции – это апелляция на порядок проведения государственной итоговой аттестации. Данный вид апелляции, он подается непосредственно участникам в день проведения экзамена, не выходя из пункта проведения экзамена. Если участник, допустим, писал экзамен, сдал работу, вышел такой из пункта, посовещался со своим сопровождающим, маме позвонил и решил, что ему что-то мешало, и это помешало ему написать на более высший балл, да, хотя еще результатов нет, но он так посчитал, и решил вернуться обратно написать апелляцию. В данном случае апелляция у него принята не будет. Ну, скажут, извините, поезд ушел. Если вдруг участник ЕГЭ пишет экзамен, ему там что-либо помешало, он захотел написать апелляцию, он там приснился сон, что нужно написать апелляцию, то он выходит из аудитории. Апелляция пишется в пункте проведения экзамена в штабе, член ЕГЭ. Соответственно, он пишет на порядок. Это может быть апелляция любого характера.
Было открыто окно, громко ехала машина, которая мне помешала. Ко мне домогался общественный наблюдатель в уборной. Полы скрипели, дверцы скрипели, кто-то громко кашлянул, ну, все что угодно. В этом случае член Г принимает либо же отклоняет апелляцию, но, как правило, спорить не будут, и, соответственно, по решению члена Г его работа будет аннулирована с этого экзамена, и данный участник идет переписывать экзамен в резервный день этого срока. Ему дают еще одну попытку написать экзамен, чтобы ему уже ничего не мешало, и чтобы он получил свои законные баллы. Соответственно, когда инструктаж закончился, все сидим, ждем 10 часов. Не ранее 10:00, если это 9:59, 59, это будет нарушение. Только в 10:00 начинается второй инструктаж, и он носит уже предметный характер. Соответственно, вскрывается сейф пакет с дисками, диск вставляют в компьютер, в дисковод, приходит член Г. Тоже есть категория членов Г, которые имеют статус ответственный член Г. Чем они отличаются? У ответственных членов Г есть ключ, токен к дискам, к печати. Соответственно, в аудиторию приходит член Г и технический специалист и запускают печать. В связи с тем, что мы помним, что участники могут опоздать, распечатывается то количество бланков, сколько сейчас участников находится в аудитории. Если в аудитории зарегистрировано 25 участников, а пришло только 23, мы распечатаем 23 кима. Остальные, если они опоздают, допустят дополнительную печать, но только после того, как распечатаются все, которые запустили. Соответственно, идет печать. Организаторы проверяют качество печати, но каждый бланк они не смотрят. Они смотрят на количество листов и качество печати по последнему листу проверяют. Эти материалы распечатаны, раскладываются на ту пустую парку, которая должна попадать под камеры. Когда полностью кимы напечатаны, их в хаотичном порядке передают участникам. Участники еще раз проверяют качество печати уже всех страниц, в связи с тем, что когда привозили в конверт задания, да, это были типографские бланки, цветные, такие красивые. Сейчас это все черно-белое и односторонние еще. То, соответственно, уже тогда были какие-то замечания от специализированной техники. Здесь мы понимаем, что техника школьная может быть что угодно. Соответственно, если вдруг у участника какие-либо помарки, допустим, в КИМе, он об этом говорит организаторам, да, приглашается член Г, и такому участнику заменяется полностью КИМ. Не только тот листочек, тот бланк, на который испортен, а полностью экзаменационный материал, экзаменационный комплект. Если зарегистрировано 25 участников, да, вот явилось 23, дополнительный комплект ему будут печатать не с этого диска, который остался, а с резервного диска, потому что с основного не могут. Вот. Соответственно, участники получили, и начинается процедура заполнения бланка. Еще по печати вам уже говорили тоже, максимальная печать КИМов может длиться 40 минут. Если она идет более чем 40 минут, это уже является нарушением. Но в данном случае, естественно, вы ничего сделать не можете, как вообще в любой другой ситуации. Вы только наблюдаете, но члены ГРЭК звонят на горячую линию Роскомнадзора, и тогда становится вопрос либо же об аннулировании экзамена, и тогда полностью, либо же аудитория, либо же пункт, да, смотря какая проблема со станцией печати, будет переписывать в резервный день. Либо же они как-то этот вопрос решают, и тогда, соответственно, экзамен начнется, но позже, чем в других аудиториях. Организаторы, соответственно, начинают второй инструктаж по заполнению бланка, то есть проговаривают всю ту информацию, которая указана на доске. Когда все участники заполнили информацию, объявляется о начале экзамена. То есть, да, мы понимаем, что начало экзамена это не 10:00, а с того момента, когда распечатаны все бланки регистрации, заполнены бланки регистрации, бланки ответов и так далее. Для опоздавших участников отдельный инструктаж не производится. То есть еще раз его на камеру также не озвучивают. Они это отрабатывают отдельно с каждым участником опоздавшим. Когда экзамен начинается, организатор, соответственно, прописывает на доске время начала и время окончания мониторинга. Тоже обязательно сравнивайте данные вещи
В этом году в Центральном федеральном округе на досрочном периоде организаторы продлили участникам экзамена 30 минут. То есть там экзамен шел 3 часа ровно, они посчитали на 3:30. И заметили это за 15 минут до окончания по тому времени, которое они просчитали. Я не знаю, как разрешилась данная ситуация, каким образом они уладили вопрос с Рособорнадзором. Экзамен данной аудитории не аннулировали, но по порядку, по правилам, это была бы аннуляция, аннулирование результатов всех участников. Почему? Из-за халатности организаторов. Соответственно, мы просчитываем у себя в уме, во сколько должен быть закончен экзамен. Если вы понимаете, что организаторы неправильно поставили время, лучше данную ситуацию сразу сообщить, тогда мы выходим из аудитории и говорим членам как руководителю пункта. Конечно, вернуться мы уже не сможем, все, к сожалению, но при этом мы устраним нарушение, да, такое глобальное, как аннулирование результатов участников. У нас есть дети с ОВЗ, да, они тоже пишут экзамены. Для детей с ОВЗ экзамен продлевается по устным и иностранным языкам на 30 минут, по письменным предметам на 1,5 часа. Есть случаи, когда участники с ОВЗ сидят вместе с обычными участниками в одной аудитории. У меня такое было, я когда была в Калининградской области, там очень много детей с ОВЗ, у которых сахарный диабет. Эти дети никак не отличаются внешне, по умственному. Они просто в определенное время ходят себе инсулин. Все. Это их единственное отличие. Соответственно, они сидели вместе с обычными детьми. В этом случае организатор проговаривает, что для них есть такая возможность, и указывает 2 времени окончания на доске. Общественный наблюдатель в одной аудитории должен находиться не менее 1 часа. То есть, если вы зашли с утра, вот до 11 первый заход, вы должны 100% подсидеть. Посмотреть полностью инструктаж, распечатку, ну и немножко наблюдать за участниками. Если нам классно, нам нравится, мы можем сидеть там и дальше. Но минимум час обязательно каждый должен сидеть. Если, допустим, мы выходим, да, из аудитории, что можем делать дальше? Ну, во-первых, сразу же идем в штаб, отпишемся региональному координатору СТР, как у вас обстановка. Вообще на пункте есть ли нарушения, замечания, либо же все хорошо, чтобы он владел информацией, что вообще с вами происходит. Соответственно, дальше мы можем наблюдать в штабе по камерам, ну, за другими аудиториями, да. Но если мы смотрим по камерам в штабе, пожалуйста, мы не сидим с телефоном в контакте, да, там иногда поднимаем голову. На камерах все очень четко видно, чем вы занимаетесь. Если камера хорошая, видно вплоть до того, в каких мессенджерах вы сидите. Соответственно, мы пришли не сидеть ВКонтакте на пункт, а наблюдать, поэтому ни маме, ни подружке мы не звоним и говорим: ой, а ты знаешь, где я сейчас? Ну, сейчас тебе расскажу. Вот, мы так не делаем. Еще мы не звоним и говорим: ой, ты знаешь, и тут удаляют еще знакомого, хорошо, через знакомого и так далее. Такого тоже не должно быть. Конфликта интересов на пунктах тоже не должно быть. Если, допустим, у вас ваши родственники пишут экзамен в этом пункте, в этот день, вообще в этот период, мы в эту школу не идем, мы не записываемся, мы не вызываем подозрения. Соответственно, можем в штабе наблюдать, можем пойти в любую другую аудиторию, в которой нет наблюдателя, можем пойти в медицинский кабинет, посмотреть, да, иногда прям какая-то толпа, все становится плохо, все идут в кабинет, а там и шпаргал, и телефоны, и все для них уже готово. Вот, соответственно, можем там посмотреть, и можем заходить в уборную, но мальчики идут только к мальчикам, девочки только к девочкам, меняться нельзя. Но помню, что уборная — это очень такое щепетильное место, да, говорила, что действительно были реальные случаи, когда участники писали апелляции о том, что на них домогался общественный наблюдатель. В уборной, конечно. Естественно, мы будем отстаивать вашу позицию, но вы должны понимать, в уборных камер нету, ничего нет, есть только вы, ваше честное слово и честное слово участника, который очень честный, да. Соответственно, чтобы не было каких-то таких ситуаций, каких-то заглядов, ну, как правило, как делала я, да, с уборкой. Понятно, что в уборных очень много иногда происходит нарушений, да, шпаргалок и так далее. Я просто заходила помыть руки. Ну, просто вот как в бараке, мне никто не запрещает мыть руки, заходить в туалеты, но к ним, естественно, я не лезу. Что делаем, если видим в туалете нарушение? Что можем увидеть в уборной? Ну,
во-первых, это много шпаргалок, да? Прям заходим, и там по всем стенам формулы висят, штуковины еще. А при частной шпаргалке и ученика доказать максимально сложно. Почерковедческую экспертизу никто проводить не будет. Отпечатки пальцев снимать у всего пункта и сравнивать с бумажками тоже не будет. В этом случае мы приглашаем члена ГЭК, либо же руководителя пункта, но они просто изымут бумажки данные, тоже ставят свои акты, и мы у себя напишем в отчете, что в уборных находился справочный материал. Понятно, без причастности к лицам удаления никакого не будет, потому что доказать мы не можем факт. Если же мы заходим в уборную и, допустим, видим, что там участник разговаривает по телефону, и он вообще один в уборной находится, что мы делаем? Если нам очень сильно с вами повезет, то мы, допустим, выходим из уборной и сразу же идет член ГЭК. Да, это нам сложно. Мы приглашаем члена ГЭК. Тогда член ГЭК данного участника пригласит в штаб пункта и в штабе попросит показать мобильный телефон на камеру. Так как все удаления, которые происходят, должны быть зафиксированы, все нарушения должны быть зафиксированы на камеру. Но мы понимаем, да, что не каждый участник сознается, что у него есть мобильный телефон. Соответственно, если участник говорит, что нет, ничего не знаю, член ГЭК в этом случае может принять решение о проверке участника на металлоискателе, если есть такая возможность на перекрестном штабе. Но вы должны знать, что это решение, оно не обязательное. В порядке нет четкой инструкции, что обязательно проверка на металлоискателе. Нет. По решению члена ГЭК. Соответственно, если принимает такое решение, проверяет металлоискатель, если винит, удаляет. Работа участника аннулируется без права передачи в этом году. Если же член ГЭК такое решение не принимает, а участник не сознается, то, соответственно, к сожалению, участник идет продолжать писать работу в аудитории. Очень умные участники, они приходят в аудиторию, тут же сдают работу. То есть, чтобы получить хоть какой-то балл, там, если это основные предметы, получить эти статы уже не важно, лишь бы не удалили. Особо, давайте назовем особо умные, которые подумали, что они принесли мобильный телефон, обманули члена ГЭК, и вообще все классно, они достают эти телефоны в аудитории, потому что думают, что уже им ничего не грозит. И в этом случае зависит либо же организатор, да, в аудитории, либо же онлайн-наблюдатели 100%, тогда удалят данные. Если участник зашел, работу не сдал, и он все-таки забоялся, но продолжает писать, он тогда его не достает, соответственно, участник допишет до конца экзамена, сдаст работу и получит свои баллы, потому что доказать мы не можем. Если же, допустим, члена ГЭК мы не застали, а участник уже ушел из упора, нам нужно было постараться запомнить, во-первых, этого участника, чтобы мы потом пройдем по аудиториям и, скажем, подойдем уже к члену ГЭК предмета, что вот в 5-й аудитории на месте 3А есть подозрение, что у участника есть мобильный телефон. Из аудитории в штаб выводить его не будут, и за ним будут наблюдать. То есть пока не спалится за камеру. Другого варианта нет. Все должно быть зафиксировано, причем на камеру должно быть четко видно, что это мобильный телефон. Если есть подозрение, что, не знаю, просто лазит постоянно по карманам, смотрит вниз под парту, просто Проднадзор нам сказал, что это не является доказательством, что участник есть запрещенный средства связи. Соответственно, четко должно быть видно, что он мобильный. Таким образом, у нас проходит с вами полностью весь экзамен. То есть мы наблюдаем в аудиториях, по коридорам, как сопровождают участников, помня, что за руку никто не ходит, а просто в ходе видимости организаторов должны быть. Еще по выходам, очень много вопросов иногда на обучении задают, сразу хочу пояснить. По количеству выходов участника из аудитории, по количеству человек, которые выпускаются из аудитории одновременно, четкого порядка нету, это решает орган исполнительной власти субъекта, то есть своим локальным документом, своим приказом, распоряжением, разговаривая в обучении с организаторами, там говорят, что выходит только по одному, выходит один мальчик, другая девочка. Но это все решает на месте. Поэтому если у вас как-то какая-то система будет, то это не значит, что это нарушение, это значит, что у вас вперед АКИ. Так проходит наш весь экзамен. За 5 минут и за 30 минут до окончания экзамена организаторы в аудитории объявляют о том, что экзамен завершается.
Соответственно, мы можем подойти к любой аудитории. В связи с тем, что мы были в аудитории, да, мы примерно знаем, в какое время заканчивается. Экзамен на всех аудиториях, если не было форс-мажорной ситуации с станцией печати, заканчивается с разницей в 5-10 минут, не больше. Можем подойти к любой и послушать, говорят ли об этом организаторы. Как экзамен завершается? Когда время вышло, соответственно, все участники должны обязательно отложить свои ручки. Если вдруг участник будет продолжать писать экзамен после объявления его завершения, работа будет аннулирована. У нас такой прецедент был в прошлом году на досрочном периоде в Центральном федеральном округе. Девочка 1,5 минуты дописывала экзамен. Работа была аннулирована. Она бы так не получила, не знаю, 1 балл, 3 балла. Я не думаю, что за 1,5 минуты можно написать вообще многое. Она бы там получила на балл меньше, а так она лишилась полностью всей своей работы. Знаете, как говорю, лучше бы тебя удалили, потому что это, наверное, не так обидно. Ну, ты хотя бы понимаешь, что ты нарушаешь порядок. А так, ты вроде бы нарушил, но ничего плохого не сделал, а просто писал свою работу. Вот. И поэтому организаторы должны часто следить за этим. Соответственно, все отложили свои ручки, а организаторы у оставшихся участников собирают работу. Все работы запаковываются. Возвратно-доставочные пакеты. Каким образом запаковываются? Отдельные черновики, отдельно бланки ответов номер 1, бланки ответов номер 2 включая дополнительные бланки ответов номер 2, задания и бланки регистрации. Это все в отдельном конверте лежит. Ответственный организатор заполняет все протоколы, соответственно. Все протоколы зачитываются на камеру в аудитории. Возвратно-доставочный пакет на самом деле это просто такие конверты. Даже протоколы, они пропечатаны сверху. Ну, кто был наблюдателем, он, наверное, видел, знает, да и даже, возможно, участники видели, как они выглядят. Соответственно, конверты заклеивают, снимают клейкую ленту, демонстрируют на камеру. Только после объявления о завершении экзамена можно вытащить диск из дисковода. Если вдруг инстанция печати диск вытащит раньше, у Рособорнадзора это тут же отражается, поскольку диск засунули, поскольку его вытащили, завершили, это будет являться нарушением. Только после завершения экзамена можно вытащить диск. Соответственно, его тоже запечатывают отдельно в тот же сейф-пакет, который принесли. И это все идет в штаб. В штабе члены руководителей пункта принимают материал на том столе, который должен находиться на камерах. Они, соответственно, вскрывают все эти пакеты, которые им дают. Они пересчитывают еще раз, сверяют со всеми протоколами и цифрами, которые указал ответственный организатор, и отдают на сканирование. Текст специалист сканирует. Работая после завершения всего сканирования, звонит в ЦОИ о приемке материалов. Если верификатор подтверждает качество печати, соответственно, экзамен объявляется завершенным, и уже все материалы запаковываются в возвратно-доставочный пакет, такие большие, белые. Вот, пишут все протоколы и отправляются в этот же день в ЦОИ, либо же, как уже говорила, можно провести на следующий день, либо же с следующим экзаменом, когда они кладутся в сейф. Если верификатор отклоняет качество печати, потому что не понравилось, там не видно штрих-кода в программе, то в этом случае техспециалист проводит еще раз сканирование полностью пункта. Снова звонит, подтверждает и подтверждает. Общественный наблюдатель на пункте должен находиться до конца экзамена. То есть это прям идеальный вариант, идеальное наблюдение, чтобы вы сканирование завершилось, вы сдаете отчеты, да, сегодня про один уже разговаривали, это форма 18 МАШ, машинопечатный экземпляр, поэтому МАШ называется, его также сканируют. Этот отчет вы заполняете только черной гелевой капиллярной ручкой, да, в связи с тем, что сканирует, машина другие не читает. И тогда покидаете пункт. Если, ну мы все люди понимаем, да, по методическим рекомендациям, общественный наблюдатель должен находиться на пункте не менее 50% от общего времени экзамена. Да, но мы понимаем, что 50% мы считаем не с 8 утра, когда мы пришли, а только чистый экзамен. То есть где-то час-два мы 100% всегда на пункте находимся, да, до 12-14 часов. Соответственно, если раньше нужно уйти, да, вы не можете сидеть сканировать, у вас нужны пары, экзамены, еще какая-нибудь штука. Обязательно согласовывать с КСРом как региональным координатором. Если он вам дает добро на то, чтобы вы покинули раньше, тогда вы покидаете. Если нет, то вы сидите до конца. Вот. Соответственно, все материалы гостя вы тоже уходите. Можно презентацию закрыть и открыть?
Соответственно, на пункте вы еще заполняете один отчет федерального общественного наблюдателя. Это отчет разработан Российским союзом молодежи, утвержденный с Роскомнадзором. Данный отчет с этого года вам повезло, вы заполняете в электронном виде. Этот отчет будет у вас специальная ссылка, вам из линк.СС, соответственно, перед экзаменом, перед началом экзамена вы будете заходить на специальную табличку и заполнять туда данные. Друзья, чтобы заполнить данный отчет, и чтобы вы могли в дальнейшем редактировать, вам будет необходимо создать почту gmail.com. Если у кого-то она есть, то вы ее используете. Если нет, для этого дела, пожалуйста, создайте на Gmail электронную почту для сдачи отчетности. Почта регается недолго, поэтому, надеюсь, у всех продвинутой молодежи Республики Бурятия проблем не возникнет. Вот. А можно еще наверх? Так выглядит, соответственно, отчет. Ну, мы тут отчет печатаем, да, виде выглядел. Но все те поля, которые мы сейчас с вами проговорим, да, которые здесь указаны, все их заполняют, соответственно, в электронном виде. Номер пункта проведения экзамена, то есть код ППЭ, да, откуда берем код ППЭ? Когда вы идете на пункт, у вас в удостоверении уже прописан код пункта. Это самое простое, да, что можно посмотреть в своем удостоверении. Второе, помню, что по всему пункту проведения экзамена висит справочная информация с номером пункта. Там можно посмотреть. Если вдруг вы вообще уже не знаете, куда вам можно посмотреть, можно всегда обратиться к члену ГЭК руководителя пункта и попросить, чтобы вам сказали номер пункта. Да, записываем. Фамилия, имя, отчество пишите, пожалуйста, правильно. Сейчас на досрочном периоде мы выявили, что некоторые люди неправильно пишут свои имена, а потом мы не можем понять, с какого они субъекта и откуда они вообще у нас здесь. Если у вас есть мягкий знак, выглядит твердый знак, не знаю, 2 буквы гласные, 2 согласные, пишите, пожалуйста. Соответственно, вы обвинителя ПДЖ Иванов Иван Иванович. Регион проведения мониторинга. Но сейчас у вас будет всплывающий список, мы попытались упростить еще вам эту задачу. Вы, соответственно, всегда выбираете Республика Бурятия. У вас всегда будет регион, неважно, в каком муниципальном образовании вы наблюдаете, да, в Улан-Удэ или в других, к сожалению, других не знаю. Всегда это будет Республика Бурятия как субъект Российской Федерации. Дальше, соответственно, вы выбираете, какой мониторинг, каких процедур осуществлен. Это есть ЕГЭ, да, единый государственный экзамен, ОГЭ, общий государственный экзамен, основной государственный экзамен 9 класс и ГВЭ, государственный выпускной экзамен. Форма ГВЭ, она выбирается участниками с ограниченными возможностями здоровья. ГВЭ может быть как на 9, так и на 11 классе. ГВЭ проводится в день основных экзаменов, то есть ЕГЭ и ОГЭ, и проводится на одном пункте. Это просто другой тип заданий. Соответственно, если у вас на пункте есть и ЕГЭ, и ГВЭ, вы ставите 2, и ЕГЭ, и ГВЭ. Вот. Если тут одно, то выбираете одно. Наименование пункта – это наименование школы, в которой вы наблюдаете. Вот здесь нужно быть внимательным. Мы пишем не просто, что это школа номер 3, а мы пишем со всеми сокращениями. ГБО нету, МБОУ, СОЖ, МГАУ и так далее. Эту аббревиатуру, номер школы и обязательно пишем муниципальное образование, в котором оно расположено. Село Петушки, город Улан-Удэ и так далее. Если это школа с углубленным изучением отдельных предметов, либо же английского языка, то мы также прописываем. Школа номер 5 с отдельным изучением, с углубленным изучением английского языка, там имени кого-то. И где она расположена. Ну, официальное название школы. ФИО руководителя пункта. Помню, что руководитель пункта всегда один. ФИО руководителя у вас есть в форме 18 сзади. Также вообще вот, все лица, которые находятся на пункте, за исключением участников, должны находиться с бейджами. Вы тоже ходите с бейджами. У нас у Российского союза молодежи есть раздаточный материал. Это наши футболки. Вот смотрите, девочки, мальчики у нас на нашем семинаре, наши помощники, организаторы, они ходили уже в таких футболочках. На некоторых вот указан корпус общественных наблюдателей, у некоторых федеральный общественный наблюдатель, да, в зависимости от годов футболочек. Вот, соответственно, у вас тоже будет футболочка, рабочая тетрадка и бейджик. Вот тогда, соответственно, берете свой бейджик, подписываете свою фамилию и тоже передвигаете по пункту с бейджем.
Если вдруг вы забудете бейдж, на каждом пункте должны быть подготовлены бейджи для общественных наблюдателей. Вы тогда берете там. Но он уже будет просто не такой красивый, как у нас, и там будет написано «Общественный наблюдатель» без вашего имени, отчества и так далее. Все члены РЕК, руководители пункта, общественный наблюдатель, СМИ, организаторы с бейджем. Соответственно, ФИО руководителя пункта пишет ФИО членов ГЭК. Под ФИО членов ГЭК мы уже берем форму ПП номер 7, список сотрудников, и оттуда переписываем всех членов ГЭК. Эти поля можно заполнять как с инициалами, так и прописывать имена полностью. Мы не предъявляем требований, как для вас удобно. Но если это электронный вид, да, раньше, допустим, если 5 членов ГЭК вручную не всегда влезало. Соответственно, писать с инициалами, но в электронном печатать ему не сложно. Вот и пример именно кода, потому что в один день может писаться несколько экзаменов. Соответственно, указываем все те коды, которые пишутся. У вас в рабочих тетрадях будет отдельная страничка с кодами предметов. То есть мы понимаем, что все пишет биология, мы ищем биологию и пишем код. Эти коды они актуализированы, соответственно, совпадают с этим кодом. Количество общественных наблюдателей чуть-чуть пониже. Количество общественных наблюдателей. Тут мы пишем ту цифру, сколько всего общественных наблюдателей присутствует на пункте. В эту цифру мы включаем и себя. Откуда мы узнаем, сколько общественных наблюдателей? Также форма ПП 007, там перечислены все общественные наблюдатели. Но мы должны учитывать тот факт, что может быть заявлено на 15 наблюдателей, пришло 14. Как мы поймем, кто пришел, кто нет? Наблюдатели расписываются в данной форме. Кто расписался, тот логично, что пришел. Кто не расписался, тот не пришел. Соответственно, мы укажем фактически пришедших на пункт проведения экзамена. Дальше у нас есть ФИО общественных наблюдателей. Вот тут цифру, которую мы указали, если мы указали 14 наблюдателей, 14 фамилий, в этой колонке должно быть перечислено, включая вашу собственную фамилию. Напротив общественных наблюдателей от Российского союза молодежи, да, если у вас несколько выходит на пункт, да, вы, соответственно, знаете, в каком составе вы выходите на пункт. Напротив фамилий наших наблюдателей должна стоять аббревиатура ФОН, федеральный общественный наблюдатель. Напротив региональных ничего, просто фамилия. Дальше мы указываем дату проведения мониторинга, число, месяц, год, думаю, тут вы не ошибетесь. Хотя нет, знаете, в этот раз проверяли досрочный период, даже тут умудряетесь ошибиться, вместо апреля поставили май там, и так далее. Но слава богу, что понятно, что в мае в эти экзамены не проводятся, да, и мы логическим путем перечислили такие отчеты. Поэтому внимательно тоже ставьте дату и месяц. Начало мониторинга. Время начала мониторинга всегда должно быть указано до 9:00. Так как вы можете прийти на пункт 9:00. Это не начало мониторинга, не начало экзамена. До 9:00. Если позже, отчет является неверным. Соответственно, время окончания мониторинга фактически, когда мы с пункта уже уходим. Вот мы дали форму 18 маш, так как мы даем раньше пересканировать, вот мы покидаем пункт, только тогда мы ставим данную форму. Время сегодня не отнимать. Если мы пришли в 8:57, ну так не нужно приходить, давайте пораньше, 8:27. Вот так и пишите. 8:27 я пришел на пункт. Не округляйте. Если вы ушли в 16:11, вот так и поставьте, что вы в 16:11 ушли. Ниже, пожалуйста. Дальше у нас есть табличка результаты мониторинга. Да, здесь удаленные, и ниже сейчас посмотрю табличку, закончим по уважительной причине. На первой строке всегда, видите, есть количество, там прописано 1 человек. Если есть удаленные, то ставим ту цифру, которая, соответственно, соответствует количеству удаленных. Если же нет, то мы там ставим 0, что удаленных не было. Если вы выберете какую-либо цифру, вам всплывет соответствующее окно. Необходимо прописать фамилию, имя, отчество удаленного. Все эти данные мы берем из акта об удалении, и нам его на пункте должны дать члены ГЭК. Вот здесь фамилия, имя, отчество удаленного мы пишем полностью, без инициалов. Время удаления, место аудитория, категория нарушителя. Удалить вообще с пункта можно всех. Участник, организатор, член ГЭК, технический специалист, руководитель, АИК, СМИ, Рособорнадзор, всех. Всех удаляет член ГЭК. И даже член ГЭК удаляет член ГЭК. Только
эта категория имеет право на удаление участников. И, соответственно, примечания. Кем вы именно? Членом ГЭК, организатором, фонд, если это вы, онлайн-наблюдатель, если пришла анкетка в пункт и так далее. Ну и причина: наличие мобильных средств связи, наличие шпаргалок, выносимых аудиторий и так далее. Не помню, да, что если ударять, то в этом, без права передачи в этом году работа аннулируется. Есть закончившие по уважительной причине, если люди, которые стало вдруг плохо на пункте и так далее, тогда составляется акт о завершении экзамена, и работа их аннулируется, но с правом передачи в регулярный день. Давайте мы дальше просто пролистаем. Дальше у нас есть результаты мониторинга, просто пролистаем. Тут есть нарушения, замечания, и вторая часть. Здесь перечислены уже ряд нарушений. Точно так же они будут и на электронной площадке. Если что-либо совпадает, то, соответственно, мы выбираем, также станет кем выявлено, время, какие меры были приняты, по мерам какие приняты. Мы описываем полностью все наши действия. Пишем коллегу, естественно. Обратилась к члену ГЭК, да, член ГЭК поставила в известность, до начала экзамена нарушение было устранено. Либо же меры не принимались, повторил повтор, сказала члену ГЭК еще раз, меры не приняты, да, соответственно, таким образом пишем. Если же у вас было нарушение, которое не попадает по данным перечень, там в конце есть строка, где можно, соответственно, писать. Такие отчеты мы заполняем на каждый экзамен. То есть каждый экзамен у вас будет входить электронная форма, лучше мы ее будем видеть, будет видеть ваш региональный координатор. Если там какая-либо ошибка, вы, соответственно, повторно заходите, в связи с тем, что вы зарегистрировали почту, мы дадим вам просто при редактировании данного отчета. Данная форма была сделана для того, чтобы упростить задачу отчетности. Все прошлые годы мы работали с бумагой, но сами понимаете, да, что только проверить бумагу и проверить электронный отчет. Это в миллион раз проще. Вот, соответственно, таким образом проходит ваш мониторинг. У меня на этом все. Если у вас вопросы по организации, по вашей работе, если есть, то задавайте, пожалуйста, потому что лучше вы сейчас в этом наберетесь, чем день экзамена будете знать, куда смотреть. Есть вопросы? Давай. Допустим, если у меня в штабе у члена ГЭК звонит телефон на громкой связи. Ну, как бы, это не нарушение в связи с тем, что он имеет право при себе иметь телефон, но мы можем сказать, чтобы он выключил его, чтобы он не отвлекал от проведения. Но это, естественно, мы сказать не можем, что у члена ГЭК звонил телефон в штабе. У нас покрытие доска немножко пальцем. Еще вопросы? Давай. Нет, в одном кабинете мы находимся не менее часа. Ну смотри, ты в одном кабинете сначала сидишь 100%, перед началом, да, чтобы посмотреть, как распечатывается. Час мы сидим. В дальнейшем ты можешь зайти в другую аудиторию, а можешь не зайти, а наблюдать извне. Ну, в штабе, в коридорах и так далее. Но если заходишь в другую, то снова сидишь там 1 час. Но в случае, если нет нарушений, если видим нарушение, да, шпаргалка и так далее, то выходим немедленно. Мы не будем сидеть и ждать 1 часа. Но обратно не возвращаемся. Нет, не менее. Ты можешь сидеть 2 часа, ты можешь сидеть хоть до конца экзамена. Главное, не спите в аудиториях, пожалуйста, потому что на камеру все это видно тоже. Но 1 час сидим всегда. Ну смотри, конечно, кто тебя будет подбирать? Ты подходишь к компьютеру в штабе, открываешь видеосвязь, и там смотришь, сидит ли общественный наблюдатель или нет. Давай. Нет, ну смотри, отчет 18 Маш вы получаете на пункте и отдаете, вы заполняете ручкой, да, на пункте сдаете члену ГЭК. Отчет мы не кладем на стол и не уходим, если его у вас никто не принял. Наш отчет, да, вы открываете телефон мобильный,
Если же, допустим, связи нет, у нас стоят глушилки, да, вы не зайдете, потому что отчет через интернет заполняется. Соответственно, все эти данные вы выписываете себе, а у вас в рабочей тетрадке есть образец заполнения отчета. Вы все данные, которые необходимо, записываете просто на листочек, и когда вы выходите из пункта, у вас появляется связь, вы заполняете отчет. Еще? Мы записываем в штабе, да, мы наблюдаем, выявляем нарушения, при выявлении сообщаем члену ГЭК, руководителю пункта и дальше наблюдаем. Мы решение принимать не можем. Не можем, никакое. Мы не можем сказать организатору, что у вас не работают часы. Или что мы не видим часы. Или что у вас упала, ну ладно, если упала табличка, возможно, мы можем сказать, что она слетела, хотя он сам там есть. Но если, допустим, партнер находится в зоне видимости камеры, мы видели это по компьютеру, мы не можем сказать об этом организатору. Мы идем к члену ГЭК, и он об этом сообщает. Ну, дает такое распоряжение. Только член ГЭК, руководитель пункта, с тем, с кем мы общаемся. Да, пожалуйста. Со стороны участников, организаторов, всем сообщаем только член ГЭК, руководителя пункта. Ну, не важно, кто нарушает. Соответственно, если нарушает член ГЭК, мы говорим другого члена ГЭК. Вот. И обо всех нарушениях, особенно об удалениях, это вот самое, да, важное, вы незамедлительно передаете региональному координатору. Передаете все те данные, которые у вас указаны в отчете, потому что мы тоже, в свою очередь, тут же их передаем в Рособорнадзор. Еще? Что значит нарушение? Нарушение в аудитории может не произойти. На пункте основные нарушения связаны больше всего с организацией. То есть мы должны понимать, да, вы должны понимать, что когда вы идете на пункт, ваша главная задача не удалить участника. Нет, а чтобы для участника проверить максимально комфортные для него условия, чтобы у него прошел экзамен без волнений. Основные нарушения на пункте происходят со стороны организатора. Именно по организации. Участники это только списывают, фоткают химы, приносят шпаргалки, телефоны и выносят химы из аудитории. Больше ничего не делают. А больше им ничего они не могут сделать. А вот организаторы, они могут нарушить. Больше, чем участники. Член ГЭК, руководитель пункта. Да, член ГЭК. Запрещаются там переговоры между организаторами. Мы не можем сказать, вообще-таки разговаривать запрещено. Мы не можем там сказать, вообще-таки там инструктаж уже пора начинать. Нет, мы просто смотрим, фиксируем, в голове все фиксируем, потому что по пункту мы ходим только с бейджем, да, у нас нет ни листочков, не может быть, ни телефонов, ни так далее. Соответственно, фиксируем, мы потом об этом рассказываем члену ГЭК, руководителю пункта. Еще вопросы есть? Все понятно, остальное? Супер. Хорошо, спасибо большое, Таня, за такую продолжительную лекцию. А смотрите, у нас в программе есть coffee break. Вы хотите поесть? Хотите чай выпить? А вы не убежите? Хорошо, смотрите. После coffee break мы проведем быстро небольшое решение кейсовой задачи. И после этого мы проведем, получается, итоговую аттестацию. Итоговую, получается, тест, который выявит, насколько вы хорошо слушали. Поэтому сейчас буквально потратим 15 минут на кофе-брейк и сразу же придем, чтобы не сильно задерживать нас. Согласны? Хорошо, давайте сейчас вместе с Аней, вместе с Хантой пойдете в столовую, да, покушайте, и через 15 минут я всех жду здесь, вас всех. А вы все равно не бежите, потому